Ну что ж, друзья, это ТОП24. Пулы отстрелялись. Впереди нас ждет ТОП24 Mortal Kombat 1 Pro Competition. Соответственно, это второй оффлайновый ивент из 4. Проходит он, напоминаю, в Париже, во Франции, Ultimate Fighting Arena. Вот. Помимо Mortal Kombat здесь также Guilty Gear Strive проходит в рамках Arc World Tour, также Dragon Ball FighterZ в рамках DBZ World Championship и King of Fighters 15 в рамках SNK World Championship. Но нас, конечно же, интересует прежде всего здесь из этих всех файтингов Mortal Kombat. ТОП-24 прошли по венерам. Videogames.io, Акстар, Асадимасы, Хавьер, Канимани, Джош, TQ, Макаран, Tekken Master. По лузерам прошли Low Corridor, DevTed, Faisal Combat, Боки, Джадс, Азербайджан, King Gambler, Фапс, Фокси Грампа, Кейтоп, Сноу, Фальк, H-Dop, Гр, Too Easy и Euphoric. К сожалению, Дизартед и Такинада не дошли до ТОП-24. Они вылетели оба за шаг до ТОП-24. Соответственно, каждый из них занимает 25 место. Что тоже, в принципе, неплохо, с учетом того, что здесь 130 примерно участников, 129 участников. То есть они влетели в ТОП-32, и это уже неплохо. Вот. Докуда доберется МК Азербайджан, ну, мы узнаем уже на ТОП-24. Непосредственно. Матчи стримятся в ТОП-24 будут все до ТОП-8. ТОП-8 будет завтра. Так, матчи будут стримиться все. Начнем с венеров, соответственно, и затем уже все лузера будут отыгрывать. I won't say nothing about it. I won't talk weird and stuff about it. But yeah, I'm just really happy to see that there is some upset today and the tournament is well alive. True, and we do have to talk about one of the upsets that did happen off camera regarding Viennality champion Azerbaijan. Yep. He lost to Snow. I talked to you guys about Snow early today. He's a French player. He's right now currently ranked around number 6 in France. He does play Milena. He comes from a 3D background. Мы ожидаем первого матча. Я так понимаю, Videogames.io против Акстара. На удивление, этот самый Акстар дошел по венерам в ТОП-24. Вообще, кто это такой? Это игрок из Ливана. Здесь, на удивление, много было игроков из Ближнего Востока. И вот Акстар, он убрал лузера по пути. Он убрал Боки, и он убрал H-Допа в лузера. Что касается его оппонента, то Videogames.io, хорошо нам знакомый игрок, убрал на своем пути Too Easy в лузера и DevTed в лузера. В принципе, все, кто должны были выходить в ТОП-24, по большому счету вышли. Ну, вот единственное, что, конечно, жаль, что Дизартед и таки надо не дошли, но что поделаешь. Итак, видим мы Videogames'а, видим мы Акстара. Акстар — это игрок из Ливана, как я уже сказал. Ну и вот так вот он дошел аж по венерам. Победитель этого боя выходит в ТОП-8 по венерам. Что ж, поехали. Videogames, игрок на генерале Шао и Акстар за Рейка. Закидывает гранатами. Так. Пока что отзонивается Акстар, и его это полностью устраивает. Шляпа прилетела. Так. Держит дистанцию. Вот он. Фусис. Оп. Так. Попытался набейтить. Встречает его Videogames.io. Так. Найс. Мити. Ау. Оверхед поблочил Акстар. Оу, заезжает при помощи своего слайда.
благодаря ассисту, благодаря гранатам страйкера, этот слайд становится сейфовым. Ой-ой-ой. Так. Сейфовый. Так, миксап. Не угадывает. Не угадывает видеогеймс. Напоминаю, что Fatal Blow у Рейка это командный бросок, но из него выпрыгнуть можно, но все зависит от того, прочитал ли твой оппонент выпрыжку, потому что он может, если он читает твою выпрыжку, то он как бы жмет вверх. Оу, подрывает на гранатах. Соответственно, можно сжать вверх, и тогда он выпрыжку эту схватит. Так что это микс. D4 и оверхед. Ой, какой випанер шикарный сейчас был от Акстара. И есть конферм. Так, гранатки. Так, все непременно. Бросок. Хорошо. Оп. Найс. He's got the best projectile of the game, one of the best spacing of the game. That's plus. You got to respect it. One of the best downfall in the game. Ну, посмотрите, как давит Акстар. Exactly. Yeah, right now, but I think VG1 might be playing this a little bit too patient. Now, Axlar just kind of Еще закидывает гранатами, отзонивается пока что Акстар. Активно. Пользуется со страйкером. Ага. И вот он угол. Так. Оу! Поймал на гранаты сейчас. Акстар и видеогеймс не успел сделать брейкер. Так, 1-0. He's picking and choosing, he's threading the needle, and it's working every single time. Yeah, I told you, man. He knows matchups. He's the guy in France right now. Пока не меняет видеогеймс Шао. В принципе, у него есть в запасе еще шансунг, если понадобится. Но не знаю, насколько он готов. Ой, хорошо, влезает в эту дырку Акстар при помощи арморчика. Так. Держит дистанцию Акстар. Отзонивается, откидывается сюрикенами. Так. И встречает при помощи D4. Так. Пока спешл. Ой-ой-ой. Вы посмотрите, этими пока-спешалами, этими звездочками он уже почти все хп снял. Так, флавлес блок. И в хит пропускает видеогеймс. Нет, нельзя панишить. Ой-ой-ой, хорошо врывается видеогеймс, оверхед заходит, и это шанс для него. Оу, нет шансов. Очень терпеливый игрок. Так. Вивпаниш, да, ошибается сейчас Акстар. И еще и сторону меняет. Найс, оверхед поблочил. Так. Пока спешл. И гранаты заходят, и есть конферм от Акстара. Найс. Еще себе меняет сторону он. Так, Мити. Так. Засейвился при помощи шляпы Кунлао. Ох, еще оверхед. Оверхед достаточно быстрый и весьма неприятный у Рейка. И не рассчитал дистанцию сейчас Акстар, за что и поплатился випанишем. Армор и... Ау! Это гранаты, пацаны. Это гранаты, засейвили все. Вот это страйкер. I've been getting hit by that for the past 2 months. Yeah, you know, like that's what it feels like. I'm really happy that's not me on stage now. You gotta feel it. 2-0 уже. Шансунга будет брать. Сейчас посмотрим. Что-то как-то генерал Шао уже не тащит совершенно. Да, все верно, Шанга берет видеогеймс. Very much so. I'm very impressed with what is even Moxlar, but there is no trick, you know, he's just that good. Yeah, he really is. He spaced things out perfectly, but I want to see how does this work in the matchup now that
BGY has switched to Shang. You know, this is a character Так. quite infamously one of the zoners in the game. So this is going to be a pretty heavy projectile game. Ой, мимо проехал. That's fine, that's fine. But yeah, I haven't seen this matchup that much, but he knows that one of his sparring partners. Видео Геймс говорит, хочешь зонинга? Сейчас будет тебе зонинг. So there is familiarity in the match. He's familiar with it, but I don't know how it's going to go. Конечно же, у Шанга очень такой хороший зонинг. Найс. И поехали. Карусель, веселая карусель. О, дроп! Господи, Видео Геймс. Это непростительно было. Он задропал камбу, за что и поплатился, конечно же. Так, миксап. Да. Не стал выпрыгивать сейчас Видео Геймс. Подумал, что Акстар сейчас нажмет вверх, но Акстар не нажал. Матчпоинт для Акстара. You know what is? He's probably mashing the buttons while doing it by itself. Just 32%. That is it. That's the secret tech. You gotta mash. Так. Beautiful coverage right there. And Arkstar again catching things out. This could be a huge win for Arkstar right now. Needs to stay patient. Zoning versus zoning. Пытается как-то отвечать на зонинг. Ой-ой-ой. Да. Что-то как-то печально все для Видео Геймса. Так, плюсами жмет Акстар. Ой-ой-ой, вивпаниш! И брейкер это нету. Это еще не смерть, но мало хп остается. Так. Ай-яй-яй. Ну, посмотрите, что делает. Ну что, Видео Геймс, сможет ли он выжить? Так, так. Окей. О, вот это пролетело мимо, но тем не менее все равно дожимает. Дожимает Акстар. Ничего себе. И таким образом он выходит в топ-8 по винерам. Текен Мастер его поздравляет. И остальные из их команды. Вот это да, ребята. Это было очень неожиданно. Ничего себе. Ха. Никому неизвестный Акстар, ну и почти никому неизвестный Акстар вдруг выбивает, ну, нескольких таких серьезных фаворитов этого турнира. В том числе и Видео Геймса, причем со счетом 3-0, очень уверенно. И выходит в топ-8. Да, попахивает сенсацией. Жесть. Просто жесть. Only one time out of 5, it was 3-2, but had to play like a weird guy, you know, doing some random jumps, going outside of my game plan, so he can read it and he can't make him comfortable, you know. А у нас впереди следующий матч. Это Асо, Асадимасы против МК Хавьера. Также матч за выход в топ-8 по винерам. Асадимасы напоминает игрок за Таню, и Хавьер это игрок за Скорпиона. Да. Италия против Испании, соответственно. Надо сказать, что в предыдущем бою, ну, в пулах, особенно... Вообще оба очень уверенно сыграли. Оба. Близко к разгромному разгрому своих оппонентов. Конечно, здесь надо еще умудряться подбирать, как противостоять таким тактикам. Скорпион и Таня. Желтый мужской ниндзя и желтая женская версия ниндзя. По крайней мере, так было когда-то по канону, сейчас все не так. Ну и, собственно, победитель этого боя выходит в топ-8 против Актара. He has been around for a long time. He's been around. And Asodimatse, I know for a fact that he don't have that much time in order to play MK1, so he can be good at the game, but I don't know if he got time to walk out every single matchups, you know? So let's hope that he knows about Scorpions, so we can have a great competitive set. Ребята готовы? It's gonna be hard, bruh. Yep, that and someone's getting sent to loser side, and man, that's not where you want to be right now.
Not where You you don't want want to be over there. There is like 4 American players. There is Azerbaijan. It's pretty stacked down there. It's literally. And You don't want mind that you, smoke. keep in mind as well, stream. We're streaming all of Хавьер these games. очень Like, сильно you're сыграл, seeing кстати, за everything Скорпиона. on Очень here. прям сильно. So it's just gonna be Поэтому тут an absolute может just развернуться борьба крайне серьезная. I'm all for it. I'm all for it. А Yes, I здесь, believe that ну, will в данном be, случае даже сложно представить, ну, кто из них Scorpion может оказаться and фаворитом It в might данном be, yeah. противостоянии. Scorpion. Оба сильны. Scorpion and Ooh. Striker. Striker's the new Lao. Yeah. I believe that most of the people just drop Cyrax and Lao for Striker. And we still got some Lao player because Lao is still top tier in my opinion. 1,000,000%. So that's most likely the two best cameo for me in the game now. If you don't count Tremor. Так, поехали. So it's not actually there as well. Сразу же с арморчика начинает Асадимаса. Коронный прием, естественно. Куда можно и нельзя пихать, называется, если есть гора. Так. Все, засейвился при помощи гранат. Так. Ой-ой-ой, Спаралеро заходит сейчас от Асадимасы. Найс конферм. Армор, ох, не стал делать Асадимас, интересно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да. Ошибается немножко сейчас Хавьер, за что получает наказание. Есть випаниш, чип. Чип. Хорошо. Asadimas are looking really strong. I might have underestimated that guy. Asadimas, I'm sorry, my friend. Так. But it looks like he knows some stuff about Scorpion that I didn't. Оп! Нечего ауру на ровном месте заряжать. Вот тебе. Так. Напоминаю, что в этой части у Скорпиона гарпун. Господи, столько мельтешит там народу на заднем плане. Гарпун, он лаунчит, выводит на кабу без вливания метра. Так. Сечка. Подъехал. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, попытался выпрыгнуть сейчас Хавьер, но не тут-то было. Так. 17 in front. Та-та-та-та. Ждет, ждет. Ой, вот этого ждал Хавьер. Найс! Есть фиг-паниш через двойку, но брейкер отдает Асадимаса, конечно. Оп. Так, гранатка. Угу. Ой-ой-ой. Найс. Хорошо. Ставил поку. Оп. Пиксель остается. И чипуем? Да, да. Начиповал победу Асадимасы. Много, конечно, чипа. Самая соль здесь в том, что он еще больше бы чипа нанес. То есть он сделал вот эту карусельку у Тани, а затем бы вызвал Гора и сделал бы еще одну карусельку. Так. Well, yes, Citrion. Yeah. Now you say it. Yeah, exactly. What's Citrion? And he made top 8, so. Все, зарядил ауру. Оп, подъехал. Ой-ой-ой. Брейкер отдает Хавьер. I will say it was quite funny. This immediate drop on the Goro assist goes right back into spiral, goes for the assist again. But Javier looking to bring things back and have the О, Вивпаниш, да, перележал бросок этот Асадимаса и наказывает. Fortunately for Asadimasu, because of Goro getting clipped, it's having a really Так. return. Oh, yep, big jump free. Чипуем? Нет. Ой-ой-ой, бросок пропускает Хавьер. Так. Но армором поднимается Хавьер. Найс. Хороший способ. Армором поднялся и там еще гранату кинул Страйкер. Окей. Хорошо. Ой-ой-ой. Сколько дамага. Сколько дамага. Неплохо. Так, с этими ассистами все практически становится сейфовым. Все, брейкер отдает. Хавьер. Не засейвился. Ага, ага. Потому что не было Гора. Так.
Луфтина притащил, но Страйкер сам помешал своему хозяину. Так, страйкера все еще нету у Хавьера. Сейчас появится, все, появился. Так. Бросок. Так, сейф. Ой, и армор! О, все, это смерть. Господи. Нет, он не убил, но тем не менее на мите пихнул Асадимаса. Как все это было близко. Так. Найс. Все сейфовое, благодаря ассистам. Так. Ага. Оп. Найс, флawless блок. Окей. Ах, армором убегает. Но в хит не зацепился Димаса. Очень большой лайфлит у Хавьера. Так. Есть конферм. Ну что, убьет? Да, вроде должен убить. Почти убивает, но тут, да, начиповать просто уже можно. 1-1. Отыгрывается Хавьер. It's very, very back and forth. It's kind of momentum heavy, isn't it? Whenever they land a strike, like they'll keep going, and then they just stop in between. It's like give each other a bit of a breather. Доконфермил. Ай, микродакнул, no punish. И просто армором фигачит сразу же Асадимаса. О. Так, армор на вейке от Хавьера. Гранатки. Естественно. Так. Найс паниш! Вау, с фуллскрина достал все-таки этим дрилом Асадимас. Интересно. Так. Сколько спешл? Убивай. Да, здесь уже нет смысла делать брейкер. Хавьер поберег на следующий раунд. Так. Хороший паниш. Ага. Найс. Ой, отличный дамачок. Так. И тут же крутилочку свою заводит Хавьер. Ой-ой-ой, перебивает армор при помощи крутилки, но еще один армор делает Асадимаса. На пикселе он повисает. Так, нету вейвпаниша, но есть бросок. Оп. Так. Чип. Найс. Очень аккуратно Хавьер добил. Похуй. Армором снова поднимается, и есть конферм через Гора. И армором поднимается уже Хавьер. Так. Все перетерпел. Все поблочил Хавьер. Гранаты мимо пролетели и бросочек в угол. Окей. Так. Найс! Хорош паниш. Но брейкер отдает, тем не менее, Хавьер. Гора. Ой-ой-ой-ой-ой. И где же Гора-то был, а? Ну что, это смерть, да? Fatal Blow. Да, да. Ошибка от Асадимаса стоила ему сейчас этого боя. 2-1. And the Izuna drop. Yeah, the Izuna drop. We got it. And here's the thing. It comes all the way from like the small micro decisions I pointed out.
just Asadamasa overextending a little bit, going for those strings that are going to get him caught out on. Равная такая битва идет. Just slow things down a little bit, as you pointed out. Exactly, man. Like, hopefully the game is first. Ой-ой-ой, вот это. Time to adapt. You got Таня change пролетела не strategy. туда, а Скорпион телепортнулся и ударил Гора. Let's see if Javier can take his Есть place. конферм через Гора, тащит в угол. Yeah, he's Асадимаса. definitely sees it in his vision, man. He Та-та-тан. definitely wants it. That one check, forward three into spin, gonna get some extra frames from Striker. Еще пока He's gonna спешл, do it ой, again. хит Exact пропускает same with Асадимаса. Cyrax, man. The exact same. И еще бросок. Так. God. I love Striker in this game, he's so silly. And if you drop it, you can get hit. So Yeah, that's the crazy thing, man. Like, it's so scary to kind of take your turn back. Ждал снова этой карусельки Хавьер. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой, достает, здорово, но брейкер отдает Хавьер. Найс армор. Тащил и убил. Не знаю, стоило ли в данном случае фотоголл полить. Может быть, стоило как бы обычно комбой завершить. Может быть, и так хватило, но... На всякий случай Асадимаса палит весь фотоголл. and it hurts. It does hurt in real life. Так. Oh man. Once again, beautiful courage from Javier, but Astamasa definitely not out of this fight. One round on the board. Так. Aye. Back to push. Пролетел, но Гора поздно, Missed it. опоздал. Goro was a bit early, a bit late. Найс, арморчик. Оп, Hey, оп. hey. Найс. 20 Dead. damage apiece, and whilst that may not seem much for this game, Yeah, it's not that much. you know, it will eventually add up. That's the Так. thing, right? Especially if it's like a full screen spiral arrow. Especially that she can get an opener. Чуть-чуть Like from чуть-чуть it- поплыл from Асадимасы. middle on screen. Прям. 1,000,000%. She's such a crazy, unique character. And I feel like Ой-ой-ой-ой-ой, еще и в хит пропускает Асо. fits into it extremely На пикселе well. он повисает. Mind you, not if you're playing against her and you have Та-та-та-та. 5% life. She's like, I'm just gonna chip. Чипуем? Да, пока спешл. Chipping you out. Match point for Javier. Матчпоинт He's для about to make the Хавьера. top 8 winner side game. I don't know if he's fighting Axstar in top 8 Арморчиком поднимается. Оп, 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 or оп. the winner of the other game. Найс. I believe he very well might. I would imagine so. Д1. We're currently going for the winners. Так, так. But we go Еще down одна пока towards the спешл spin. Like, от after the Хавьера. match, he's getting caught by these little tiny things that Javier has purposely been stiving. Брейкер off the отдает first game. Асадимаса. It looked Ой, like inner Асадимаса, combat это league Хавьер. even take in a little bit. Down one into special. Down one special. Найс. That's the MK demon. Та-та-та-тан. Куда? На тебе гранату This gonna be и a lot of законфермил эту damage гранату as Хавьер. well. The crazy Ага. thing is that you get a full combo conversion Окей. For after favorite getting hit by trade. Striker. So insane, but Ух, многофитовка зашла. Но выкается все This равно. isn't gonna be death, mind you. 20%. Та-та-та-та. Got to reinforce that game. Армора подождал Any Хавьер. touch from Javier is absolute death. Угу, и да. Ждал этого телепорта Асадимаса, и это 2-2. Astamasa still in the fight. Окей. He's in the fight and he's still alive, man. Yep, does not want to let it go. He tastes the victory. Ух, как у них все But близко-то, а. nobody wants to be sent to the shadow ring right now, and going to the loser side might be really hard to pull off because, like you said, there is edged up down there, there is snow, there is fire, there is euphoria, there is too easy, Так. Foxy Grandpa, K-Top, and a lot of great players. Еще So лоу. don't wanna go there, guys. Absolutely not. Like, that's just an awful Так. place to be right now. It is. Because there's the endless amounts of talent there. It's terrifying to deal with. Заходит дрил. Also, what a trade Ага. might add, a spiral attack И into есть the конферм от goddamn Асадимаса. Razor Тащит в угол Goro. своего Knocks оппонента. out Striker as well. Куда? Куда? Это же Скорпион. Ой, Випаниш. Yeah, the Опоздал Stormer. Асадимаса Nice чуть-чуть. block. Side switching, it's got out, but Ой-ой-ой. not finish, unfortunately. Even comes himself with Так. Striker. Oh, a little bit behind. Далеко гранатки-то ушли. Get the forward throw at the very least, and also is going to have the full screen to work with. Yeah, a lot of patience being shown by the two. Astamasa really picking and choosing when he decides to strike right now, but playing it very well. Big jump free in the teleport. Yeah, but he put himself in the corner. You don't want to be in that Найс. position, Javier. Хорошо, доконфермил Асадимаса. Жмет в углу. It's very unfortunate for him, but jumps around looking for the Ага. armor, gonna go for the Засейвился. bottom just to raise the room. Так. Sweep. Ой-ой-ой. Oh no. Why did he stop?
What did he top Почему string? не сделал камбу? I feel like he did Хавьер. believe. 15 секунд остается. Преимущество по ХП пока у Асадимаса. Но очень небольшое, очень небольшое. О, боже мой, решил подходить все-таки Хавьер. И Асадимаса за 5 секунд. Ну, понятно, тут Хавьер просто... Ему надо было уже рисковать. Матчпоинт для Асадимаса. Already in the corner. Так. Conversion. I will say I love it. Like after the master, so oh, you can do down one into special too. All Do right, it as well. I'll challenge you on that. Оп, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Forward three into spin. Подсечка. Гранатки. Got a tip damage, striker again, but no cambio ball Чекует left. активно. По крайней мере, Хавьер. Ага. There we go. Plus fruits. Oppa. Так. That's unsafe. The striker was there. The striker is too good in this matchup, man. He's very good. It's slowed down this game Нет антиэра. so Не much. стал We антиэрить. had a timeout in the last Асадимаса. round. Currently, we're 40 seconds left, and both these players Так. are quite content with remaining full screen. So Засейвил. like so. Но Гора убирает Хавьер. Двойка заходит. Брейкер. Брейкер. Breaker. Да, отдает брейкер Асадимаса. One touch is all it's gonna One need. combo and that's it. Big shit. Yep, gonna get the forward. Так, это еще не смерть. Пока что чуть-чуть ХП осталось. Оу! Хит! Но Гора не было. У него не было Гора. Да, он дрил в хит попал, но... Last round. Последний раунд. Матчпоинт для обоих. Asadimas can make it. He didn't have no meter left. Ага. for the starter. But he believed Ой-ой-ой. this. Ой-ой-ой. Got it, but Так. yeah. It's gonna be a lot of damage. Yeah, it's well. Отличный дамаг. 365. Хард нокдаун. There is no gift for you, my friend. Ух, достал последним ударом. The roof as well, gonna get Бросок the не back рвет. throw, gonna keep it Асадимаса. full screen right now. If you can slow down the pace of the game, whatever he wants, it's now in Так. his favor. Hey, ta-ta-ta-ta. Low. Мгм. Go for the armor. Мончик. Get Окей. quite a bit of damage on the board, about 20%. Good, but Wow. that one Ай. higher. Wake up down on the Мало-мало ХП остается у Асадимаса. Еще и бросок он пропускает. I think that's death, but И this is like совсем chip мало. death territory. Одно попадание. Чипуе! О, ничего себе. Он еще и Down back two. Stuff. лоу огонь сделал. Ну, не знаю, опасно было так, конечно. Но, тем не менее, Хавьер таким образом выходит в топ-8 по винерам. Ну, а Асадимаса спускается в лузера. Forward to Ёлы-палы. controller. Вот это, конечно, We матч get it, был we get it, we близкий. get it. Очень близкий. Yes, thank you, Arisu. Thank you, you got it. Thank you, you got it. So yeah, it was one round away to get top 8. Unfortunately, he didn't get it. It's gonna be really hard for him now because he got to go through the loser bracket, through the shadow rim to make it out. Yes. And I haven't seen a loser bracket that strong in the Dude, top it's so 24. scary. It's genuinely terrifying. Like, I would dare И say. ведь Асадимаса очень близок был к победе. Far more Если уж на то favorable against пошло. the terrifying Ну, competition чуть-чуть не on winner's хватило. side than have to slog through loser's side right Yeah. now. Because there are so many names I That's some recognize. deep water over there. Oh, bro, like one step and you're gonna drown. One wrong step and that's Great, it. man. But what I can say is that we got two French players down there. Snow, that sent Azerbaijan to the loser side, and Deftat. Deftat is a new player. He's a new guy that joined the scene for MK1. He came out in the first event that we had in France for the Да, Discovery так event. просто не подойти ни к одному, ни Where к другому. We were there to welcome the new guys to the community, and Deftat was there. So he started playing the game, and he started training with Axstar, actually, you know? Ah, And he's on the loser side now, so that's pretty good for him. I'm really happy about it. good to hear he's playing very, very well. His first major then. This is his first major. Yeah. This is his first major tournament, and he's going to be on the big stage. Yep. Мгм. Top 24 first major. That's really impressive. Ну что ж, I need to таким buy him образом something as well, then. Хавьер выходит в топ-8. Вот Ну а впереди нас ждет следующий Oh, God, матч. your Это poor wallet, Канимани your poor wallet, против but Джоша TQ. Excellent stuff, but Канимани, we will be напоминаю, coming он on на to Рейдене our играет, next а Джош match TQ now. играет This game на... is going to be Kanimani versus Josh TQ. Yes. It's Germany versus UK, на... I believe. Kanimani won his first game on stream pretty convincingly Johnny Cage, with Johnny по-моему. Cage. Yes. Да, Джонни Кейдж. I haven't seen Josh playing today. Josh has been playing. He's been playing Lu and Lao. And that's a very formidable team. Okay. But talking to him prior to this, I think he's looking for a Johnny Cage mirror.
I think we might be in another Johnny Cage mirror situation, everyone. It's eternal. We can't get away from it. Liu Kang designed the new era. So Yeah. that way you would get Is the boss for plus it. 7 Saw and Johnny Cage mirrors. That's crazy because we already had Liu Kang mirror early today. Yes, we on did. Stream. And I don't know if we are going. No, we're not going to get that one. No. Because I can see on the left side that there is some Kenshi. Oh. There is a Yakuza. His name is Kenshi, and he's going to play Ну against что ж, Liu вот Kang. они, So this is the first Kenshi that we get today on stream. готовы к игре. I think so, which I'm not sure about it. astonished. I'm not sure about it. I'm not gonna lie, like at least a good quarter of the pools have been Kenshi players. So Yeah, I would be astonished. If they so. made it. They made it out there because on the loser side there is Falk. He does play Kenshi, I believe, and maybe Yes. Euphoric. So Okay. we do have a lot of Kenshi on the loser side. Okay, interesting. So the dream still lives on. The dream still lives on, which is excellent to hear. But let's see. I think they're just setting everything up on their end right now before we jump in. Also, you know, talking about fresh blood and new people. Yep. These Так. two are like the perfect example of that. Yeah. Kanimani, this is his first ever offline event in person. That's the guy that said that it was It was going to be his era. his era, right? Okay. Oh. He did play way too much Geras in MK11. Yeah, maybe it's enthusiastically. The new era. But But I like this kind of statement because if he can back it up, that's Yeah. good for him. То-8, Yeah, получается, there's Акстар вышел nothing против worse than Хавьера. people talking nonsense that can't back it up. Exactly. But at least he can. Yeah. And as we have seen that. So this is the ultimate kind of test for him, especially when it comes to. I think this is. Так, as it Канимани comes to Kanimani, it's из Josh, Германии 'cause против Джоша Josh, Q third из offline, Великобритании. second major. Second major. Of course, many people still kind of look at him, VGY's younger brother, but Josh has really come into his own over the last few years, kind of stepping out his brother's shadow and really solidifying that he's his own person, his own deity. And I mean, if you watched this match earlier on against Jads, man, there were some galaxy brain reads and reactions that I'm just like, why did I play this guy in the last event? Like, Okay. ready for this? Okay, I see you. So So Ultimate Fighting Arena is the right place to do it. So yes, I'm very pleased we could do it here, and it could be part of the pro competition. It's really, really lovely. And of course, we still have 2 more stops left before we are at final combat with Liga Latina and Combo Breaker next year. Combo Breaker is gonna be dope. It's going to be so good. I might come for Combo Поехали. Breaker. But anyway, we've got ourselves a match. And Никаких it's one of сюрпризов. the classic from MK1 Оп. over again. Johnny Cage Вихнул. Ой, and Raiden. притянулся. О, боже мой. Yeah, my man Просто just подошел really Джош Дики, took чтобы the shocker at the завихпанишить, а moment. Канимани держал этот электрошокер до Staggers последнего. at the moment. And again, Ой, we have to ла. look at Так, пока how спешл, common сейвился Johnny при помощи really Кана. has become. Like, I could imagine Kanimani, who was Так. even an Еще пока online спешл. player, Окей. wasn't so familiar with it at this point. Yeah, he's so familiar with it because now there is the rollback, there is all of this technology, and you can Uh-huh. walk matchups online and be a good player by playing Так, the game D3 online. jail. Anyway, Johnny Cage Оп. with the pressure, S+, but nice backdash. So, strings, Kano is there. Аверхеды заходят от Канимани. Ой-ой-ой. 1. Down one. I'll just go to the Storm Soldier, not challenge it. Beautiful. Get off me, bro. Oh, gonna check him, but gonna get the breaker very early. Брейкер отдает Канимани. И еще пока спешл. Да, да. Very complete. Видите, несмотря на то, что очень большой лайфлит Канимани имел, все-таки Брейкер-то отдал, чтобы позицию сохранить. Oh, yes. Так. No problem with that, but he's still really strong. The game plan is still really strong, and the tools are still there, so he can compete Бросочек. high level. 100%. I mean, as we have seen, I'm not sure if you missed the game earlier on. I believe Tekken Master was also raided. Oh, Ой-ой-ой. That's how you know the character. Поймал. Tekken Master would not play a bad Josh. character. nah, he will not do that. И еще оверхеды, господи, сколько Definitely he will not do that. And Они that's еще really и такие быстрые, этот, Well, оверхед this еще такой team быстрый right now, у Raiden Kano, man, Рейдена. it's so formidable. Just let's Raiden do Ага. what he wishes. Брейкер But Josh отдает. spreading Так. the lead, getting a bit of damage in. Oh, Superman. Something that I just talked to Gur about offline, him saying, yeah, it's so good. There's just so many ways around it. What a cross-up. Gonna go for the Так. overhead. This is actually death territory. Ну, as- смотрите, просто оверхедами кормит And you know, Канимани Khan is буквально. purposely trying to force Josh to either spend the meter or get that breaker out of him right now. He knows
tight position. Так. Oh, Ой-ой-ой, it is. брейкер отдает Defend the все-таки. bars. Джош, а делать больше Oh, нет. he's Очень. got some buttons and И забирает раунд. he believed. He believed. It was a split decision reaction. Может and быть, he's looking даже to fill up в the какой-то start степени bar as well. повезло сейчас Джошу. He believed in himself. Nice contest. If you play Big. delicate, you might want to press those buttons. If you don't, you got to pick up another character, I man. was gonna say, are you playing Johnny correctly? But Так. beautiful spacing from Kanamani at the moment, catching Josh TQ. Applying big damage across the board. Nice walk. Поднимается при back помощи into Shadow. шедоу-кика. Оп, бросочек. Не в ту сторону рвет Канимани. Also, both Polka these special, characters поехали. currently they have 950, so whilst it may be like 30, what was it, 350 damage, it's actually a lot in terms of what's Так. into their health bars. Бросочек рвет. Вив паниш. Beautiful Ой, как space. Канимани неаккуратно сейчас. Walk back Но is брейкер, so тем не strong. менее, не отдал. Put him back to the corner. Nice Вив паниш finish. еще. А сейчас брейкер. Yep. Нет, не отдал Oh, брейкер drops the Канимани. combo. Ничего себе. Kanimani still has 3 Так. bars to work with right now. You don't want to drop that. And yep, Всё, that's You it. смерть. don't want to drop that. That was a 50 Low, fatal blow. situation, and he guessed wrong. It's 1 game up to Kanimani. You don't want to drop that combo. Like dropping combos in this game since MK11. Yeah. Getting hit. 1-0 в with a full пользу punish Канимани. Combo conversion. Yeah, I hope that Josh does not allow that to tilt him. Yeah. Because, Okay. you know, that was literally game winning. It was very unfortunate. But, you know, still have 2 games to work with. Can recompose yourself, maybe get some bearings together. Because the start off of this match was extremely explosive. Let's see what happens next. Пока спешл. Poke special again, huh? Yep, Все Poke непременно. special. Now, It is, it's just, it's Пока so good, special man. сила. So good. everybody's just trying to take his turn back. Так, еще верхеда Let's combo заходит. that if there is a special. Канимани миксует. Coming after the poke. Так. Once again. Ой-ой-ой, брейкер, да, надо отдавать. Тут полноценная комба. Nice flawless Ага. box from Josh. Just constant poke game right now. Kanimani landing the Так. big hit. Так, 36%. до стенки No, 35. почти довел. Nice first Оп. block. Stand two. To get his back against the wall. Haven't said Ай-яй-яй. nothing. The side switch Дропнул, was very дропнул good, but he сейчас dropped it Джош. again. Unfortunate. Найс! And Ой, that's красава! once Но, again, блин! he can go for the Superman. Просто Signal прилетело. was there, Yep. bro. He was ready. Так. Straight up ready, but now it comes down to the situation. One touch from either player, but Kanimani with breaker available goes for the overhead. Ой-ой. Yes. This word is so good. Спокойно it is так safe. дожимает It Кани. is safe. So. It is not a combo starter such as MK11 and MKX, but this is safe. I will say that was a very bold reversal. Seeing Superman go Так. for the shadow kick as well. Full screen. Nice block. Beautiful flawless block, getting the chip. Засейвил. Again, another one. Вив паниш! Лоу-лоу вифнул Back, сейчас that's for Канимани that's what I и like to see. Джош TQ за вив панишем. Finally being caught by it. Kanimani moving his way in. Josh looking for the late wake up. Так. Так. Interesting Трейдится, trades. A lot трейдится. of pokes going on right now. Just want to get that stagger heavy game that Johnny is known for. Reinforce those plus range pressure. Committing to the overhead Оп, as оп. well. As well. Yeah, he's known for that. And Очень nice много finish. вифает Right Канимани, elbow, кстати. but no conversion, unfortunately, That since is, he was airborne. that is unfortunate. Josh has been dropping a lot of combos, and I think that Так. actually might not just be because of his execution, but You- Kanimani is always kind of in the air Так. during like some of his Nice. moves and animations. It's catching. Отнимет все ХП. Нет, не отнял, но тут... О, боже мой, как же! Как же так, Джош? Ой-ой-ой, ребята, это печалька. Он So there is a... не доснял этот пиксель, и за это просто сейчас Right, попрощается just с does the еще minigame одним on the боем. lash. 2-0. Remember, this is 950 health. Ну-ка, или нет? Uh-oh, Нет, stop это that. не 2-0, но чип. Oh, Чип, да, stop там уже sound. столько чипа будет, что ужас. Eternal, another game Да. locked in for Kanimani Не right выкнуться, now. ничего не сделать. That stuff? That's illegal! Упустил. Сейчас That's Джош TQ illegal свою to end победу a game в этом like раунде. this after a fatal blow, man. По Come сути, on. это был его раунд. Yep. He just woke up after the fatal blow and... It is such a good move, and I know what they have moved like the negate chip aspect of it. Raiden is Так. still phenomenal in my Tremendous. Definitely. Ну там машет, посмотрите на это. Канимани. Moment, beautiful flawless block, doesn't have the corner to work with, but say that dashes out. Так. Both players poking at the moment. Yeah,
Josh definitely tried to look for an avenue to thread a shadow kick. Couldn't quite get it. Oh my god. Yeah, Josh might be a little bit scared to punish that full screen because it Бросочек. get the trade off that. Still heavily active. He's definitely scared now. The conditioning is D1. pretty А low верха... from А, нет. Нужно продолжать. Kanimani side. Okay, he's got the low hat. Everything is safe. It's even plus. Yeah, plus, like, honest to God, Raiden Kano seems like По чуть-чуть, по чуть-чуть Канимани откусывает ХП своего оппонента. Окей. Nice poke Так. jab. Nice counter poke. Now, this is actually, if optimized, this could... Ой-ой-ой, чуть-чуть ХП остается. И пока спешл. Чипуем, чипуем. Флаус. Unfortunate, can't quite get a Блок. full optimal punish off that. Ну, не знаю, здесь, конечно... О, О, на реверсале Суперменинг прожимает Канимани. Надоело ему ковырять. He's backing up. Так. He's backing up what he said early today. Definitely is trying to look to usher in his new era for the top 8 by beating Josh TQ, but it's a very interesting situation for the two, which will mean that both brothers will actually maybe send to the side. Заходит. Both of them. I hope that they don't have to fight each other. It's very well possible. Very well possible. Так, еще пока спешл. Definitely squeezes the Да, много пока спешл делает Канимани. Главное, это работает, естественно, когда Кана есть. Так. Найс. Микродак хороший был и... Так, так. Еще одна пока спешл заходит от Канимани. Блин, продолжил. Эх, не продолжил. Так, так. Один пиксель остается. Чипуем. Ой-ой-ой, как-то непонятно сейчас проджектайлом стрельнул Канимани. Вообще куда-то в молоко. Если это получил. Эфир. Выигрывает Канимани. Хорош. Есть фитпанер. Так. Так, так. Еще пока спешл. Просто Канимани пока спешалами убивает. Этим буревестником. Так. Оп. Мало хп остается у Джоша. Как выжить? Так. И да, все-таки дожимает. Доковырял, знаете, Канимани. Ковырял, доковырял 3-0. Да, сложно противопоставить что-то Рейдену, когда он тебя чипует. Ну что ж, таким образом Джош TQ отправляется в лузера, а Канимани по венерам выходит в топ-8. Unfortunately, that can kind of break someone's composure, especially if, like, the first game is so explosive, kind of throws you off your guard a little bit. So very well played from Kanimani, but you know, Josh isn't entirely out of the picture just yet, being sent to loser side with his brother. Yeah, he's still in loser side. Which very much could mean we get the brother matchup that you were talking about. I believe that he's going to play against Azerbaijan, but I'm not sure about it. I've got the matches just in front of me, guys, so you know. But right now, we do have a great set coming up. MK1 is going to play Tekken. Ну что ж, 3 боя позади. И впереди последний матч венеров на сегодня. Макаран против Tekken Мастера. Макаран, который играет за
and he always got за top Ашру. 2 or top 3. Ну и Tekken Only Master, lose to естественно, boxing играющий back за then. Ah. He Рейдена. was kinda the number 3 of the Europe Middle East scene. But then in 2016, he came to the United States and made it to the grand final against Sonic Fox, excuse me. And he's known by everybody now. And he's still playing the game. He's still playing every single NRS game. And he still do really good on all of these games. He's been unbelievably consistent across the board, regardless of whether that is Injustice or Mortal Kombat. He's always been very He's consistent. super good at both of them. Yes. That's crazy. I feel like he just fundamentally gets how NetherRealm games work at their core, and he knows how to apply it in every sense of the word. But on the other side of the fence, we also do have MK1. Yeah. Another player who did rise up through MKX. Так, ну что, and has really kind of готовы, ребята? entered his own kind of echelon and tier of play from Mortal Kombat 11 onwards. Yeah. Yeah, through Scarlet of all characters as well. A character that many did not see the potential in, but MK1 stubbornly stuck with that character through and through from the game's lifespan for 4 years up until where he is now, where he's had an interesting character switch. I talked to him about it. He's been playing Ashura for 3 weeks now. 3 weeks only? 3 weeks. Okay. So he dropped Natara and he dropped Melina. Oh my god. Yes, and he's been rocking this character in Rips Arena continuously. And shout out to Rips Arena, by the way. I hope that he's still playing Milena, maybe as a counter pick probably, but Ashura is pretty dope as well. But I'm really happy to see MK1 doing that good in this game, because back in the MKX, he wasn't one of the best in his country. We had Storm and Loki, but now he's definitely the best one on Mortal Kombat. But anyway, the game is starting. Tekken Master is on the right side. Привет, бросок Tekken Master. И погнали. Заряжает все проджектайлы. Сбивает. Останавливает при помощи фокус спешл. О, кос. Арморчик использует. Весьма интересный Макаран. Вив паниш от Tekken Мастера. Брейкера нету, поэтому фулл комбо. Так. Лоу-лоу заходит. Ой-ой-ой. Брейкер будет отдавать? Будет отдавать Макаран. And it's a crazy thing. MK1 could very easily take this game from one single touch, like following this. Because that fatal blow, man, hits so hard. If you don't want to eat, you're getting hit, bro. If you don't want to block. Так. Ах, не долетел. If he's trying to teleport into you, just use that. Пиксель! О, вот это на пикселе втащил Макаран. Вот это здорово было. Паниш. Сам не поверил в свой паниш, Макаран. Потому что там уже интракт вылетел. А вот сейчас поверил. Так, Светлым Крисом закидывает. Так. Так. Летает туда-сюда. Рейден. Чуть-чуть хп остается у Tekken Мастера. Оп. Очень осторожно. Очень осторожно Tekken Мастер пытается добить. По чуть-чуть. Так. Но дожимает все-таки Макаран. Пусть и стоило больших трудов, пришлось ему побегать за Рейденом. Sonic Fox and all of these guys. So seeing him right now in this top 24, a few games away from top 8 is not a big surprise. But we all know that Tekken Master always does have a surprise. Because I told you about him fighting Fox Team Rampage match. Да ну! He was known as well as Да ну! Tekken Master берет бараку? So Tekken Master always displays 5, 6, or 7 characters in any NRS game. And he can К switch. старому пику он вернулся, ничего себе. I'm not really Чуть вдруг. worried about him right now. And he goes back to Baraka, and I wanna see it, bro. Сразу чоп-чопом подъезжает, но страйкер все засейвит. Хорошо, сквозь вышел. Проехался Макаран. Так.
very familiar with this character. Ой-ой-ой. Найс. Not sure about Оверхед, нет, поблочил. И Б3, убежал от Б3. Сейчас Макаран. И есть паниш, но... Брейкер отдает таки мастер. He's not even top 10 in the game right now, but he's got good movement, good spacing. An average projectile. Хорошо. Ой, достается к здорово. Макаран. И чуть-чуть хп остается. Но не самое удачное, на самом деле, выступление Текенмастера. Yeah, MK1 playing exceptionally well. I must say the switch to Ashura is really paying off in a big way. You're getting so much mileage off that dash. You see, that was one of the, I think, the brilliant things about that dash in general. She can go right past him and move behind Striker, not have to worry about the defense of it. She can't do that against Baraka. Most likely he can just use back for 1-1, I believe. And regarding the distance, he can use back for 1-3 as well. Хорошо использует этот переход, ауру. Макаран. Б3 заходит от Текенмастера. Окей. Так. Ну что, смотрите, раунд отыгрывает все-таки мастер, Текенмастер. Так. Ой, хорошо, дакнул и через 2-1 наказал Текенмастер. Так. F3. Нет. Далеко от него была Аша. Так. Oh wait, keeps him out the corner. Gonna get the back throw, however. Oh, he's got the back throw. It's looking really bad for MK1 right now. Мало времени остается. И найс микродак от Текенмастера. И это 1-1. Дожал. You know what? That was so bold in Galaxy because MK1 has not been grabbing him very much in the set at all. Подъезжает, но страйкер, конечно. Combo from that. That's crazy, man. This character's so wacky. He's gonna go for it again. Yep, he's gonna get clipped. Gonna get a breakout of MK1 extremely early on in the set. Перестреливается пока что. Anti-air, but again, just a striker grenade. Tekamonster is timing this like absolutely perfectly. Yeah, it's absolutely perfect, man. You can use it back forward 3, back forward 1, with the special down forward 2. Yep, there it is. Ой-ой-ой. 2-1 заходит от Текенмастера. Метр сжигает. Оп, убьет. Пиксель остается, но тут уже не выжить. Тут уже было просто не выжить. The comeback is here, bro. I told you. Baraka is still pretty good. Very good. This character is so fundamentally solid and has like incredible tools and hits really hard, but oh my days, but dumps that into the back. Хорошо, на конфермил. Отлично, Текенмастер. Ничего себе. My goodness me, 40%. 40% 98, spent 2 balls. But now it's plus. Oh, nice block. Прессинг. Бомба на прессинг. От Текенмастера и бросок назад. It's going to be a bit of a while before Striker does come back right now. So this is definitely where MK1's window needs to be. But saying that, there he is. He's sitting right now to take everyone's turn back. Yeah, there he is. Back 3-1. No duck off the high. Back 1 into launch. Не убьет, но тем не менее дамочок будет. И Окиземе. Эртуир! Да. Сбивает Текенмастер. И вот посмотрите-ка, как он нарастил темп, а? 2-1, which is 0, I believe, on block. Or 2-1-2, I'm not sure. And then you can just mix it up with the pressure, the chip damage. And you said it yourself. He does play Nitara, Milena. Yeah. So, ну что ж, down 2 game, что-то как-то все печально становится, ну, постепенно. Для Макарана. Interesting old lore matchup, but nope. Oh, the switch. Instant switch back to Ashura. Does not want to quite commit.
I don't know about that one. Well, very evidently, Tekken Master has had unbelievably quick adaptation on the fly here. So maybe these few extra seconds just maybe is what Makaran needs to kind of compose himself Так, again. поехали. But, man, those striker grenades are Паниш. Ошибается, ошибается. Land 33% Tekken Master. on the board, goes into low projectile, keepings plus. Oh, doesn't quite get the jump in, misses the down two. Так. Hey. Master ready for blood. Down forward two again. Striker is back. Be careful, bait. Yeah. Так. And grenade. Оу, найс, как ушел сейчас здорово Макаран. One into it. Backdash into back one. That's a great quick finish from Tekken Master. Так, и фаталблоу Tekken Master сжигает. Yep, this Это матчпоинт для него. I believe. He's dead. Yep, that is One, two, absolutely three. no. Four. God, that's such a good. I like this one. Yeah. He's so savage on this game. I kinda like Baraka for real. So I just love a striker who came in, shot the end, just ran off again. Так, Oh. так. Beautiful poke into projectile plus again, but goes for the armor. Tekken Master looking to push Makaran to the corner. Увеличивает дистанцию Tekken Master. О, бросок забирает He went through it. Макаран. We haven't seen Makaran Nice. do that since the very first game, so definitely. Ой-ой-ой, на двойкой на ровном месте пропустил Макаран, но тем не менее Oh. брейкером порол. Yeah, it was just Tekken Master gets so Big. much knowledge of these jump-ins right now, and Makaran left out the corner, but has to respect it. Nice one. Forward dashes, forward throw. Так, And he's on match point right now. Yeah, man. Striker is back. Barak up there. Striker, obviously. Fair enough. Want to get the down two, get off me situation, want to cash out at least as Up. much damage as possible. One hit on Sneak. И There да, it is. Tekken нейтрал Master жал. takes another big И таким образом win, this time against Makaran. Tekken Advancing Master to top выходит в 8. топ-8 по венерам, ну а Макаран Top 8 for Akstar. спускается в лузера. Who's in top 8 again? Yeah, My kind bad. of money. Kaminami is top 8, yeah. So, yeah, it's pretty good. It's pretty good. I'm really happy about it. Like, we've got some upsets. We've got some great pick. I've said that Akstar would be in top 8 winner side. I've said that Tekken Master would be in top 8 winner side. So, I've got 2 out of 3 now. С Рейденом Three so far. Yeah. у Макарана не There is still возникло Akstar, there таких is still проблем. Azerbaijan. There is still Yes. some of these guys that I want to see in top 8, but yeah. There is Yeah. the replay. Yeah, things are looking really, really crisp. And like I said, man, just the second that Tekken Master started ducking that poke, started challenging the projectile, choosing perfect times of having to jump arc to jump just over her projectile, not have to worry about it. It just kind of stuffed a lot of Makaran's defense. He looked a little bit flustered in those last few games. Смотрите Yeah. на это, а. But that's it, mate. So, guys, you Ну can что play ж, with us with Барака like и a 5-minute Барака break в деле. with HBT, and we'll Удивительно. see you after that Но for the тем не loser side менее of the top 24. Aight? затащил за Бараку Tekken Master. Hello everyone and welcome back Так. to Ultimate Fighting Arena 2023. У нас Once уже again, определилось I'm 4 behind игрока, Warrior, которые вышли в joined топ-8 by по Razor венерам. on Это commentary Акстар, for top это 24. Хавьер, это Here Канимани for the и top это 24, Tekken and we Master. had the blast doing the commentary for the 4 И пришла пора fight. обратить We had внимание some, на a big сетку bloodbath, I might лузеров say. топ-24. Akstar won against Video Games Yo. MK1 won against Asodimatse. Kanimani won against Josh TQ and Tekken Master. Напоминаю вам, against что Makaran. So that makes our 4 players for the здесь- top 8 winner side tomorrow. Yeah, things are Здесь в looking лузерах very, very коридор, good for them. лоу-коридор And it's вышел only gonna против get more Дефтета, intense from this point onwards, 'cause now Файзал we are Комбат in против loser Боки, side, Джадс do or die против sort of situation. Азербайджана, You know, Кинг everyone Гамблер really, против really Фапса, wants to not Фокси be Грампа that против area, Кейтопа, understandably, Сноу and make it против into the top Фалка, eight tomorrow. But what's Эйчдо против interesting Гыра is that we и now have a Уизи match против with Ю Форинга. Has Ну actually что, changed поехали. characters Лоу-коридор from Yeah. встречается which is против very surprising. Of course, he's Деф rocking the Тата. team of Raid Kano. Дефтат, смотрите-ка, I еще do один believe at игрок this на point Китае. that, the Raiden Kano, Это лузера. the Raiden Уже на Kano вылет. situation is like the main thing in Middle East, Так, I might say. And Всё, it закидывает does work a lot. But прожектайлы, Defta is that French guy, like I прожектайлы said, на манер he Фокси just got the Грампа. opportunity for MK1 that's his first Mortal Kombat, competitive Mortal Kombat, and he's doing pretty good in the French scene. So let's see what he can do against Low Corridor, which is a guy that has been playing in more tournaments than him. Yes, Так. of course, when it comes to Law, it's very interesting. Law Окей. originally came from an online environment, kind of started off as what I would quote-unquote say was a villain of the scene. Ну так, успешно довольно It was сближается. it was kind of like a situation of he could back up what he Ой-ой-ой.
Приближается лоу коридор. Интересно, мне казалось, что он из Германии, честно. Лоу коридор. Так. Летает туда-сюда. И достал все-таки. Так, бросок рвет. Лоу коридор. Ой-ой-ой-ой-ой, все. Нет, брейкер отдает дефтат. Чипуем, чипуем. Ой, все, смерть на чипе. Зачиповал до смерти. Лоу коридор. Так. Верхеда заходит. Еще. И еще верхеда. Так. А где же Кана был, интересно? Ну, Паниш запорол дефтат, тем не менее. Ага. Так, так, так. Хорошо. И еще верхеды. Залетает от лоу коридора. Так. Бросок рвет. Найс. Прожектайлы, все. Найс флawless блок. Ой, вовремя здорово телепортнулся сейчас лоу коридор. Жмет в углу дефтат. Бросок не рвет лоу коридор. Оп-оп. Так. Так. Один пиксель. Оу, хит пропускает. Но брейкер был. У дефтата и нейтрал джампом. Ух, еле забрал. Ну, конечно, он лишился всего метра за брейкер, но, тем не менее, забрал этот раунд. Очень близкий. Ага. Так, так. Ой-ой-ой, приземлил кака. Телепортнулся и ждал этого дефтат. Вы посмотрите, что делает, а? Паниш. Нет, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, дефтат, ну что это такое? Что это такое? Да, получил он за это. Но это же Рейден. Он может из такого камбэк устроить. Посмотрим, сможет ли он это сделать. Вив-паниш. Есть вив-паниш. Так, 1-0. Because of the big stage, you can get nervous, so you can see some weird stuff from time to time, but it's pretty much solid overall for his first competitive game. And you know what? That may just be a case of it being like the first round. First round nerves. Once you kind of get past that point, you know, you ease things in, and low. Everything just lines itself up perfectly all over again. But right now, бросочек вперед. Imagine off the last game, Law was probably not happy entirely with his performance. Some small drops here and there, which eventually led some big issues, but. Ну что, заставляет дефтет своего оппонента подходить, как-то искать пути. Ой-ой-ой, вот это телепортнулся. Чипуем. Так. Каждый ждет какой-то ошибки. Держит своего оппонента на дистанции дефтат. Оу, ничего себе достал. Еще раз. Увлекся, из-за этого поплатился, но брейкер отдал. Так. Найс. 10 секунд остается. Оу, фаталбол! Нет, не успел. 5 секунд. 3, 2. Не успеет дефтет ничего сделать уже, все, и умирай. Просто умирает таймер. Так.
О, господи. Looking for the double. Кано с одной стороны, Рейден с другой стороны. Так, Big damage. еще оверхед. Land the overhead again. Еще оверхед. Overhead. You're gonna Быстрые go for the оверхеды эти. trifecta. Oh, he fought back for the up block as well. Yeah, he was ready for it, for real. Nice one. Okay, he's getting outside of the corner. Nice dug, but not finished. Так. Unfortunately. Kano is there for the Оп. first frames. Put him back to the corner. Again, the pressure. Yeah, they're both in each other's heads because they're trying to see Пресет. Найс. Ой, хорош. А блок от оверхеда от дефтета и, соответственно, наказание. Так, брейкер надо, да, отдает дефтет. Оп, оп, оп. Лоу-лоу, и все, это смерть. 1-1. Ну, такие бои по таймеру идут. Терпения немножко не хватает у дефтета отзонивать до последнего, как у Фокси Грэмпа. Calm down, stay safe. He does have some counter pick. He does play Kitana, Tanya, and maybe Milena, but I'm not sure about it. But I know that he has been definitely playing Kitana and Tanya in tournament. So let's see what happens next. Проджектайлы заряжает все. Оп. It's time to move up. Yeah, well, you never know. It could always be a last game, last round sort of situation. Considering he's staying with Kitana as of right now, which mix things up if need be. But actually, going for the bombs as well, maybe set up a little bit of pressure and like maybe have more struggle. Паниш. Есть паниш от дефтета. Найс, найс. Oh, unfortunately, looks like he dropped that. Оп. Hey. Так. Again. Oh. Д1. Отсечка. Далеко достает у Китаны. Ой, на блюдечке подъехал лоу коридор. И дефтет, конечно, за это наказывает. Чуть-чуть хп остается у лоу коридора. Так. Еще оверхед. Не знаю, сможет ли камбэкнуться лоу коридор. С такого. Вив паниш! Ах, но брейкер, да, брейкер был, дефтет. Ой-ой-ой-ой-ой, дефтет! И это смерть, это смерть! Ёлы-палы, как же он подставился! Боже мой, дефтет. Он так заруинил этот раунд. Как же так? А, нет, не убил. Но чип! О, боже, что мой дефтет прыгнул и в итоге прямо в эту молнию приземлился. Так. Жесть. Чё было? Ага. Так, и в углу оказался дефтет. Окей. Лоу-лоу. Так. Very smart from Low, because every time he's been doing that, he's been going for an overhead. It's conditioned him a tiny bit, so now it's going to be a guessing situation. A lot of pokes going on. Looks like Death might be a little bit потерялся немножко дефтет. Жмет, прессит в углу. Лоу коридор. Так. Есть паниш. Кана не было для того, чтобы засейвить это. Поэтому есть паниш от дефтета. Так. Еще оверхеды. И лоу. Не красавчики. Оверхед, лоу, лоу, оверхед. 2-1. The loser of this game is definitely going to the Shadow Realm, and for real this time. У дефтета классная шапка, смотрите. And I don't want to see Deftat go down. Может, он это, коммунист? С красной звездой. Белая такая шапка-ушанка. Ой, хорошо, сдал телепорта сейчас дефтет, наказал. Найс. Отлично. Тик. Тик. Ой-ой-ой, заехал. Есть вифпаниш от дефтета, но брейкер сразу же отдает лоу коридор. Так. Так.
Get the forward throw. Есть Right, бросочек. this is where we И в actually углу kind of see держит Lord своего do a оппонента lot of лоу-коридор. work and a lot of damage right now. So, let's see if he's able to capitalize on Ага. Kano was there. Ножи с задержкой такой прилетели от Кана. Duck under the projectiles. Oh, full Ой, Superman ничего fly. себе, как рискнул. Overhead, we can see it again. Oh, Теперь he's thinking он. about it. Вверх-блок был. Plus Так. with the Kano ball, just dashing up, Oh goes my below. god. There it is. There it is. Достает и раунд забирает. Brings back, looking much more comfortable. Maybe again, being less flustered. He heard me. Оборону прям выстроил Дефтет вокруг себя. He heard me. He heard me. И Now, просто Супермен начинает лоу-коридор. Ой-ой-ой, камбулинка есть. Ага. 35, 32. Getting hit by this overhead all over again. Nice pressure. No forward block this time, so the tip damage is up there. And he's out of the corner. Let's go. Both these characters have like jump out of corner capabilities, but man, it's so crazy in their own right. And Law just looking to smother Death Dart in the corner right now, just endless pressure. But jumps into the corner himself, stuck with it, doesn't want to deal with it, wants to crush the low. И чуть-чуть хп остается. Тут уж начиповать можно. Ну да, или ткнуть D1. Матчпоинт для коридора. He's got the life lead, so there is no reason to not try to do it. And match point for Low Corridor. Так. Fortunately for Death Dart. Лоу пропускает. Пропускает Дефтет. One bar locked in, there's the Kano ball. Using will lock things up, has the flawless block this. Great stuff done. Ooh, not quite get the full conversion. Blocked, double block. Oh, Kano, I'm not sure. Лазер стрельнул еще Highly лоу-коридор. on purpose. Get a big jump over right now. Хоть кто-то вспоминает об этой опции. This move is ridiculously good in this one. It is, Superman is exceptionally strong. Yeah, you can just get out of the corner, you can just side switch anytime you want. He is literally a get out of jail free card at this point. Just gonna hold the Kano ball. Так, keep him in the corner. так, пока спешл. There it is again. Жмет в углу. Лоу-коридор. The finish, unfortunately. Oh, a little bit of walk back movement. Oh, there. Look Найс, ждал at телепорта. optimal damage right now. It's gonna be hard. It's gonna be really hard. 35%. Oh, beautiful up block. Has to get the breaker out of him. Так. Yeah, has to hold this, but this is death territory for Law. He has to be quite careful. Oh, Поймал? that land? Да, Oh! да, поймал Дефтет. That's a full screen fatal blow, son. Не успели эти выстрелы перебить Дефтета, но это еще не смерть, конечно. Yeah, what goes on from here now? This is very interesting. Оу! Ничья! Ничья! Let's go. Трейд зашел, смотрите, и дополнительные хп дали обоим. Ой, жесть, ой, жесть. Так, так, 10 секунд остается. Лайфлит на стороне лоу-коридора. 5 секунд. Так, чипует, 3 секунды, 2, 1, времени нет, и все. Все, Дефтет проигрывает по времени. И лоу-коридор забирает этот бой и выходит. Следующий раунд лузеров. Жесть. А, в топ-16 лузеров. Да, вот это был бой. Ничего себе, ничего себе. Let's take into account again. First offline event. First offline major event, definitely. Really, really good stuff, and it has a very promising and bright future with that being the case. You did good, you did good. You did good, man. Is that the first match extended we've actually seen in the Intercontinental Cup? In the pro competition, maybe, no? I think it might be. It might be it, yeah. It might very well be. We don't see that much of some match extended in this game. So I'm pretty happy that we've seen it today in France. Of course. Да, That's жесть. a replay of this game. Yeah, man, like, it's just, this was a crazy game. Just to commentate, let alone watch back at home, just the absolute ballsy, just fatal blow. It's like, yeah, I just don't want to have to deal with that. And then we got the match extended as well. Exceptional stuff from both players. Мы ждем следующего матча, следующего, точнее, боя. Это Final Combat против Бокки. Ну и победитель выходит в топ-16 на лоу-коридора. And Faisal, which is the best Lebanese player right now. Or maybe the second one, because the best one might have been Akstar, you know? And the thing is that Akstar sent Boki to the loser side of this tournament, and now he's fighting Faisal, and they both sparring partner, you know? Oh. So let's see how this game goes, but it's going to be interesting.
It is very much so. And we've seen quite a bit of Faisal this week alone. Of course, the team tournament Team itself. battle tournament. He played earlier Few time on of stream stream. as well. He beat Gur. Gur, exactly. Sent him to lose 3-0. side. Yeah, 3-0. Very convincing. Ну что ж, Considering the status of the team battle last night. You know, it was, of everyone that was there, Faisal looked the strongest. So Exactly. I would imagine so much had changed because he had just a different approach. So I want to see how that reflects in this game, especially with what you mentioned about Boki. готовятся, You know, готовятся as игроки. well, we're talking about Oxstar. Oxstar sent VGY to lose the side. And VGY to lose our bracket as well. So I want to see how this works. He pretty much cleaned up the whole tournament. And tomorrow is going to be really hard. But yeah, I'm really happy for Rockstar right now. And I really think that Faisal can join them in this top 8. Но в целом все равно как бы Low Corridor преимущество-то держал, так или иначе. You don't go through Boki just like that. Просто в какой-то момент показалось, что его оппонент ну, начинает прям зонить не в наглую, а надо было зонить в наглую, как это делает Фокси Грампа. Но это интересно отметить, что в топ-24 целых 2 китаны. Ну, то есть это весьма забавно, я бы даже сказал. Yeah, I mean, at this point, I'm convinced that either Lao Lao or Lao Striker are always go-to options currently. You can never go wrong. That's fine. So, yeah, he decided to play Lao and Goro. Maybe there is some button check first. Faisal went with Shang Tsung. That time he's not playing Kitana first. He's not playing any other character first. Interesting. Well, he does have a plethora of characters to pick from anyway, so you never know. This could be done to sandbag the opponent before jumping back to character select. Yeah, maybe, you know, he's got this note where he knows what character he needs to play against those different matchups, you know. I used to do that back in MKX. When we had the variation system, I had this note where I knew when I have to play Crystalline, Aftershock, or Metallic, you know, because we had 100 variation back then. Yeah. The good old days. The good old days. To be fair, the variation system in that game, I feel like Tremor was built for it, of how well-rounded he was. Like, he was definitely built for as much as you did Ну not что ж, see ожидаем начала матча. that was so cool. The thing is, Metallic was super good in the final patch. Unfortunately, it was better than the other variation, only in 2 or 3 matchup variation. You know, but he was a great character. He has the 2-hit armors, the wriststand, and the best damage from all the Tremor variation Metaless, you know. So it was pretty good all around, but you know, Crystalline had the armor crystal, and Aftershock had the air earthquake. Sorry. So all of the 3 variations were pretty good, but you know, you always have to pick the one who can beat most of the matchups. But Metallic was really dope. Oh yeah, I enjoyed it. It was really cool, but man, I love how the second people started seeing like the DLC and the cameo list, and they saw Tremor, and then we got the image, and it said Crystalline support, and everyone was like, out. "What do you mean support?" Everybody just freaked out. No, don't bring back the Crystal Armor. It's over, guys. Nah, it's cool, and the Crystal Armor is more like Doomsday from Injustice 1 in this game. So very much. I think that's cool for now, and it's not even allowed over here. So we need to wait and see the next tournament. We will definitely, and let's not forget or discount 60 frames of startup to engage the crystalline armor. So that is crazy. It is extremely crazy. I've seen that he has the rear sword as well, between block strings. Yeah, he's got a lot of really, honestly, Tremor in general, he's so new and so fresh to the game that I feel like I'm always kind of seeing and learning stuff like off Twitter or X. And like what can be done with Ну что-то затягивается, смотрите, что сидят они, не начинают почему-то, что это за пауза возникла. О, а вот и Азербайджан, кстати, вот встал со своего места, видите? Might benefit the character most, maybe. I don't know. And Johnny Cage. Yep. Yeah, I believe Johnny Cage Tremor and Reiko Tremor might be a big problem. Непонятно, что мы ждем. Yeah, well, when he's viable and saying that. Говорится, что сидим, кого ждем, почему не начинаем. Не знаю, может, что-то случилось. These new characters to shine just before they become tournament viable, because it's just so good. We need to see them, and it's really good to see them because we can collect information about this character and see how they will go, you know, when they got authorized in tournament.
So I want to see it. I want to see it. Like I said, Tremor, Johnny Cage, and Tremor with Reiko, and maybe Tremor with Omni-Man. Because, like I said, I'm a huge fan of Invincible, so Так. I really want to see those Omni-Man getting to grand final and using the fatal blow and the fatality on these guys. Make these people Absolutely. good. But whoever does it, if they win the round, they have to like pop off, do that, look at the opponent. They have to do that. I don't care who it They is. have to do it. Have to do it. В чем проблема, но Definitely have to do it. Are you looking to play это задерживается. Homelander? Honestly, We can talk about it since it's going to be a DLC game. I'm looking forward to playing everyone. Like Everyone? yeah, like for the first time in an MK game, like DLC wise, I'm like looking forward to playing absolutely everyone. Because I'm just like, Homelander can be a lot of fun. I want to see how they kind of apply. Because of course, there's a whole stigma of, you know, They're going to be the same. yeah, they're going to be the same. They won't be the same. 1,000,000% though. 1,000,000%. I believe that Homelander is going to be like a huge zoning character, and very well could Omni-Man be. was going to be that brawler. Yep. I had this in mind, you know. It would make so much sense. And I mean, if you stack the two characters against each other, like, Yeah, because Omni-Man's kind of Omni-Man's know how to fight. He got trained, and Homelander is not a fighter. He's just a guy that has some superpower. He's Yep. just invincible, you know. Yep, straight up. But yeah. Saying that, I'm looking forward to Peacemaker. Oh, okay. Peacemaker's going to be very interesting because here's the thing, right? I know a lot of people like, he's got guns, he's just going to pew pew. I haven't read his books, you know, the comics. Yeah, So I don't know much about him. Неужели besides опять the movies. какая-то... here's the thing, and I say this in chat as Техническая well. If you're not неисправность. familiar with Peacemaker, watch the show. А, Played by наконец-таки, John Cena, господи. could very well Sure. be a wrestling character or grappler. Все, Okay. Never know. бой So we'll идет, talk about that. поехали. Let's go. So, Так, Boki versus Faisal, that's это у up. нас We were Faisal waiting Combat, to know if да, they против choose, Боки. the stage. Faisal In the Combat pro тоже competition из rules, Ливана. That's it now. We're on Я the так final понимаю. stage. Big boss time. Boki За versus Faisal Шансунга Combat. игрок. The loser is going to the Ага. Shadow Realm, and the Переключение winner Шансунга has to от win старого one к more молодому в fight to любое get top время. И Funny enough, Камбуленко на also a very 380, на fitting 390, stage отлично. for this fight to take place on. Так, eight. Definitely, man. Yeah, phenomenal stuff by the NetherRealm team for creating just a phenomenal stage. Bring back the оп, Pyramid of армор! Power again. Да, Being всегда надо ждать от since, what was it, Кун about Лао такой 17 армор. years now? So great Бам. to see it return in Окей. this way and fashion. But Паниш. right now, Faisal getting Отлично, hit подождал in the армор corner уже by от Boki. Шанга и наказывает Боки. He dropped the end of the combo, man. Оп. That's it. Goro is there. Так, Still Горо. plus. Gonna get the back throw again. This has been quite a swift change of the time. Аверхед. considering- Да, Yep, тут миксап. 50-50. Либо Overhead лоу, low либо for the guest. аверхед. He brought the comeback. That was crazy. The Boki had like under 10%. He's like, I'm gonna push you in the corner, and then it's gonna be my game, and then it's gonna be my turn. Так, Gonna get the switch. Hey. Hey. найс. Back in. Yeah. I love this combo. You know, I know Шипы. some people just don't like long combos. Ой-ой-ой, but прямо, I do love it. прямо на I'm that guy. I'm sorry, guys. Oh, lad. На эту we пилу are both приземлился. MPX players. It's in our Держит life. дистанцию, по крайней мере, Exactly. пытается We need Faisal the Combat. combos. Но догоняет его Боки. Аверхед. А, нет, не стал угадывать, просто армор. Low projectiles. Так. Gonna go for the saw. Gonna go for more projectiles. This is where Faisal Air-to-air. really kind of. Выигрывает So here's the Faisal thing. Combat. If Faisal Faisal. keeps swings mid-screen, this is absolutely in his favor. If Boki pushes him to the А, corner, а блок? he's gonna Опасно было это. smother him. Plus frame. He's playing crazy like he does all the time in every single MK game. Armor. Nice reversal from Faisal. He needs to get out of the corner right now, and that's what he did. Сейчас-то на него надеется And he Faisal can Combat. start with the projectile war. Yep, looking for the ground eruption. Так. At the moment, we'll switch back to normal Shang Ой-ой-ой. Bit safe as well. Gonna be a bit more plus. Наказывай! Мгм, это весь твой паниш? Ну ладно, Боки. Как скажешь. Аверхед заходит. Ага. Yep, these boys, they just swinging right now. Вот он еще армор. Just keep pressing. Ух, Oh, просто nice жесть. conversion, and Boki Найс, getting найс. one win on the board, playing Здорово very, это very было. well. One win on the board. I told you that before that Akstar won 3-2 final game against Boki. Очень So it was pretty hard. быстрый so even рематч. though Faisal is sparring partner, he won't be free. 1-0 for Boki right now. Так, Absolutely not. Very, very well being played from both these players. хардблокабл как залетел, но ничего не продолжил Faisal Combat. Ох, где ведь паниш? Hey, hey, he can't get out of the corner, mate. Так, Горо. Stagger Ей. heavy game at the moment. Overhead. Flawless block, but gets hit, clipped by the overhead.
Вау! Nice start С армором combo. врывается Save, Боки. armor, reversal, combo starter with Goro. That's the life you choose to live. Yeah, it's the life you choose to live, man. Так, It's in our blood. Оверхед сбивает сейчас Final Combat. Ну, а вот он, Оверхед еще один от Боки, однако Брейкер отдает. 3 out of 3 times. No, 3 out of 4 times now. Оп, Check it with the knee. Oh, looking for the upwards block. and убивай. there it is. А? Нет? It's gonna go for the- Oh, tries to big Так. brain it, but wait, this is very scary territory. It's like Одно combat. попадание, да, и шляпу I was кидает gonna вниз. say, that- Боки, very раунд scary, еще один забирает. Situation. It's a scary situation, but once again, the life lead. It's pretty hard, Так. flawless block, all the projectile in the game, so yeah. Найс, конферм, хорош. Away from me, gonna Okay. have the full screen, gonna switch to Young Shang as well. 5 projectiles. Just fired one for time being. Есть випаниш! Угу, по приземлению сразу же прожимает Боки. To the windmill punches. Найс. Oh, just holds the block. Beautiful throw tech. Got to be very careful. You can imagine Faisal trying to think of 50 different Back. ways to push him out the corner. Oh, God, this is once insane. again, beautiful blocks from Faisal. Low. Loki just Еще. just keep guessing. Нет, Ржав заходит, но нет комбы, нет комбы, Final Combat, ну блин. Scramble right now. Дважды он запорол. Ай, где оказание? Down one, standing Блин. one. Goes for the armor. Да This is just камон. so scrabbly. They don't know what's Ребят, going on. что-то вообще несуразное сейчас. Вот просто в эти 5 секунд куча всего несуразного произошло. Просто капец. Yeah, and I Ужас think they can просто. master coaching already. That's pretty good to have a team behind you. Да, 2-0. You went to И Faisal, сразу же coaches him, Final started Combat to him, меняет like, на "Okay, you need to Рейдена. calm down. What character do you want to play?" Oh, looks like we might be back to the to Raiden Kano. Yeah, back to Raiden. team. Back to Raiden. Raiden You have Kano. to do it. Like that's the Middle East strat. Today, Жесть. it's Raiden Kano. So anybody not from Middle East that will make top 8 tonight is definitely walking out the matchup. You have to be ready for tomorrow. You really do, and that's the funny thing, right? They all play a plethora of different characters. Whilst you may be labbing for one, they may be adding something up their sleeves. Always. Оп, о, слишком долго заряжал. Hey, Wow. hey. И в контрхит вылетает Боки. Work with as Все, well for угол. windmill punches. Пам-пам-пам-пам-пам. Forward throw. Stay in the corner, boy. Оверхед. The overhead. Overhead again goes for the overhead. Так, сейф. Oh, nice one. Takes Полез his turn Боки. back, looking to Интересно, do a почему? lot of damage to Boki right now. Gonna take one conversion of Окей. this to actually be death, but Bounce storm cell looking for the Хорошая cross range. задумка была, Боки. Oh. So it's still the, Но it's она still не the прошла. middleweight for him right now. Faisal looking a little nervous, but Так. that's not a trade that's in his favor. Can only hold that projectile for so long. Ой-ой-ой. Being caught and match point. Boki. Дожал Kid Боки, of the матчпоинт. cut. I don't understand what just happened with the animation of the cameos. Пока спешл. I think the Па-па-па-па-пау. move itself must have clipped from behind. Either that or Армор! armor break Армор, to ну it. это двойной удар. Перебил Боки. Там Well, nice еще just wake Гора up помог. buttons. Wait a minute. Так, It is eternal. this. так. Going into shockers, it's splat on the ground. Вейкается, причем не имея Гора еще. Double Вейкается overhead, Боки. goes for the forward throw, gonna Что have было the очень corner to опасно. work with. Так. Things looking very good for Boki at the moment. Faisal Найс, армором залетает, gonna get the однако breaker out of him. Брейкер тут Didn't же spend the палит ball. в He has Final no meter Combat. so far. One touchy. Interesting trade. Аверхед. Caught with the overhead again. И еще один оверхед. Overhead again. Ой, и 3 оверхеда подряд In a от row. Боки. Boki И made it он to the top выкидывает. 16 of the tournament, guys. Выкидывает Well played Final from Combat Faisal, из and it's турнира nice to see a с brotherhood 17 amongst местом, как и these two Деф Тета. players, but, Man, that overhead's so sneaky. It is. But I mean, if there is no Goro available, you pretty much don't have no reason to block low. You know, Yes. because he can just do the combos with the low starter, and he can't do it with the overhead. So most likely, if he doesn't have the cameo available, just block low, block overhead. Sorry, and when the cameo is available, just block low. It's pretty hard, you know, but it is what it is. That's the mind game, 3 overhead in a row. It is what it is. And I'll say, Boki looking very, very strong off of that big win, considering that, you know, Faisal this weekend has looked very, very strong himself. Of course, getting Yeah. a big win over Gar. I mean, there is a curse. There is a curse. There is a curse is that if you do play really well on the team battle on Friday, the tournament might not be that good Yeah. on the next few days. You got everything out your system by then, right? Yeah.
sorry, you know. It already happened to me, so I know what I'm talking about, guys, for real. But nah, that's cool. Boki is still really good, so there is no shame to losing to Так, Boki. ну что ж, Now we've got Jade. у нас впереди versus следующий Azerbaijan. матч. Таким образом, Боки выходит на лоу коридора. У нас впереди следующий матч. Это как раз-таки Джадс против МК Азербайджана. Jads is a UK homie player, right? And I've seen him at a few offlines and going to London, for example. There's the Meltdown, Meltdown offline event. You know, something that, you know, a lot of London locals actually do go to and we do play at. And he's one of the locals that do come. And I think he won the last local, and he's played it very, very well. He actually sent Falk to loser side earlier in the bracket, who's actually we will be seeing a little bit later on. Okay, that's nice. So he's proven to himself that he is very, very good. However, I'm not quite familiar if I've seen him at Азербайджан справа other от нас. fighting games. So this is my first time being quite familiar with him. But now, of course, on the other side, we do have Azerbaijan. Finality 2023 champion. Sent to loser side by your boy Snow. Напоминаю, что Азербайджан выиграл в этом году Виеналити. Который проходил в Австрии, в Вене. Но, соответственно, тогда он играл за Бараку плюс Сайрекса. Ну, и это понятная была команда, но с тех пор, как понерфили серьезно Бараку, понерфили серьезно Сайрекса, то тут, конечно, вряд ли он возьмет эту команду. Сноу, французский игрок, сбросил его в лузера здесь, на этом турнире. Ну, посмотрим. И на стрим в пулах Азербайджан не попал. Ну, посмотрим. Я с ним когда разговаривал перед турниром, он говорил мне, что у него там другой персонаж будет. Ну, я не стал допытываться, какой. Вот, зачем. Увидим здесь и так. Еще и миррор матч. Смоук плюс страйкер. Господи. Миррор, причем полный миррор. Так. Господи, страйкеры летают туда-сюда. Ага, инвиз, лоу, пропускает Джадс. Так. Господи, все заблочил, ну ничего себе он дает. Оп. Пока спешл. Как сантиерил сейчас Джадс. Ага. Тык. Лоу заходит от Азербайджана. Ой-ой-ой, вот это ресетнул он сейчас. Здорово. И брейкер вынужден Джадс отдавать. Так. Оверхед, нет, поблочил. Поблочил Азербайджан. Так. И достает все-таки. Ага. Смотрите. На лоу оверхед набейтил сейчас Джадс и бросил. Так. Инвиз. Попытался обблок, видите, сделать сейчас Азербайджан. Ожидая верхнего удара оверхеда, но нет. Покает оба. Так. Нет, апперкот мимо пролетел. Лоу, 3 лоу подряд от Джадса. Апперкот. Вау, ничего себе, убежал сейчас от армора. И паниш, но нет. Нет паниша, потому что засейвил страйкер. И это раунд. Да, это раунд. Пользу Джадса. Один страйкер вышел с бомбами, второй страйкер вышел с бомбами. Так. Найс. Ой-ой-ой, паниш. Есть паниш от Джадса.
Так, Oh, nice catch. Goes for the optimal into the ground. плюс. Oh, the advancing string actually kicked out Azerbaijan striker. Прессит в углу Джадс, однако, посмотрите, как прорывается Азербайджан, однако брейкер у Джадса был. Oh, commits to it, but Ой-ой-ой-ой-ой, брейкер надо отдавать, да. again, scary catch. Block doesn't save, but striker is there, so this Так, is not safe засейвился. anymore. I love Азербайджан. how Azerbaijan was like, oh, you do that to me, I'm gonna do that right back to you, but But he dropped the end of the combo. whips. Ой-ой-ой. Чуть-чуть хп остается у Джадса. Get the ender for it. Keep an eye out for the grenades. That's Oh, unsafe. it's very unsafe. You're dead, bro. For the chip death. There it is. He was dead. И первый раунд, ой, точнее первый бой за Азербайджаном. He's still there after losing to Snow. He said that, I'm sorry, Reza. Кто кого He перемиксит. doesn't play well, but bro, this is not over. You can still make it. You can still make it through the loser side, so that's your time. Your time to shine. But Jad Ох, is достает, not достает. doing bad Азербайджан right now, потерялся so немножко it's Джадс. an even matchup. 5-5. This is a mirror matchup. Definitely. This is not always 5-5, so trust me, guys. Also interesting. Oh, what a doing some very interesting interactions between these characters and the teams they kind of pose and possess. Can't quite get the full conversion. Goes for the overhead. Doesn't get the cancel correctly. Goes for the low. Ой-ой-ой. Full constant staggers it into the. That is so crazy that he's just gonna throw up the smoke bomb with the grenades. Так, So брейкер hard to keep отдает. track of. Azerbaijan just walking backwards against the cancel. Nice blocks. Choosing a challenge to cancel on the overhead. Get the Мало backwards хп throw at the остается very у least. Джадса. Lost That was range blood. defense. Так. А, гранаты не зашли, и внимание, шот Джадса. Can he make the comeback? Can he be the only real master? Так, брейкер пока не отдает. Азербайджан еще рано. One more conversion off of this into fatal blow, which might mean death. Oh, doesn't quite get the grenades for the conversion. Down one. Yo, Jad, Бросок. Throw again. 20 seconds Уже left. почти сравнял хп, скажет Джадс. Goes for low. Что очень опасно, однако броском дожимает Азербайджан. И еще очень удачно для себя сторону меняет. Dash up back through is pretty good, man. Really, That's a really. go. That's a go-to. He was ready for that comeback, but nah, Azerbaijan denied it, and it's invisible now, doing some mix-up. Yeah, we don't. Who knows? No one knows. 3-2 whips it. Gonna Who get knows what he's the doing? conversion. Oh, he's invisible again. Инвиз You gotta keep ушел guessing в that. невидимость. You И gotta попробую lose your угадать, own что я game, там нажму. Unfortunately, keep him guessing. Так, брейкер отдает. Джадс вынужден. Нету антиэра. Interesting. So here's the thing, right? Jazz has been going for that overhead every single time. Azerbaijan's been challenging every single time. They don't know if it's wise for Jazz continuously keep going. Все for the перетерпел. overhead, especially with Азербайджан. И опять-таки, видите, обблок сделал, 17% но from the up block. не ведется на этот Джадс. Oh, that's Oh, unsafe. that is О, unfortunate. боже ты мой. Это смерть? Нет, это не смерть. Брейкер был Spend the у ball for Джадса. the breaker. Так. Full screen Okay. special. Oh, yeah, he might have lost track of his cancels at the moment. He paid for it that game because he dropped the two. Yeah. Раунд забирает I Джадс. always forgot that they can just Всё-таки. do special unsafe move because they do Сразу have смотрите, striker как behind them. оба резво начинает. You will Оп, make it safe, сбивает в you том will числе make и it a страйкера. trap. Опять обблок делает Азербайджан. Видите, он ожидает оверхеда, но Джадс никак не хочет делать этот оверхед. Hey, И каждый раз наказывает броском. Full combo conversion for corner to work with. Бам! Oh, interesting. Gonna go Подорвал. for the invisible setup as well, and it's И Azerbaijan. Invisible сетап. Вау, ничего себе, в контрпокой залезает сейчас Азербайджан. Ага. Right. Azerbaijan for the comeback now. Oh my god. Oh, yeah, they are more. Так. I don't know whose striker belongs to who at this point. He didn't want to deal with that. Nice conversion. И фаталблоу всаживает Азербайджан. Press the boss. Ну, не убьет, конечно, еще. Хотя... Нет, не убьет. Be about 44%, I'd say. Boom. Nice. Oh, Ой-ой-ой. wake up. Тихо, тихо. Oh, she's going for the up block. Оверхед. That string. Ой, я вифнул. И, блин, не наказал Азербайджан. Один пиксель. Бомба. What's the setup gonna be? Блин. Oh, Jazz gets caught with the Господи. low. Close, yeah, it was really close. Что за пиксельная битва-то идет, а? Shot was waiting Жесть. for something, but, you know, Azerbaijan just pressed the Да, button and that's Азербайджан it. тут, 2-0. конечно, нервишки, нервишки. One more game so he can move up in the 2-0, brackets, Мишся. and he still got one game to О, вот win это, in order to вот make это сантиерил top eight Азербайджан. negative. Ага, оверхед заходит, но Standing. бомба страйкера делает свое дело.
Так. The conversion is going to optimize the damage as much as possible. 40% is nothing to sniff your nose up at. Oh, going for the overhead. Gonna go invisible. Gonna get the poke. Beautiful blocks as well from Azerbaijan. So we can't see the opponent, but eventually Jazz is able to crumble right through it. Ой, дропнул. И за это получил сейчас. The force in the corner, and I think that might be it for this round. Бьет? Да, убьет. И это матчпоинт для Азербайджана. Один раунд отделяет его от топ-16. Вифает Джадс. От волнения, видимо. That is a common occurrence that does happen with utilization of forward 3-2. If it's not placed properly, you tend to drop the end of that combo, and that might be a sign that Jab might be a tad bit flustered, but still in the fight. Все. Брейкер отдает. Just smoking their ways in. Оп. Grenade. Unfortunately, doesn't quite get the cancel. Залезает в контрхит Джадс. Even out the right now. Так. И чуть-чуть остается. И дожимает этот раунд. Джадс. Все еще матчпоинт для Азербайджана. Так. Оверхед лоу. Sort of big down two. Of course, when it comes to smoke, his down two is 8 frames. 8 frames? 8 frames. But there is no range. Yeah, exactly. That is the downside. Так. It's saying that does not stop people in combat. The power of belief takes them everywhere. Both players can Один check перебивает each other. покой. In a very comfortable situation right now, but you gotta guess the invisible mix-up. There's only so much you can do that. Как же они разводят друг друга. Slam down. He's almost there. The Oki gonna go full 3-2, looking for the grenades as well. Let's clip low. Так. Gonna get thrown out of the corner. But yeah, this is a scary situation. Oh, upwards invisibility. Get off me. Doesn't want to have to И deal with чуть-чуть that. совсем хп остается. Jumps over, looks for standing one. One touch. One combo for Так. Azerbaijan. Yep. One touch. I think. Закидывает бомбами и страйкер. Yeah, one touch in the fatal blow, so it's gonna take down Nice. one. Beautiful throw take Как from он Jazz. угадал. Oh, knocks him out of it. Оп. Single low. Goes again. Да. Azerbaijan D4 махал максимально там долго. МК Азербайджан пока не попал по своему оппоненту. И таким образом Азербайджан выходит в топ-16 по лузерам. It's really good, so. You know, I gotta say, I was not expecting a mirror match of Smoke Striker at any point. Ну вот, посмотрите, уже результат впечатляющий. Топ-16. Будем надеяться, что не окончательный. Фапс у нас впереди. Будет матч Фапса против Кингамблера. Yes, the thing is with Smoke, it's kind Миксов, of an миксов, миксов. execution monster, and when it comes to his cancels, of course, there's a lot that can be challenged out of it. So, like, do you risk it by trying to, you know, offensively push back against it? Or is it too much? It varies between player and player. Of course, cameos are designed to cover a lot of those gaps. There's only so much that can be essentially done. That's it. That's the replay. Most of the invisible mix-up that we couldn't see. Yeah, Happening right now. Can't see them. We can't see that. Yeah, but Azerbaijan was actually playing it, I think, a lot simpler. I think what Jadz was doing. Because Azerbaijan was kind of looking for Oki at all points in time. Just to Ну что ж, guarantee отлично. that if you don't Азербайджан have выходит в топ-16. visibility, he 100% would. Yeah, definitely. И это очень здорово. That said, I believe we are setting up our next match. Yeah, King Gambler versus Fabs. Yes, Gambler against Fabs. I haven't seen that much Fabs on MK1. Really? So yeah, I'm sorry. So Fabs has been who does he play? Kenshi. Kenshi? It was only a matter of time before we saw Genshi, man. Yeah. It was Okay, Kenshi is there, hopefully. We had a lot of Kenshi in the tournament, so I'm really happy that we can see him on stream now. regrettably. Yeah. Kenshi is extremely strong of what he's capable of in this game. And I was very, I'd say, I was very surprised that there have not been more Kenshis because there's been so many of them. Yeah, he's that guy. He's the first puppet character for in Так, any ну что ж. Seven game, I believe. Вот они. We had many people playing. Кингамблер против Фапса. Победитель But, выходит на I mean, a lot of them Азербайджан. dropped him. You know, a lot of them dropped him. So he's still really strong, but I don't see him as much as I would do.
True. I think it's generally the execution barrier that's behind Kenshi, which can be very intimidating for a lot of people to want to pick up. Because it's not just you picking one character, it's you picking two characters. And then optimizing how that all kind of works out and translates in game. And it's a lot of micromanaging, because you have to do that, and then additionally have your own cameo. Что там? And you have С to learn how подключением джойстика что-то не то. to hold the button and press the other button with the character like Zero in the other game. Yeah, it's a bit like a But, charge character in that instance. Exactly, that's it. Okay, so that's why. So I'm very interested to see who Gambler decides to play and kind of pull out the hat here against Fabs. And Fabs himself, you know, a local to Rips Arena. Does a lot local of to Rips online stuff, streams a lot himself. Definitely one of the stronger Kenshis, definitely around the European area. Does a lot of work. So I'm intrigued to see how this all translates into an offline situation, because I believe this is Fab's first offline. Okay, because yeah, I've seen him running tournament online, but not playing. So I'm really happy to see that right now, and that if he wins this game, he's going up to top 16, so before top 8. And it's gonna be Kenshi versus Что ж, Johnny поехали. Cage, which is a game that Кенши. we, Фабс. sees a Между lot прочим, из difference Португалии. as well Смотрите-ка, sometimes игрок. between Le Chanois and Belay. За Кенши, So now it's да. time to go for King Gambler and Fabs. Let's get it. Ну и Кинг Гэмблер. Very interesting to Привычного see, себе you know, when it Джонни comes Кейджа. to Оп-оп-оп, сразу же с прессинга Gambler, of course, начинает. he had a little bit of a hard start at the beginning of the tour, but being sent to lose aside Так. by BGY. However, I would imagine that after having this Ой-ой-ой. many games, he must feel Смотрите, a little как bit отпокивается Фабс. to some of the feelings in the nose, Найс, because he has найс. struggled with Ой-ой-ой. participate. Хорош дамачок Slow от down, Кинг but Гэмблера. Currently, looking extremely strong against Fabs. Nice for one throw. He needs to Так. get out of the corner right now. Так. It's gonna be really hard for him. Вау, Nice ни- conversion. ну ничего But себе. Gambler, Johnny Cage, go roll. Shadow He's Kick, awesome, конферм guys. с гора. Really Чип, is. да. That chip there. I'm really not used to seeing Скорее it because всего, in на France чипе or in убил. Europe, Соответственно, most of там the people that через just play Пока Спешл, Johnny Пока Cage, Райзинг Стар. they go with Lao Так, or just try пока to- нету they don't have возможности that у much Фабса Johnny Cage and go roll, зарядить but свой it does сента, Yep, it's, I mean, as we've seen, Д1, Gambler has got this far потому for что a reason. Кинг Гэмблер активно так занимается прессингом. He's doing it, must be Угол, doing it right. снова. Hey, nice Так. block, nice block. Is a bit far for the sword. Мгм. What you gonna do? What you gonna do? Ой, jump and kick. Залетает. Get the full conversion. Nice. 37. Yes, a very scary button for Fabs to anti-edge. Johnny's jump free. Так. Best ones in the game. And that Мгм. won't be Это it, еще but не the next смерть, touch но definitely близко, will be, близко. and it is И a back броском throw. дожимает Кинг Гэмблер. Ну, Bro, как-то да. 1-0. В углу прям Pretty convincingly. жестко Pretty дожимает. very comfortable. Yeah, Very comfortable. very comfortable. Johnny Cage is that guy. If you're comfortable with him, you just go straight forward, use the plus frames, press the button, Fits on like a you got shield. it. Так, Fits on like a shield. второй бой. Найс. Oh, Найс, и паниш, и отлично законфермил через гора. gonna get the forward run Тен, on тен, тен, the тен, straps тен. into the corner. Как же резво начинает Кинг What you gonna Гэмблер, do, да? Fabs? Check it. Nice ball. Block, block. Главное не дать Oh, оппоненту сента зарядить. dearie me. Мгм. Jesus. Так, Being pulled by every Армор corner. поднимается, и Harry, есть no паниш. one home. Nice catch in the corner again to work with, and Fabs Okay. is just really struggling to get some offense going in. Мгм. Raise the Ну, roof, посмотрите, just landing, and раунд за раундом Gambler прям как looking very уверенно He's pressing the Кинг down Гэмблер because берет. He's expecting the stagger from Johnny Cage, but he's not staggering. Ой-ой-ой, He's just pressing чуть all было the не buttons, доигрался all the сейчас block strings. Кинг Гэмблер. Yeah, Fabs does look a little bit flustered. Landed the 2-2, but couldn't Так. quite get the freeze off it. Oh, dearie. Nice swift finish, Jesus. Ой-ой-ой, как завих панишел здорово. Сейчас Кинг Гэмблер. Чуть-чуть дропнул. Even so, just still has the corner to work with that. Так, Fabs just continuously going for the forward throw. I'm a little bit scared to move in, but getting pushed right back into the corner as he Yep. stay in. так. О, подъехал, но засейвился при помощи, мгм, при помощи гора. И погнали. Вот сейчас Сента в действии. And that is the first conversion for Fabs actually. Ага. First conversion so far, it's been Ну overwhelming попробуй for Gambler. выбраться. And there you go. Никак. That's the scary thing when it comes to Kenshi. Только Once he вперед gets out ногами. center, Выбираться из такого. set play. Kinda. Okay. Poke special. The rising elbow, the rising champ. Так, Check Up it. là. And the edge meter is full. So be careful, guys.
The height meter is full. Fabs is forced to break, kind of work his way out the corner. Gambler just very content with playing this very slow, choosing not to overextend. Ice shoulder to get off me. Постоянно, смотрите, Кингэмблер жмет своего оппонента в угол. И паниш. Чуть-чуть опоздал Кингэмблер. Не там Гора. Однако брейкер отдает Кингэмблер. Смотрите, его нисколько не пугает Сента. А вот сейчас поехали. Попугаешься сейчас. Оп, 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 оп. Красава. 1-1. Стоило только двойника зарядить. О! Меняет камео Кингэмблер на Кунлао. Because the problem right now is the neutral game. He had only one getting move with back forward 4 into Goro. So you want something else? And yeah, I like that. I like that because Johnny Cage Lao, that's the way to go right now. Yes, also very consistent. Щит сразу ставит. And now it's actually going to force Fabs to actually utilize the ice armor more, opposed to him just going for straight up combo conversions. But the center stance is out once again, but Gambler jabbing him out of it. Gotta watch out. Ой-ой-ой-ой. Двойничок, прессинг, поехали. Ну все, меч заканчивается. Он заряжает, да. Так. Так. Снова жмет в углу Кингэмблер. Ой-ой-ой, микродакнул. Фабс. Так. Лоу проходит. Так. Сам налетел сейчас Кингэмблер. Ой-ой-ой, Перри использует Гэмблер. И фаталблоу. Чего? Чего? Ой-ой-ой-ой-ой. Кингэмблер почему-то не сконфермил свой фаталблоу, а вместо этого в блок ударил. Да, но это была полнейшая нелепость. Так. Оп. Мид. И убивай. Да, когда в углу плюсами Джонни Кейдж жмет, это, конечно, неприятно. Sento is on his knees. Now Sento is back. Sento is on his knees again. Nice forward throw. Got him in the corner. Still got the meter to use if he gets hit by a combo. Yeah, I do really like how Gambler's kind of using what was it, Lao hat and himself. He just kind of anytime he sees Sento out, he's just like, I'm gonna throw the hat. Есть вип-паниш от Фабса. Заряжает. Сента, поехали. Наказывай, конечно. Так, чуть-чуть КП остается? Нет, не остается даже чуть-чуть. 2-1 в пользу Фабса. 442. My goodness me, so much damage on the board right now, and things looking pretty good for Fabs. Took a little bit of a while to start up. Like a slow starter, but now he's in the game, so it's working well for him. I noticed really as well how he's kind of been snowballing because of the strength, just how strong Center stance is. Might be. Crazy, crazy. Возвращается Гора, Кингэмблер, смотрите. И его там Гора. Goro as a cameo. The loser of this game is going to the Shadow Realm. I mean, if Fabs takes it, Kinggambler is going to the Shadow Realm before top 8 and before top 16. Жмет в углу Кингэмблер. You know, at the end of the day, we just got to see what he's going to do, what he's going to apply, because this endless pressure is breaking away at Fabs' defense. Ой-ой-ой, вот это, конечно, Кингэмблер пронес. В углу, когда он жмет, там уже пиши пропало. Так, Сента, поехали.
It's his time now. Yep, Hey, gonna hey, have the hey, corner to hey, work hey, with as hey. well for Eva. What's next? Так, Yep. так. Guess again. Good guesses from Gambler, but eventually, yep, to switch up the sides. Yeah, try and knock him out of it. Yep, just Ой, get куда him лезешь, sandwiched куда meticulously. лезешь против двух Has the мечников? bar and meter to actually bring back Sento if need be. And Sento is actually so good. But Goa Ой-ой-ой. was there and the meter was there as well, so he did it. Найс! Use it for the Хорошо breaker. использовал. Гамблер. We've got ourselves a comeback. Тын. Yeah, Gambler's still in play, and let's not forget with Is it a comeback situation? with Fabs currently Так, stuck in Sento's так, stance, чуть-чуть losing хп остается. access to telekinesis. Перри, а нет, Фабс не повелся на это Перри. И это матчпоинт для Match него. point, baby. Yep, now back to regular stance. He's going to clip by the 6th frame, down 1. The big Yup. into the corner. Nice, going to get the freeze back into Sento's stance. Is it going to be breaker? Fair enough, but he's going to get up in a second. Oh, Так. has the micro Nice one managed to against kill him? Sento. Yep, looking to walk his way Теперь out. очень... Back throw. Теперь Put him back уже in the corner. Sento is still Кингамблер out there. своими плюсами жмет. Careful, mate. A full combo conversion Так, from Fabs. подзаряжает своего Meter двойника wants to bring Фабс. him back for another Ага. round, jabs him out of it. Так, сейвился. Плюсы. If he feels Sento off screen, like slowly trying to Найс, in. как набейчено Things от not Фабса. looking very Ой, good от for Фабса, Fabs с right Кингамблера. Oh, that should just Ой-ой-ой, be ой-ой-ой, lands the плохо up дело. to one. There it is. Ну Two что ж, и games это apiece. 2-2. Yeah, that's the game 5. This is gonna be very, Решающий. very scary. That is going to be game 5. Is there any counter pick for Fabs? I don't know. Or does he still play only Kenshi? I think he might be stuck. It's the time I've seen him spend with this character the most. So I believe he might stick with this character. Because most Kenshi players, what they traditionally want to do is they Ну just что want ж, to land думает, a single hit, смотрите-ка. go into the freeze, and then they just start converting. However, I have seen some rather unorthodox styles of utilization on it. I believe Foxy Grandpa has actually been utilizing Kenshi and Jax. Kenshi and Jax, Which okay. has been very interesting. It's Так, definitely not something ну что ж. you'd see very often. Решающий 2-2. That much. You never know. Решающий You бой. never know. He's the man of many characters. He may bring it out at some point this week himself. Okay. So he decided to keep him. Going for the game 5 with Kenshi. Going to be Johnny Cage and Kenshi. All over again. King Gambler, one of the last American in the tournament. If he takes this game, he's Так. going to top 16. If it's not, he's going home. Poker And special. the top special gives him the Bam, first combo bam, conversion bam. of the game. Yep, every single hit really in this situation really matters, man. Like you Так. cannot afford to take any big damage. Most of these characters hit so goddamn hard and just getting smothered. Бросок и угол. Gamblers keeping Угол, it как мы знаем, Wise used to shortly out there, but Кингамблера magic factory очень there. жуткий, поэтому Oh, big jump надо всеми break. силами его избегать. There's only 26%, but still getting in the corner. And a plus Пока one спешл, заходит, и забирает. Забирает раунд Encore, Кингамблер, I'm saying матчпоинт для French, него. encore. Again. Well, match point. Again, Match point, man. looking very scary. Fabs needs to start getting the center train running. Так. Or he is out. He needs to get out of the corner, man. Yep, 1,000,000%. I am He needs to get out of there. Еще бросок в угол. Not even decided to jump right out because the ice armor on Щит the ставит. he doesn't quite Фабс. get the freeze. Goes for the cold Так. shoulder, tries to get you off him. Still standing high. So a lot of stray strings at the moment. He's just Ой-ой-ой. choosing to decide to hold the block and eventually Плюс. at a certain point Еще that бросок. is gonna crumble. Мидом заходит сейчас Фабс, но тем не менее брейкер тут же отдает Кингамблер. Still there in his face, and he's still in the corner. Вейдэш, вейдэш, Outcome might лоу. be the same. He needs to get out of here. Moving back and forth. Так, Long checks. Так. The elbow gonna get a full combo conversion. Things not looking fantastic for Fabs right now. One touch situation for Gambler. ай-яй-яй. Might be it. Ну и все, это смерть похоже. Spins it. Oh, Один almost out of пиксель range. остается, но тут чип. Oh, last Эй. frame, down 6 frame, И при down помощи one. D1 Кингамблер забирает этот бой и выходит на МК Азербайджана. Фабс же выбывает Yeah, that's unfortunate. Ah. Played really well. Can say Really. JJ to this 17 guy. He место. did well with his Kenshi. It's down 3-2, and he made top 24 for his first offline major tournament, right? Yes, Ух, жесть. very, very well done on Fab's part. Very, very well done. Alright. We might have a small break, like
a long break, but before that, the replay is there for you guys. Yeah, we can just talk over. That's such an unfortunate whiff on his part. And I think that actually might have crumbled a little bit of Gambler's confidence. That's where Fab started to take some of the momentum into his favor. But both played exceptionally well. I just think that when Fab was put in the corner against Да, когда King Gambler до угла доводит, looks like kind of конечно, Exactly. пиши пропало. I mean, I believe that Kenshi, his reversal game is not that good, and Johnny Cage is the best pressure character. So most of the guys in France, they don't want to play Kenshi because we do have a lot of Johnny Cage, and they're scared to play Kenshi against Johnny Cage in the corner. So in that situation, I mean, it might be really hard for Fabs to do something against Gambler. It's most likely a bit free in the corner for Johnny Cage against Kenshi. Very possible. I mean, him having a 6-frame down one alone makes it really obnoxious. Ну что ж, впереди нас ждет следующий матч. Это Фокси Грэмпа против Кейтопа. What becomes of Fabs? What is he able to kind of take away from this? Because, you know, first offline experience, you aren't really expected to win, but he performed well. He performed well, yeah, exactly. So I'm very invested to see what he takes away from this experience, what he's able to learn, and, you know, of course, hopefully see him come to more offline events. Yeah, more offline events, and he can stay over there. The venue is open till 11 p.m. or midnight, I believe, and tomorrow as well. So there is still plenty of time to get some game and some experience from that. Stellar. So, okay, guys, we'll see you in 10 minutes. We've got a big 10-minute break, and then after that, it's going to be catch-up and Mostard for the top 16 of the tournament. Hello, everyone, and welcome back, of course, to some losers bracket Ну что ж, action друзья, here at the так, TOP24 of Mortal мы увидели Kombat уже 1 4 матча в винерах и 4 матча в лузерах. В В лузерах вылетели уже Девстат, Puzzle Combat, Джадс и Фабс. И, соответственно, у нас впереди еще 4 матча. Это Фокси Грэмпа против Кейтопа, Сноу против Фалка, H-Dop против Гэра и Too Easy против Юфоринга. So this is the first of our section here, and we've got plenty more games to get through, and all of these matches are going to be losers bracket. Can we talk about... О, господи, уже и бой-то идет, ёлы-палы. Смотрите, матч уже идет. Все, Кейтоп играет за Таню. Фокси Грэмпа играет за Титану. Врывается сразу же Кейтоп. По предыдущим боям мы видели... По предыдущим боям мы видели, что Фокси Грэмпа это большой любитель отзониваться. Максимальный зонинг. Это все, что ему нужно. Так, врывается Кейтоп. Аверхед пропускает Фокси Грэмпа. Окей. Найс. Ох, отличный конферм от Кейтопа. И жмет в углу. Так, и сразу же фаталблоу всаживает Фокси Грэмпа. Этого хватит, чтобы убить. Бам! Да. Ровненько, прямо под корочку хватило, чтобы убить. Четко. Армором врывается Кейтоп. Окей. И сразу же заряжает себе ауру. Горо, да. Прессинг. Ой-ой-ой, вы посмотрите, как набейтил сейчас Кейтоп. Брейкер вынужден отдать Фокси Грэмпа и увеличить дистанцию. Так. Ага. И армор, да. Есть паниш, ну хотя бы такой. Так. I mean, you are kind of down on life, but it's nothing you can't bring back, especially with the katana damage by itself. Oh, hack that comboed. That actually straight up comboed. Oh! Так остановился. Waits for the armor. Here comes the Goro. It's Так. no confirm. Блин, нету конферма от Фокси Грэмпа. Но тем не менее, все равно раунд за ней. О, фаталбол! Поймал? Нет, не хватило хп. И, соответственно, съедает проджектайл Кейтоп 1-0. В пользу Фокси. Не стесняется Фокси Грэмпа играть, ну, таким вот образом. То есть не очень зрелищно, но эффективно.
K-Top getting coached by his brother H-Dope. K-Top H-Dope подошел. Его брат. This is the first time since MKX that they have started to play each other's characters. H-Dope мы сегодня тоже, кстати, увидим. Он тоже в узерах. They certainly didn't do it in MK11, whereas now we're back here with one. They have a common love for certain characters, Tanya absolutely being one of them. I think it's more playstyles. We were saying this earlier on about H-Dope, and I think K-Top's very much the same, where it's less archetype and more a specific thing the character enables, you know, and it tends to be characters that are very, you know, their strategy is kind of forced in, you know, and Tanya Goro very much is that. But, you know, Foxy with that Katana Lao already expecting to see big things from Foxy here today. Obviously, in the lower bracket, did drop to Javier off stream. Так, закидывает проджектайлами снова. О, вот это вломил Фокси Грампа. No real success, and then got a game on the board with Katana, and then lost the last one to finish off. Найс. Хорошо ловит и бросает тут же Фокси Грампа. Смотрите, уже ХП-то практически нету Кей-Топа. Найс, конферм. Окей. Лоу сейчас заходит. Так, так. Гора пока нету у Кей-Топа. А вот сейчас есть. Убегает из угла Фокси Грампа. Да-да, ожидал именно вот этого армора. Так. Забирает в бросок Фокси, и чуть-чуть ХП остается у Кей-Топа. И паниш. Сама по себе эта каруселька ансейфовая, если нет Гора. А в данном случае Гора не было у Кей-Топа. Окей, поглотил проджектайл Фокси. Ой, Фокси, Кей-Топ. Окей, окей, найс. Приземлил и скамбил. Еще и шляп. Контрхит заходит Фокси Грампа, и есть конферм. И чуть-чуть ХП остается, да. Лоу шляпа на мите. Что-то как-то быстрый 2-0 уже в пользу Фокси Грампа. Задумался, смотрите, Кей-Топ. Что делать? I would be very surprised to see K-Top stay in this position. A, because he's not the kind of player to not change in this circumstance. Obviously, K-Top very character change happy historically, but also those were two decisive games. Думает K-Top. Таня. But it looks like K-Top actually might be doing it again. Might have to eat my words here if we see the return, but I get the impression this is definitely peculiar for K-Top. Решил оставаться на Тане. To think, right, these aren't close games, but it's not the matchup, it's the way I'm playing it. I get the impression this character select was just a tactical. Так, погнали. Yeah, could have been. Just have that moment to think about it just a little bit longer. Already starting off strong with yet more armor, and that's going to give first hit as well. So take that away from Foxy. Ничего себе. Терпеливый Фокси Грампа. Оп, куда полез на сетап Кей-Топ. Ага. Апперкот. Арморчик. Есть конферм от Кей-Топа. Заряжает себе ауру. Найс. Брейкер отдает Фокси Грампа. Ой, фаталмоу поймал? Да, поймал. Поймал. Среактил. Ну что, убьет? Сомневаюсь. Но нет, убил. Смотрите, прям последним пикселем убил. Господи, Фокси. Что делает? Так. Это матчпоинт для Фокси Грампа, а арморщиком влезает Кей-Топ. Окей. Well, K-Top was able to find more hits in that round. Obviously, a lot of them came from the armor, but again, the confidence to find it and kind of not really play into Foxy's hands the way we were seeing before. Так. Back to that classic staple.
And there's so much respect Ну, being попробуй established. подойди, Wind bomb. говорит как бы Well, there it is again. Фокси Get the down Грэмпа. two. Вот он Just паниш. trying to get as much damage as possible in case Goro is Так. mistimed. In that case, it definitely was. Арморчик, Foxy да, saw where прочитал Goro это was намерение landing and Фокси went, I think I Грэмпа, might тут be же able to get away with убегает. Lisa down two here, 'cause if you traded, who cares? Yeah. We're back to it. The Ой-ой-ой, drill getting ой-ой-ой, completely вы stuffed посмотрите, by что the mid. делает, а? There's no И чуть-чуть breaker хп остается у to be had. Кейтопа. There's not enough meter. Так, это One шанс. final Ах, Goro брейкер был у perhaps Фокси. to close out and send us off here for K-Top. Неужели That's gonna поймал? be- Yeah, he'll survive that for sure. Нет, But no! нет, There's the нет. low hat recovery. It's Не far too far. поймал, I am не yet to свезло. see a single И fatal таким blow образом in this game 3-0. close Ну, enough ничего to себе, stuff результат low 3-0. hat. Фокси Грэмпа You know, which is, to be выкидывает fair, a lot of Кейтопа cameos из you турнира. would think Кейтоп to занимает react like that, right? 17 место, а They Фокси bring the cameo out, выходит get дальше в reaction, топ-16 and по лузерам. while it doesn't hit the cameo Вот first, это it's да. them, you know, full on, you get a full whiff punish, but you can't do it to low hat. It's too fast, as we saw there. Зонинг, So зонинг, no doubt the но replay here powered by Mountain зонинг Dew, рабочий. the headline sponsor of the pro competition. So of course, huge thanks and shout outs to Mountain Dew for everything they're doing for the pro comp this year. Unrelated, but I gotta say, that watermelon flavor when I go to the States is my favorite one. Yeah. Every time. Every time. We don't have the same selection of flavors in the UK, so when I go to America, it's party time. I'm kind of an enthusiast of the plain. Is that what you call it? The plain default standard. The standard Mountain Dew flavor? I'd say vanilla. Ух, ну vanilla что is the ж. flavor. I mean, the green one. Snow. basically, whatever. Он But yeah, сейчас that was будет a играть really, really против decisive Фалка. win for Foxy Grandpa. 3-0 over K-Top, who definitely Сноу, is Фальк. a name to watch. Сноу это in как the раз таки NBA. тот So, of игрок, course, you know, французский, sad to по-моему, see K-Top drop который from the выбил bracket лузера stage. We're gonna Азербайджана. be saying that a lot because this is UFA 2023, and we have just about every killer player within this part of the world in the tournament. We turned And up this now we're at morning. losers bracket only. We turned up this morning and we were looking through the halls that we're in, right? So you got the station where we're currently sitting, the stage is to our side, and then right behind the stage, you just have tons and tons of setups. And the setups are where all the off-stream matches have been taking place. A lot of players now are playing casuals on those stations. Shouts to offline events for casuals on tap. But we turned up, and right before that tournament started, we were just looking around and just seeing just the quantity of how many players are here. And Так, we're ну looking что at each ж. other like, this top 24 is going to be ridiculous. No, this Every this match was now always is insane. this was always going to be the best portion of the tournament. You know, that kind of real cream of the crop, the best players of the day left in. And we are moving into our next match as we speak. Just get set up on the stage right now. I believe it is going to be Snow versus Falk. Let me just double check to make sure I've got that right. Correct, I'm it is. fairly sure that is right. So, Melina versus Kenshi. Shoutouts to Falk, by the way, commentator extraordinaire. It is. Does a lot of community stuff and has commentated with us in the past for Massive Strike and what have you. But knows a thing or two about playing Kenshi in this game, I tell you that much. But it is a Kenshi main through and through. You know, it's hard to think of a Вот game они. that Falk has touched for Mortal Kombat that we haven't seen him end up playing Kenshi on, whether it's X, 9, you know, 11, he kind of was, you know, dead in the crypt, so I guess that don't count. And then obviously now MK1, Kenshi, very different. Very, I would say, a unique take on the character. Well, in Falk, MK1. Falk, there was this thing on social media where you went over all of the Mortal Kombat games of the NetherRealm era and kind of shared your main. Yeah, And for that's what I was talking Yeah, it was the MK9 Kenshi, X Kenshi, 11, I don't want to talk about it, 1 Kenshi. But Snow, on the other hand, you know, the player that, if I'm not mistaken, sent Azerbaijan to losers. Yes, earlier Snow has had today, a good showing so far. Of course, you know, Ну что ж, rocking that поехали. Melina Lau, I believe, almost exclusively through the day. which is becoming her most Матч, common. кстати, Like Сноу many против people, Lau is Азербайджана, just но на стрим он не попал. utility all over the place, and she Поэтому has quite a few overheads Сноу that в work деле мы не wonderfully видели. with low Сейчас I посмотрим, mean, как он Melina вообще играет. Lau is a team that I remember seeing even as early as like Vianality, which was like first couple weeks of the game. So it's definitely a team that has been like on the drawing board for a while. And of course now this really is the meta of Lau Cameo for the most part. It's not a surprise to see it work out. One thing though, Lau Cameo А, так said он to игрок be за a pretty Мелину. good answer all Окей. around versus Kenshi. So Так. very much looking to see how this matchup is Оверхед, going to play out. пропускает At the same Сноу. time, you know, Lau Cameo might Лоу. be a good answer against Kenshi, but it's still Так, Kenshi. так. This is still a character that's absolutely just phenomenal. Сента. Еще подзаряжает Сента сейчас Фальк. Пресит, пресит. Ну что, очень тяжело будет сейчас Сноу. Выбирается наконец-таки из этого ада. Yes, you've lost damage, but it's just an accidental reset because that Sento stance is going to attack you again. Ой-ой-ой, на шляп попадается, и есть конферм от Сноу. Фальк брейкает. Good jump kick there for Kenshi. Good opportunity to keep that life lead. Так. A risky low side from that distance. Empty jump.
Угу. Оп, оп, оп. Угол. Прессинг. Так, лоу пропускает. Кантер-хит заходит, однако нет. Брейкер отдает. Сноу. Ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Так, так. Найс. И на мите оверхед делает Сноу и забирает раунд. Ой-ой-ой-ой-ой. Чей меч дальше залетит и... Ну, так много всякой фигни пихает сейчас Фальк. И наказ завив панишил за это Сноу его. Ага. Оп, вау. Ничего себе, прикольно. Лоу, оверхед, лоу, оверхед. Банальные, но миксапы рабочие. Так, есть паниш. Заряжаем Сента и погнали. Но брейкер отдает. Сноу. Так, куда полез? Ага, Сента. Окей, окей, ресет. Нет, не получилось. Аверкэт. Ой-ой-ой. Ау, с армором поднялся, армор телепортом. Поднялся Сноу, и это 1-0. Да, подзапорол Фалк, подзапорол, мог забрать этот раунд. If you throw the low hat, it will go through Sento and like knock him out, and then Kenji has to deal with it. So it's like there's a certain range that low hat just kind of, I don't want to say it stops Kenji doing anything, because that's not necessarily true, but it really limits his options of just walking you down with Sento out. So the Kenji player has to be very careful how they summon it. But right now, Сента, и погнали. Mid check. Но сейчас будет настоящий ад для Сноу. Ну, ничего себе, нейтрал джамп на вейке делает. Опасно, опасно, конечно, но сработало. Так, подзаряжает Сента еще раз. Фальк. Ох, брейкер отдает. Мало хп остается у Сноу. Куда? Сенто! A very different result when the combos aren't dropped, and that's the Kenji effect. Obviously can't punish that ball, the low hat always present. Oh, that was an attempt of uplock into roll. That would have been a clean punish. Yeah, if you uplock those kind of overhead phantoms from full range, they become extremely low. I imagine, yeah, full roll probably is guaranteed from a lot of ranges. Oh, good block on the low overhead. Хорошо поблочил. И найс. Влезает Фалк. Ага, ага. And then the setup after, what we're going to see, just the meaty armor. Yep, good answer. But the Sento stance is still active. We're going to get one free hit. Nope, nope, yellow hat. Good choice. Says no to that. Very good. Очень осторожничает Фалк. Однако, блочит он очень даже неплохо. Так, скилла. Вау, отличный бэкдэш. И отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, как пропускает Сноу. И это 1-1. Отыгрывается Фалк. Сента этого вызывает клона. Жесть. It kind of just goes to show how demanding, like, Kenji is minimum a top 3 character, I think. But of the top tiers, he's probably the most demanding to play. You know, at least on execution from side, an execution level, this character does need to kind of nail everything, especially that initial activation. Because if you drop that first combo, you're stuck without Sento, and from that point, you're in a bad spot. However, Snow, trying to keep that range and just doing the right thing, you know, walking Kenji down, maybe getting back to the corner a little bit, but not allowing Kenji to kind of just run free and do what he wants. Good jump from nice. Has been wise to those jump Хороший hits. нейтрал джамп. Ну и Фалк на самом деле вот так вот неаккуратно машет.
Ага, хардблоково. Ой-ой-ой. Он напрыгнул специально, чтобы оверхед, ну типа оверхед блочил Фалк, а он напрыгнул-то без удара. Kenji's not going to have to spend meter on those confirms with the Sub-Zero cameo. I really like the range that you're seeing Snow stay at, though. It's kind of outside of that like, forward 2 Kenji range. Yeah, if you're Тут fighting какой-то Kenji in the начался neutral, тут you want to steer clear of непонятный. forward 2 and back 2. Especially the back 2 that can get buffered into a Sub-Zero freeze. Well, he kind of moves forward while doing the string as well, so you kind of want to... Пила спасла. Ой, отличный апблок и наказание за это от Сноу. Оверхед, лоу, да, хардблокабл. Стандартная тема. Называется «Попробуй заблочить». Есть контрпока. И есть камбулинка с нее. Дропнутая, правда. Так. The only thing is now, look, we still have half a cameo bar and the Sub-Zero's ready. So in theory, even if there is a hit, a break's going to come out. Falk has a lot of work to do right now. Бросочек. Так. Мало хп остается у Фалка. At this point, just about anything's going to finish up as well. A throw, EX projectile perhaps. Ой-ой-ой. The armor's gone. Oh, get caught by just Чипуем. a straight up 1-2. И это 2-1. Несмотря на то, что предыдущий бой был проигран, Сноу в этом бою очень уверенно забрал. На хардблока был прям так сильно нажал. И они работают. Now we have to make a decision. All right, we're going to go straight into the rematch. Так. Последний удар пропустил. Keep it nice and basic. Sticking out just the forward 2 by itself. I like the patience there from Snow. Doesn't want to overextend. That's where Kenji's going to stick Есть out вип-паниш от Фалка. kind of like И that, Сенто because now заряжаем. it's Sento time. Поехали. All right. Hey, look, resets, whatever. We call them happy little accidents in the Kenji world. All right, Meaty. Even more of that. The launch coming out, forcing a breaker. Snow. Брейкер отдает With the Сноу. throw. Yep, with the throw again. Вы посмотрите, как поками останавливает этого двойничка Сноу. И подбирается брейкер в ответочку от Фалка. Засейвился. Так. Не рвет бросок Сноу. Alright, wait a minute. Alright, Ой-ой. low hat. I want to say this isn't an overhead comeback, but it's going to need a good few hits. Ну, не знаю, с пикселя такого может ли камбэкнуться. О, какой-то непонятный сайв вблизи. Но так себе наказал Фалк сначала. I think the interesting thing here is that Snow spent the last game just totally dominating the neutral, and now Falk slowing the pace down a little bit and not being so eager to play that neutral game against Melina. It has been a game all about who can shift gears. Машет очень, ну, очень часто слишком далеко машет Фалк. Брейкер отдает Сноу. Так. Машет, но далеко. Воу, вот это прилетело Сноу. Так, так, достает ядром все-таки едва-едва Сноу. Overhead, nice block right in the last minute from Falk, but we are not out of the woods yet. A breaker is available, but with 230 health remaining. Так. Oh, that was smart from the full screen. Ой-ой-ой, пропускает проджектайл Сноу. Enough just to get the life lead back. Так, ну что, выживет ли? Ой-ой-ой, бросок не рвет Фалк. Чуть-чуть хп остается. И телепортом дожимает Сноу. Господи. Матчпоинт. Так. Not a huge amount of damage, but the screen positioning is definitely not optimal here. All right, hit confirm. That confirms going to lead to a break. Snow now, nothing. Так. Мид заходит. Hit confirm into roll. Snow, keeping it going.
Knocked down in the meaty low hat. Ой-ой-ой. Another throw. Falk, this is a last chance situation with Fatal Blow and 3 bars of meter. You've got the Full resources. Sub-Zero. Плохо дело, плохо дело. 100%. Упалка. Are there, but is the opportunity. Can you find the opening? Так. Oh, and there it is. Overhead, sweep, overhead, low, where is it going to be? And well played from Snow. You know, I like that option to finish it off as well, because it's like, when you've got that much of a life lead and there's that little health left to finish off, you don't need a massive opening. You know what I mean? Like, every little helps in that situation. I think in that gonna situation as well, you look at the fact that your opponent has full bars of meter, full cameo, and Fatal Blow. Why go for anything super significant Hey, that why maybe take the lead to a risk? break? Why take the just risk? chip it away piece by piece for those final few hits. Which will mean that it's not going to be our next match, but in the next stage of the bracket, it should be Foxy Grandpa versus Snow to then move on. Whoever wins between Foxy and Snow, if I'm not mistaken, moves on to fight against Macaron. So I believe so. I can check the bracket in a second. we did have a look at the bracket before we stepped up here, so I think that's how it's going to work. But of course, we shall let you know when we're a little bit clearer. But shoutouts to Falk getting top 24 at this extremely stacked tournament. The final stretch was a fantastic result for Falcon. You know, shoutouts to you. No, Absolutely. Thanks a for being great here. showing. You know, Falk is a very dedicated UK player. Obviously, does a lot of commentary. Was doing a lot of pro competition commentary. Commentated the 5v5 for us yesterday. Yeah, was on the exhibition yesterday, and you know, maybe we'll do some stuff with pro comp through the year. Who knows? I guess only time will tell. But regardless, very dedicated player, and happy to see him do well. And Snow, of course, took out Azerbaijan earlier on. Obviously, going through this loser side top 24. Quite the collection. We'll definitely be seeing more of him very soon. So looking forward to that. Am Now, I right in thinking our next matchup's going to be H-Dope versus 2easy? It looks like it might. I think it might be Gur, actually, not too easy. I'm not sure. I'll have to wait and see. I'm stupid. I must have misread the bracket. I think so, because I literally saw them sit down as you said it, and I was like, I love how I think said you're I'm wrong. stupid and you went, I think so. I mean, You assume correctly. You're well, onto something. regardless, we started the block looking at K-Top in the lower bracket, and now we go to H-Dope, so the other twin. Так, from ну чё, Greece. ребят? Gameplay-wise, don't expect many things different though if they're both playing Извиняюсь. Tanya. Yeah, they definitely have a similar approach to the game. У нас overall. Like, in this game, у нас very peculiar thing to получается, play the Сноу exact same выбил character, Фалка but they are. 3-1. They're both going really dedicated И players вышел to that на Tanya Goro. I Foxy know they Grandpa. definitely are the kind of players to have other characters up their sleeve, especially K-Top. But I think for H-Dope, it might actually just be the Tanya. H-Доп у First нас time ever. I've дальше. never seen him play. The Играет Tanya против fits Гыра. H-Dope's style, I think, quite Гыр well. всегда Just so you know, it's интересен H-Dope тем, versus что Gur, играет you will. на Геросе. But it is H-Dope and Go, I'm which means, heartbroken. which means Oh that no, I get to see Gur play. За Yeah, Героса you'll у get нас gooses в too МК1 easy никто не for играет, it. кроме него. So you had it. Поэтому You had it. это That is всегда it. That is it. That довольно-таки might even be our прикольно. next match at least after that means this. that there wasn't a Gur too easy match that we ended up missing. So, you know, that's always a good sign. Yeah. But this should be a really fun one. Gur, I mean, fan favorite. You know what I mean? I know we've got some Gur fans in the chat. Like, you know, make yourselves known. The god of the team exhibitions? What is up with that? Why does Gur just not lose in team tournaments? If Gur could Так, take ну that что ж. raw energy and just Вот они, матч siphon за it выход в into all топ-16 tournament тоже appearances, по he'd be лузерам. unstoppable. If we could get team tournament Gur right now, I would love nothing more than that, because he is right now one of the premier Geras players. You know, a long-time Geras, I would say loyalist at this point. I A think. rather distinct innovator of this style of Geras. Yeah. Extremely defensive, quite... I don't want to use the word zoning, because it's not necessarily that, but it's playing Итак, extremely It's a поехали. dry style. Еще building одна those Таня. resources and never spending И 3 единственный bars on a неповторимый combo breaker, Герц. you spend him 1. But you have to remember, like, when you go for right there, low hand, Всё, сразу EX заряжает time, себе it's exactly песочные what I was часы. about to point out. Гыр. Being able to just hold low hand Оп, means you бросочек. have some real Ага. estate to go for that EX clock, build Так. up that breaker, and then Аверхед поблочил there и you go, наказывает you've got за it это when you've got H-Доп. Ultra available. So it basically means that it's Окей, very difficult. окей. Oh, the punish! О, Although, in that смотрите-ка. instance, it's just straight up wasted. Because, Неудачно he's not этот there. Once сжег again, время rarely see it get песочные часы punished. Гыр. Gur is a И bit of a lab on на Snow паниш here. ему тут So же he definitely прилетело. would have gone Ага. through the Так. main roster characters and been like, right, where can I get away with Nice. this? But in that instance, a rare case of it not working out. H-Dope Ну, completely пока что H-Доп running away with прям this round. очень It's сильно been all раскладывает своего H-Dope оппонента. right now. Бросочек No much почти room for убивает. Gur just yet. Оп. Couple that with a throw тут right at the начиповать. end here, the flawless Flawless block, block. but the Gear- the Хороший, Goro to make хорошо, it флawless safe. блок был, And но that's тем gonna не be a менее. rather convincing first round for Если H-Dope, не but можешь this series начиповать, has Гора придет на only помощь. just begun.
The walk Ага. back into the button, maybe B4. expecting a forward two of some sort or whatever. Ой-ой-ой. The knockdown, we're building up into those hourglasses once more. The more hourglasses Gur builds, the more Так. dangerous he becomes. That he can save himself from all Есть that combo наказание damage. от He H-допа. can snap Оп, his и fingers в and угол. hit you from full screen. I mean, there's very Ауру little he тут же can't do in использует that situation. этот We have to- H-доп. Oh! Найс, ой, хорош. Ouch! So cheeky. Мгм. All right, we catch Отлично. out. Keep it nice and simple. Еще один Hard командник grab тут again. же от Гыра. И Oh, 3 we went for a командника, pick да and ты third. что? You know why? Because we got a breaker. But I love the way Gyrus, or Gur Так, does that with а! Gyrus, I should say. 'Cause Гыр, if you наверное, play думал, around что always сейчас having that one на эту bar шляпу break, never приземлится. mind. И This Fatal is not Blow gonna kill. сжигает Getting H-доп. back is not Ага. gonna scale at all, by the way. This So is definitely gonna hurt. not only is this Так. going to do a lot of damage, it's giving Goro time to regenerate, and the fact that H-Dope is sitting pretty on 3 juicy bars of meter. So, H-Dope will Borak definitely go a bit ham here as soon as that Goro comes back. Ой-ой-ой, never mind. брейкер, да, отдает брейкер. Гыр, Oh, но God, it's the но EX проджектайл versus the projectile. пропускает. That one is deceptive. At the 1-0. last minute, Gur must have tried to flawless block Какая or уверенная something игра like от that. I mean, it's a mid. I think that's all you can do in this H-допа. scenario, right? There was no bar left to get the last breath saving, and I think, yeah, flawless blocking that mid projectile was maybe the only thing that would keep you alive. But one thing I do love about the way that Gur is playing Gyrus, though, is because Gur always has that breaker ready. Although Так, right there, H-Dope всё. is actually punishing it with the raw reversal. Очень удобно You know, над you шляпой kind так of spin kick, пролетать just за going over Таню. low hat. So normally Gur wants Та-та-та-тан. to just hold the low hat, get you know, the activation, use that first bar you start with to get Так, the breaker. так. H-Dope is calling it out, because normally low hat stops you from going in and Всё, punishing him, but she's going телепортимся right назад. over it. Да, H-Dope конечно. has caught it every time, Оп. another time. And that is not the first В time we've очередной seen it. раз, Now, I в remind you, очередной раз H-Dope versus над Desatis, шляпой he was doing пролетает the same Таня. thing. Блин, удобный матчап. Albeit we only saw it for one Против single Камио match, as Кунлао. Desatis spent the first 2 using Jax, but in that final match, Аверхед Cage пропускает. low hat Гыр. constantly down back 4 was clearing it. So clearly Так, this matchup Гора was засейв, preparation. засейвил. Another confirmed hit for Ага, H-Dope, who should ага. absolutely take Всё, the round смерть. on Well, this. I think that's changed the жесть. entire matchup. in a Да, massive что-то way, как-то все and для not Гыра in a good безнадежно way. смотрится. Tanya just doesn't have to care, and when Goro's ready, it's not like you can just sit and wait. Aye, It's not Fred. like you can throw low hat and bait it, because Goro's coming. Well, it basically means Tak. he's never got the utility he plays for. You know, but Guro wants to get that break available and then go ham. So he knows he Ой-ой-ой. has that break to save him if it goes wrong. He can't stack it. Overhead. He can't find a free way. Оп. Because every time he goes for it, H-Dope is just going Так. straight over. And that's very much changed matchup. But now Gur slowing it down instead. Найс there it is. паниш. A free break. Но использует часы, Well, I say чтобы free. уйти. Cheaper. Гыр. This time waits to Oh. make sure he's got the space to get it stopped. I like the way that Так. Gur has slowed it down. As a Наказывай, punish, да, though, есть hang on. наказание Every этого overhead, Аверхеда. especially against Но Tanya, is опять-таки going to be убегает more Гыр. dangerous. She has the range to punish you every single time. Oh, I was Ой-ой-ой. expecting maybe a whiff punish there from H-Dope. Gur hasn't had the Бросочек. opportunity to build himself yet another one-bar breaker yet, though. So H-Dope might take this opportunity, make the Так. most of it. That's going to be one low, Так. one Goro. Meter spent. We're going to get even more damage on this. 300. Pressure it Fatal- again. Fatal And Blow again, уже using накоплен that у buff Гыра. to get the increased range И у H-допа тоже. to your Oh, I didn't advantage. jail. Low hat's coming. Ой-ой-ой-ой, и ФБ, да, ФБ всаживает that is gonna H-доп. connect, and that's going to be 2-0 for H-Dope. Mustard, И это H-Dope 2-0. is looking unbelievable Да, today. что-то как-то This is the best I would say I've ever seen Плохо H-Dope дело, Гыр. already perform here. He has been unfazed. And I think this is definitely a case of H-Dope is... And this is a good point for this game particularly. He really has found the perfect team for the way that he plays. You know, Tanya Goro, it's not an uncommon team. If you see Tanya, it tends to be the one. But the way it lets you really, again, kind of brute force your options, right? Whether it's mobility, whether it's, okay, my Что ж, armor, оставляет I ту have же to always команду respect it. Гыр. This is a Герас perfect kind плюс of Кунлау. character. H-Dope, he always likes those real kind of monstrous normals, you know? He always loves those long range. Но buttons, против Кунлау usually на самом high деле damage, H-доп but, чувствует you know, I себя guess for Tanya it's more очень about хорошо. constantly attacking, Все-таки whereas, это... as opposed to the То, что usual. Таня Yeah, you're right, пролетает he's над playing лоу fantastic. шляпой, это прям There's just, для него хорошо. as you said, there's just not as much room to set Так. things up. But if there is one player in this top 24 you do not count out, even when 2 games down, it is Gur. Бросочек. Experience has Ага. taught us that. He is I think we can safely legitimately say. the clutch Averhead. king of the NRS community right now. He just has it. Obviously, Так. you know, was on the receiving end of some pretty nasty chokes at ECT. Ой, как достает But he's H-доп. the kind of player who can shake that off, learn from those instances, and then bring it back at the next major. And this is that next Так. major.
знал, Now, in this знал, instance, что let's not forget, right at the прилетит start of под this чап, и round, Гэр, Gurr видите, уже already прочитал built это, those но hourglasses, so ничего a сделать lot не of this удалось больше. potential, a lot of this Командный бросок, reckless B4, offense на we might see B4 прям overhead at some point напирает очень сильно. is a lot safer than you'd think. Очень большой хитбокс у этого у Герса. Not in control Ага. now. Gurr Так. able to establish much Так. more of a ranged game. And this is something he's going to do. If he has a solid life lead here, it's going to be Sand Pillar. Лайфлит хороший, Альфед, и наказывает H-Доп, He built that at the start of the round. убегает. Ой-ой-ой, последним хитом зацепил H-Доп. I feel like it was still maybe an unnecessary risk because now you don't have it. You don't have a normal Так. break either because it still cost you a bar and one hit into fatal blow 15 секунд wins. остается. I actually don't know if I agree with that. Low hat plus range. Но... Ой-ой-ой, не сконнектилась! Okay, good. Go back. Не сконнектилась H-Доп с Гора. Ёлы-палы. Gurr not been in И the Гор air by забирает the time раунд. whatever he got hit out of was. I think it might have been the overhead or something. There's no way he would have survived that round. Whatever he Так. committed to kept him safer than otherwise. Now, Оп. we break again. We reset the neutral. О, Oh, not quite enough. Oh no, that's a full combo. не Goro coming out to сконфермил play. сейчас Do we Гор. even spend meter? И Yes, we do. And we side switch. за это был No, наказ. We want the buff. We want the extra range. Аверхед. Overhead. Risky overhead. No breaker. Очень But we are gonna рискованно, spend it. очень. Oh, the dark. That was such a Так. clean duck as well. Найс. That was literally like, Оп. as long as that Оп. button was animated, the duck was happening. 420 дамага. Брейкер отдает H-Доп. H-Dope caught either crouching or Ага. jumping there. Whatever it was, there D1. must have been a guess on a second command. Ой-ой-ой, grab. куда The полез back-to-back H-Доп. grab is something И Gurr has done quite a смотри-ка, lot this weekend. отыгрывает However, один бой. Gurr, Гор, не все так просто для H-Допа. 2-1. I know situation. And now gets a pretty convincing return game on the board. I did Whatever say it was that cannot Gurr was count this thinking player about. out. You cannot do it. Whatever it was Gurr was thinking about in character select has worked. Whether it was don't Ну что overcommit ж. so much, less emphasis on constantly trying to set things up, or more low hat zoning. We actually saw a bit Надо of сказать, zoning from ну, him in что this match. с трудом As отыграл. much as you can. It's Ну, difficult to establish подпривык anything like that немножко with Гор. Geras in this game because like the sand pillar is super Прям minor. такой Да, у него alone мозговой against штурм в Yeah, одиночку. exactly. And that kind of is his main, I guess, projectile option, with the exception of like, you know, setting up the clocks and all the in-between, which again is easier said than done against Tana because she just has that range, whether it's that standing 3, that forward 2, long-range staff normals that you have to Так, constantly поехали. deal with. But 2-1. to now match number 4, 2-1. H-Dope very much still in the lead, but Gurr, Так. like I said before, there's one Так. player who can tie it up. I have absolute confidence in it. Is Gurr. Па-па-па-па-пау. Мгм. Looking for a counter poke. Всё with терпит, inevitable всё терпит Goro, Гурр. And the grab is going to secure Окей. first hit. Есть Taking бросок. first hit away from Geras is pretty important because it means he can't just go Ау, one не, bar to build не up the дотянулся hourglasses джебом and then сейчас just spend the Гор. second on the И break. H-Доп его за это наказал. За Tight этот little виф. confirm there. H-Dope taking quite the That lead. was Господи, so F2, real. сумасшедшая, Step the buff wasn't active, сумасшедшая my просто friends. мув This is why какой-то I'm saying у H-Dope and K-Top, they're Тани. more prone to hold on to it. Ага. For moments just like that. And look at the lead Так, already. часы заряжает. Now Gurr is going Ой-ой-ой. to have to make... If he gets hit, he's not going to have a chance to use his one-bar break, Матчпоинт but для I do H-Допа. believe the hourglasses Пока should спешл carry зарешала. over into this round. Yeah, I believe they do. Match point though for H-Dope. It will be a Ой, хорошо. heartbreaker for many of you at Заантиерил home if Gurr Гурр. drops at this stage of the tournament. Найс. Ох, хотел на Мите шляпу пихнуть. Gurr, the catch. nice confirm. Doesn't end it. Армором поднимается H-Доп. But not a disastrous reversal to get hit by. Did do too much damage. Отлично, рвет Aura бросок. wasn't used. Оп. Oh, hang on, there he is. Мгм. There's the Ой-ой-ой. breaker as well. Убегает. All right, we build up once more. Так. Another hit can be taken. Командник. Which means Gurr can party a little bit harder with these mix-ups. О, вот и армор. И есть конферм от H-Допа. Заряжает себе ауру. Oh, that enforcing Ой, the убьет? advance. Да, Down отличный for конферм Gurr. уже от Manages to Гыра. find the advantage. Все еще матчпоинт для Times the H-Допа. button correctly. Frame trap City and H-Dope gets Мгм, caught. Аверхед, Not blocking. паниш, Alright, паниш. that's the one bar. Surely we're going to see it. Nope. Так. I'm sure he should have it. Either that or I've drastically missed There's something. always a chance that he's just waiting for like H-Dope to spend bar first, perhaps. Maybe, but we're running out of time. Over half the life's already gone, and let's not forget, Gurr, Geras, a 950 health character. You have that one less hit that you can focus Ой, on. виф паниш. All right, here we go. Ошибается Launch one, H-Доп. launch И two. шанс. Это Time шанс stop? для Гыра. Of course. We're gonna Так. loop it. Так. Do we want it? Keep it Nice. simple. End it in command grab.
Гора. И Камани. Блин, много рискует Гор. Но, тем не менее, это смерть? Да. Ай, Каманик вифнул. Блин, Каманик вифнул у Гора. Ой-ой-ой. На пиксе. Да, и D1 заходит от Гора. И это 2-2. Что-то как-то это все напряжно. Очень напряжно. 2-2. Что делают-то? H-Dope couldn't break immediately because Goro got hit. And then when you're stunned by that kind of temporal freeze, you can't break in that form of hit stun. So the damage is all good. Like that was... I mean, was there enough damage to kill out of the grab? Because the grab dropped, but you probably could have broken the grab, right? There was 1% of H-Dope's health left. No, but anything would have done. But H-Dope had break, so if you would have been able to break the grab out of the time stun, right? Ну что ж, неужели сможет он реверс сделать? Такой сумасшедший против Тани. Так. Часы. Ой-ой-ой, на команднике прям напирает. Гэр. Так. 4. Оп. Так, Гора. Есть. Паниш. Нету паниша, H-Dope. Как так? Как так? Арморчик. Пау-пау. Но убегает. Гэр. Ой-ой-ой. Торопится, по-моему, H-Dope. Смотрите-ка. Торопится и за это получает. Ну что, убивает? Да, и это матчпоинт уже для Гэра. Опачки. Как повернулась игра. Ну ничего себе. Теперь H-Dope допускает ошибки. И ошибки критические. Командник. Еще один, но на этот раз был готов. H-Dope. Так, однако брейкает Гэр. Ага. Нет, не достал. Так. Так, ждал Гэр. Так. Еще бросок. Аверхед съедает. Равное примерно количество хп. Ой-ой-ой. Есть конферм от H-Dope. Сколько дэмэджа? 350. Оу. И F2 заходит. Ну что ж, это матчпоинт для обоих игроков. Кто? Кто выйдет в топ-16 по лузерам? Это жесть. Ага. Так, бросок забирает. Ой-ой-ой. Нету комбы от Гэра. Нет, не дотянулся на паниш. Ой-ой-ой-ой-ой. Арморчик сработал. Заряжает ауру H-Dope. Паниш. Так, хорошо, убегает. Гэр, брейкает. Так. If you hit Gur, there is a combo breaker for 1 bar with his name on it. You have to be ready. But as you know, full Goro usage, plenty of bar. This is so neck to neck. This is so even right now. Ой-ой-ой, какой трейд. Блин, еще один трейд. Бросок. И фаталблоу есть у H-Dope. Да ну, нет. Нет, опоздал. Он опоздал, но брейк. Брейк есть у H-Dope. Ой-ой-ой! Блин! Твою мать! Фикси! О, это да! Гэр забирает этот бой! Боже ж ты мой! Вот это да! Какой валидольный матч! Мы увидели! Боже мой! Вот это матч мы увидели! Ну и ну! Фантастика! Просто фантастика! Жесть!
Steve is out there popping off somewhere. Просто жесть. Ну и концовка. Сумасшедшая просто концовка была. Господи. Так уверенно, H-Dog, так уверенно шел. 2 боя он буквально снес Гыра. Но Гыр какое-то чудо просто сделал, я не знаю, как это еще назвать. That was a powerful performance from H-Dope. And of course, let's not forget, huge shouts to H-Dope. Absolutely. This was a phenomenal showing this weekend. And really just one minuscule step away from sending Gur out in the top 24 before we hit top 8 territory. That would have been one hell of an accomplishment, but it wasn't that H-Dope played bad. It was that Gur once again just Просто shifted посмотрите. into that next Просто gear. посмотрите. You know what I mean? The awakening. Жесть. He just, something just switches on. Ох, and from какая that point on, фантастика. Отличный был бой. that's the new go again. He just needs to maintain that first. I'm going to of Euphoria. Ну что, ребят, извиняюсь за задержку. Мы врываемся прямо в середине. Меня еле слышно, да? Меня не слышно? Ребят, меня слышно? Мы врываемся прямо в середину трансляции, в середину ТОП24. Сейчас идут лузера. Слышно, да? Все. Сейчас идут лузера как раз таки. Так. Туизи против Юфоринга. Напоминаю вам, что это Mortal Kombat 1 Ultimate Fighting Arena. Соответственно, это матч, это точнее турнир квалификационный в рамках Mortal Kombat 1 Pro Competition. Чуть тише сделать, да? Сделаем. Все, я их еще тише сделал. Ну что, итак, ребят. К сожалению, так и надо, и Дезарти до топ-24 не добрались, но МК Азербайджан, он же Хамид, он добрался до топ-24 и уже вышел в топ-16 по лузерам. Так что мы его точно увидим совершенно на стриме. Вот, я, к сожалению, раньше не смог подключиться, увы, потому что у меня была другая работа на другом турнире, так что вот так. Я, ребята, их еще меньше поставил. Сейчас нормально слышно? Напишите в чат. Так что за Хамида мы еще поболеем. А пока мы врываемся на матч Too Easy против Юфоринга. Между прочим, победитель этого боя выходит против Гыра. Гыр только что выбил H-Допа в каком-то просто супер близком матче. Напоминаю вам, что по правилам этого турнира здесь нельзя брать Тремора и нельзя брать Омнимена. То есть таковы правила. Итак, поехали. Too Easy против Юфоринга. Хамида покажут обязательно через 2 боя. Так, бросочек заходит и конферм через Дариуса. Командный бросок. Дариус это всегда персонаж для Рейка, естественно. Но напоминаю, чтобы этот бросок сконфермить, надо потратить полный метр. Весь метр абсолютно. Оп, бросочек. Закидывает звездочками Юфоринг. Но есть же Кунлао, который способен пустить свою шляпу. Ой-ой-ой, вифнул и завифпанишил сейчас Юфоринг при помощи однерочки джеба. И это смерть? Нет. Чуть-чуть ХП остается. И пока спешл, да. Очень много чип дэмэджа. Так. Еще тише сделать, да? Еще тише делаем. Сделал еще тише. Так. Хорошо, в контер однерочкой заходят. Закидывает проджектайлами сейчас Юфоринг, но тем не менее R2R быстро выигрывает Too Easy. Напоминаю вам, что Джонни Кейдж сейчас это один из топ-чариков. И, соответственно, Джонни Кейдж плюс Кунлао это совершенно адовая смесь. Ой, приземляется, блин, не доконфермил. Too Easy, как так? Что ты делаешь? Так, D1, нет паниша. Ага. Ой-ой-ой. Мид заходит, да. Это прессинг, пацаны, это просто прессинг.
always be worse. Now, EX stars. Звездочками закидывает. That's not the way you want to start a Projectile. round eating that for Мид. breakfast. However, Коленочка, друзья, коленочка, страшная коленочка. Джонни Кейджа постоянно из части в часть ему дают эту страшную коленку. Ой-ой-ой, командник. Есть конферм от Юфоринга. Так, хорошо. Кросс-джамп, панч. Сам не поверил. Так. Знал, что будет выпрыгивать, видите, поэтому звездочками сантиерил. Ай-яй-яй-яй-яй, еще и поймался Юфоринг. Так. Прессинг. Пани, что это было? Туизи, что это было, черт возьми? Он сделал Rising Star и, ну, просто сделал, без ничего. И умер. Соответственно, за это 1-0 в пользу Юфоринга. Очень грубая ошибка Туизи сейчас была. И за это он, соответственно, поплатился. Окей. 1-0. Между прочим, Азербайджан вышел против Кинг Гэмблера, что интересно. Интереснейший матч нас ожидает. Но это будет через бой. Подъехал своим шадоу-киком. Вот она, что шляпа-то животворящая делает. Жмет в углу Туизи. Джонни Кейдж — это прессинг-чар. Так, конферм. Есть конферм от Юфоринга. Очень прям нажимает на свои командные броски. Неудивительно. Так. Хардблокабл. Поблочил, посмотрите. Но даже если ты поблочишь, все равно ты в минусе останешься. Хорош. Использует Перри, Туизи и всаживает фаталблоу. Не убьет, конечно, но не знаю. Стоило ли это того, чтобы вкладывать его? Оп. Чуть-чуть КП остается. Ох. Шляпа заходит, и еще одна шляпа заходит. Очень быстро восстанавливается этот проджектайл. Можно задерживать. Ну, кунлау имеется в виду. Можно задерживать, и можно фрейм-трапить, хардблоков делать, и засейвить всякие ансейвы. Типа этого шадоу-кика. Найс джампинг-кик залетает от Туизи. Держит в углу. Прессинг. Хорошо. Ой, как врывается здорово Туизи. Так. Найс. Хороший микродак. Но брейкер тут же отдает Юфоринг. Вау, отличный конферм. И в углу жмет Туизи. Просто плюс получает за это. За что? За шляпу кунла. Ой-ой-ой. Чуть-чуть хп остается у Юфоринга. Да, знал. Туизи, что подъедет слайдом Юфоринга рано или поздно. Ну и, соответственно, за это наказывает. 1-1. Too Easy. Напоминаю, что это турнир в рамках Mortal Kombat 1 Pro Competition, второй ивент из 4. То есть их не так-то много всего. В основном здесь участвуют все-таки европейские плееры, но есть несколько игроков из США. Но не самых сильных, то есть Ниндзя Килла, тот же Sonic Fox, они не приехали на этот турнир. Ну что ж, поехали. Так. Оп, РТР. Хорошо сбивает Туизи. Господи, бросает Юфоринг. Прочитал этот бросок Туизи, наказывает. Так. Вы посмотрите, какие бэкдэши от Туизи. Разводит что-то он там своего оппонента. Па-па-па-па-па-пау. Ага. Ну, рискует прям этими слайдами Юфоринг. А что поделаешь, такой персонаж. Вот это законфермил. И зарядил себе хайп-метр. Правда, ансейф его зарядил. Ой.
Найс. РТР, да, сбивает и фаталбол всаживает Юфорин. Хорошо. Дамаг большой. Оп. Но не убил. Чуть-чуть ХП остается и подсека. Соник, ну как видишь, не захотел. Ну, далеко ехать, видимо. Слишком до Европы-то. Ах, почти законфермил снова. Ну, хайп-метр почти наполнен у Туизи. Отличный микродак. Найс, вы посмотрите, как хардлока было эти блочит Юфорин. Здорово. Ну, снова это Перри. Так. Так. Ой, хорошо. Найс дэмэдж от Рейка. О, боже ты мой. Почти убил, но тем не менее там уже пока D1 долетает. Вот этот хардблок был, конечно, с оверхедом и лоу-кляпой. Штука очень неприятная. Так, найс. Есть микродак и пани шадоу-киком. Армором въезжает все-таки Юфорин. Так. Так. Паниш? Ой-ой-ой, нету паниша. Еще один бросочек. Перри! Ах, не поверил в свой паниш сейчас Туизи. Есть ли паниш сейчас? Отлично. Пам-пам-пам. Хорошо. Мити есть. Но Брейкер на этот раз отдает это Туизи. Пока спешл. Лезет Туизи. Чуть-чуть ХП остается. Ага. Так. Ой-ой-ой, как рискнул сейчас Туизи. Пока спешл. На реверсале. Дорисковался. Вот смотрите, рисковал Туизи своим шадоу-киком. Рано или поздно должно было зайти в блок. Зашло сейчас, ну и соответственно 2-1. Well, it's one of those things where, so pretty much those last 3 shadow kicks were all a gigantic risk. But I feel like the more they were hitting, the more confidence Tuizi must have been feeling. Whereas like, right, these are connecting. So in order for them to connect, Euphoric was just not respected, right? And that third one, in Tuizi's defense, would have killed. It's just, I think the more и снова подъезжает. Ну, посмотрите, опасно. Турнир проходит в Париже, во Франции. Аверхед. Быстрый, разводящий такой оверхед у Рейка. Очень неприятный. Найс. Да что же за дропы-то такие? На этот раз не дропнул. Так. Хороший дамачок от Юфоринга. Так. На хайп-метр пытается свой нажать Туизи, но что-то каждый раз ему боком это встает. Так, заезжает. Ага. Нету антиэра. Так. Это территория фотоблок. И снова, каждый раз эта шляпа заходит от Туизи. Снова там на эту шляпу приземляется Юфоринг, соответственно, декомбил. Туизи убил. Найс, хороший антиэр и хороший конферм от Юфоринга. На мите оверхед пихает, но нет, намахивается. Еще оверхед. И еще один мити, но на этот раз мит. Все, смерть. Да, здесь не было смысла делать брейкер. Отдает раунд Туизи, и это матчпоинт для Юфоринга. Ох, подъезжает. Вы посмотрите, просто в наглую шадоу-киком подъезжает Туизи каждый раз.
Причем один раз уже за это люлей получил. Все равно подъезжает. Ага. Паниш. Хайп-метр. Пау-пау-пау. Оп-оп-оп. О, господи. Дропнул немножко Туизи. Но тем не менее, хайп-метр все еще горит. И он скоро закончится. Да, все заканчивается. Есть микродак от Туизи. Рестенд. Один пиксель. Один пиксель остается. Вау, командник впихивает. Так. И Fatal Blow всаживает Юфоринг. Очень большой дамаг сейчас будет, но не смертельный пока что. But we have 2 bars for last breath. By the time this fatal blow's done, there it is. Second bar. We can tank 2 hits. Оп. Which incidentally is low hat, shadow kick. Блин, как рискует Туизи, как же он рискует своим шадоу-киком, я просто поражаюсь. Ну, самое смешное, что заходит, часто заходит. Жесть. Рисковый парень этот Туизи. 2-2. Terrible idea on paper, but what's happening in the matches is making it work. You know what I mean? Like, at the end of the day, you can't play by the book all the time. Just because you could die for it doesn't mean you will. And Too Easy is making that call out over and over and over again. And to be fair, it did just win the game, did it not? It absolutely did. Думает, посмотрите-ка, Юфоринг задумался. Неужели будет менять персонажа? We'll see. You're betting your entire tournament on this smoke? Да, Смоука берет. And who? Serena. I mean, Euphoric always has played a good tiny handful of characters, so. Решил все-таки менять. But you just need to be positive. This is the right choice. No. Нет, передумал. Wasn't 100% convinced. I mean, this is the time to decide. This is lower bracket, pro competition major event. 1 game left to take. Да, ну. Difficult decision to make, especially if you play more. Нет, ничего не поменял Юфоринг на этот раз. Решил оставаться на своем персонаже. Напоминаю вам, что эти Pro Competition турниры, они дают, ну, такое весомое количество, скажем так, поинтов. Ну и, соответственно, по истечению 4 ивентов, 9 игроков, которые получат наивысшее количество очков, они отбираются на финалы Pro Competition. Так, найс. Ставит шляпу. Ух, заезжает и комбит при помощи шадоу-кика. Ой, как опасно слайдами действует Юфоринг. Ужас. Да. Дакнул, микродакнул сейчас Too Easy. И это матчпоинт для него. Матчпоинт Too Easy. Так. Снова. Каждый раз он подъезжает своим шадоу-киком. Отличная парри. Использует Too Easy и наказывает. Дроп! Да ну! Еще и такой обидный дроп. Ой, кошмар. Сколько дамага сносит Юфоринг. 310 ни за что. И это матчпоинт для обоих игроков. Да, ребята. Вот это обидно. Просто так просрать раунд. Да. Закидывает проджектайлами Юфоринг. Очень хорошие проджектайлы у Рейка. Найс. Don't break the small anti-air combo if Darius hasn't been used. We'll there break he is. This, I'm sure. Probably break now, yeah. Еще There один it is. бросок. Waits for the Darius. Брейкер отдает, That тем was не really менее. smart from Too Easy. Down on life, but up in cameo. Now there is a chance, looking at the life Too Easy Darius, has. he's only just started coming back. Yep. Because when you break with the cameo, it counts as hitting them. They are on their Очень опасная cooldown. ситуация. Аверхед заходит от Юфоринга. Врывается при помощи мида. Фреймтрап хотел получить. Но выбирается из угла. Юфоринг. 1 пиксель у Too Easy остается. 1 пиксель. Одно попадание. Ой-ой-ой, чипует. Блин. Нет. Тут уже очень тяжело было хоть как-то добраться. И таким образом Юфоринг забирает этот бой 3-2 и выходит в топ-16 по лузерам против Гыра.
That clutch from Euphoria, not to Близко это overextend, было. played it safe. And the thing is that last round was so well played from 2Easy as well. Especially like the management of the break, when to do Таким it. 'Cause образом, when Darius is there, like we were saying before, when в Darius is топ-16 у outplayed, нас, you're получается, basically прошли fighting vanilla Reiko for the rest of the round. And in that Прошли instance, Low Corridor, absolute- Боки, Азербайджан, set. King Another Gambler, game Foxy 5. Grandpa, Snow, Гыр That и was a hard-fought Euphoria. matchup right there. And one that's ultimately going to result in Euphoria moving on by the skin of his teeth. Очень много Йола still in мувов there. And делал there's still more Туизи, matches. очень много. И Our next matchup. зачастую это We'll have оправдывалось, a но quick все равно не consult on the всегда. bracket at some point, and we'll look. I can see Boki stepping up to the plate. Who his opponent's going to be, I guess we'll wait and see. So we're going to see more of that Kung Lao in due time. But this is where everything's getting serious. You know, this is where there's no more room to make mistakes. You can't lose a match and have that match be the reason a set doesn't go your посмотрите. way. You're out of this tournament. Какие One хардблоковые chance you идут have от had an Туизи. offline pro competition qualifier. You don't want to be out of that tournament. So that actually does it for that Кунлао first. сейчас So losers считается round one самым out of pools is сильным now finished with that match. камео-персонажем, That now means we и, в принципе, have этому 8 есть matches left вполне to законное decide who's оправдание. going to be, exactly the А Джонни decisive Кейдж один из самых qualifiers. We сильных, have Law ну, возможно, Corridor самый and сильный Boki, who's our next персонаж match. And it's MK основного Azerbaijan ростера. versus King Gambler, Foxy Grandpa versus Дезартит Snow, отлетел, and then да. Gurr versus Euphoria. So another К сожалению, North он до American team coming up топ-24 later on in the не next добрался. group of matches, but and then the winner of those matches have to play everyone that just lost in winners. So we definitely have some serious competition left lined up in this. Хамид, да, на турнире мы And его what скоро tournament has увидим. been so far? Через бой мы увидим I Хамида. feel like Он as we set встретится up this против next King matchup as Гэмблера well, в 'cause we can топ-16 have, по лузерам. Boki and Law Corridor stepping up Так to что the его plate. мы точно Something we увидим. haven't talked about today in regards to actual pro competition is the various stuff you can get your Дезартит hands on, и most of which Такинада, being a merch они, line. если не There's quite a ошибаюсь, lot of options, actually. заняли I think 25-е if you want to места. support, you Ну, know, то with the pro есть они competition, в пулах. you can see before you there Пулах отлетели. various designs, and you can see right before you К at сожалению, так получилось. wbshop.com Ну. where to go and pick up some of it. Of course, you can rep Я, your к сожалению, favorite этого тоже не MK видел, fandom with потому this что official Mortal я Kombat 1 комментировал там другой merchandise турнир, at поэтому wbshop.com. не And do смог remember, it присутствовать, is видите. still the И Black Friday планировалось sale, where так, you can что buy мы more закончим Kombat как раз banners in таки the game тогда, for когда начнется 30% топ-24 off этого on турнира, all и я platforms right планировал now. So на if you like what you топ-24 see, включение tuning into this pro сделать, competition, но, you're к like, hey, this game сожалению, looks так pretty cool. получилось, I что want to try it. Well, там you can do турнир that for затянулся на off. 3 часа So, буквально. not a bad Ну, time то есть to get involved. сверх DLC того on времени, the на way которое as well. We've планировался. just I had mean, the DLC release has of already Таки надо been тоже on. We've been отлетел released в the пулах. release of Omni-Man. Они Omni-Man не is дошли not до legal for this event, топ-24. as is Tremor. Tremor is not allowed here as well. Those two pieces of content are too new. Там for this. получается Дезартит, нет, таки надо. Он проиграл Фокси Грэмпа в винерах и проиграл Фапсу в лузерах. И таким образом занял 25-е место. Что же касается Дезартида, то Дезартид проиграл сначала H-Допу в винерах, и в лузерах проиграл Боки. И тоже занял 25 место. То есть Дезартит и Такинада, они заняли 25 места на этом турнире по Mortal Kombat 1. Вот. Хамид уже залетел в топ-16. И мы скоро его увидим. То есть сначала мы будем смотреть матч Low Corridor против Боки, а потом уже Хамид против King Gambler. Но пока небольшая пауза. Мы возвращаемся, друзья. Итак, впереди у нас топ-16 лузеров. Ну, вообще, 8 матчей осталось лузеров. Я так понимаю, что они покажут их все, потому что здесь заложено достаточно много времени на то, чтобы все это, ну, типа, сыграть. Так, Канимани и Макаран. Короче, присутствует Макаран, еще пока не вылетел, мы его увидим. Канимани, он прошел в топ-8 по винерам, то есть он убрал лузера Джоша Тикью. Так что Канимани мы увидим завтра, Макарана мы еще увидим сегодня. Но сейчас мы увидим матч Low Corridor против Боки. As my goodness, has this been a bloodbath in losers bracket as we get ever closer to that elusive top 8, which of course will be taking place tomorrow
Напоминаю вам, что они доигрывают сегодня до топ-8. Соответственно, в топ-8 вышли уже по винерам Акстар. Просто вообще всех удививший. Он тут, блин, за Рейдена всех тут убирает. В том числе он убрал видеогеймза, например. По винерам вышли MK1, Канимани, Tekken Master. Эти 4 игрока вышли по винерам в топ-8. Вот, по лузерам, ну, лузера играются сейчас. Мы здесь увидим с вами сейчас Low Corridor против Боки, затем Хамид против Кинг Гэмблера, Фокси Грампа против Сноу, Гыр против Юфоринга, и еще плюс 4 матча, там с участием Асадимасы, Видеогеймс Йо, Макарана и Джоша TQ. Вот, так. Да, Крым турецкий, согласен, ну, когда-то так оно и было. And while we get this match set up, another opportunity to remind you that you can pick up some official Mortal Kombat 1 merchandise over at wbshop.com. Ну, я так понимаю, что сейчас сначала мы увидим матч Low Коридора против Боки. And currently there is a Black Friday sale where you can purchase Mortal Kombat 1. Кстати, победитель этого боя выходит против Асадимаса. Всего, напоминаю, в этом турнире участвовало, по-моему, 150 человек. Или 150, или что-то такое. I don't see why Sector wouldn't work, at least for some cool combos. Anyway, back to the matter at hand. Law Corridor and Boki. 130 участников. И сразу в бой идет Low Corridor против Боки. У Low Corridor, ну, не смотрите, флаг у него, по-моему, неправильный, он все-таки из Германии. Ой-ой-ой, Горо. Связка Кунлао и Гора очень сильная на самом деле, потому что у него появляется арморный мув, который плюс на блоке благодаря Гора и лаунчит на хите. И еще и имеет армор. Очень опасная штука. Так. Но Рейден все еще опасен. Все еще. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Дамаг огромный. И empty jump оверхед. Засейвился при помощи ножей Кана. Паниш. Вейвкнул сейчас Боки. За это наказывает его. А может флаг правильный у Лоу Коридора? Посмотрите, у него барак и лоутир. Ну и он подрезали дамаг очень сильно. Так. D4. Оверхед пропускает Лоу Коридор. Еще один оверхед. Арморчиком поднимается, но второй удар его сбивает. Паниш. Не допанишает от Лоу Коридора. Армор. Плюс. Вот этот армор очень опасен. Хороший вивпаниш сейчас от Лоу Коридора. Этот армор у Кунлао очень опасен, потому что сам по себе имеет армор. И, соответственно, при помощи Гора плюс на блоке и на хите лаунчит. Но дожимает, тем не менее, Low Corridor, он абсолютно спокоен. Ну, я вам так скажу, за бараку и так никто не играл на East Coast Showdown, ну, практически. А здесь до него тем более не играет, потому что его еще и понерфили теперь. Арморчик заходит от Боки. Так, оверхед пропускает Low Corridor. Очень разводящий такой оверхед. Так. Держит дистанцию Боки. Армор плюс и оверхед. Армор плюс и тут же миксап, если поблочил. Так. Прессинг уже от Low Коридора. Конферм. Есть конферм от Боки, идеально. Великолепно законфермил, и раунд забирает. Просто поднимается суперменингом сейчас Low Corridor. Суперменингом и ножами Кана.
Посмотрите, какой быстрый оверхед, а. Ага. Угол. Так, так. Плюсы, не лезет на эти плюсы. Лоу коридор. Пока спешл. Так. Ой-ой-ой. Дэвкиком сближается Боки. Найс! Прочитан этот армор. Смотрите, и лоу коридор наказывает. Ой-ой-ой. Господи, еще и с апперкотом поднимается Боки, за что и убивает лоу коридор. Хороший раунд для него. Так. Поехали. С нейтрал джампа очень часто залетает лоу коридор. Горо! Аверхед. Засейвил? Да, засейвил при помощи Кана. Чипует, чипует лоу коридор. Много чипует. Ой-ой-ой-ой-ой! И как же ошибается ключевой дроп у Боки. И, соответственно, раунд забирает лоу коридор 2-0. Привет, Владимир. Жесть. Ну, вот так вот. Одна ошибка, и ты ошибся. То есть ошибка стоит тебе победы в раунде в данном случае. Ну, в данном случае победы в бою. Итак, поехали. Сразу же залетает. Да, он ждет каждый раз этого вейкап армора, потому что все Кунлао вейкаются с этим армором. Аверхеда залетает от лоу коридора. Так. Арморчиком. Оп, засейвился. Засейвил этот буревестник. Мало хп остается. Еще засейвить. Да, каннонболом. Непременно. Так. Бегает от своего оппонента лоу коридор. Лоу коридор как бы говорит, ну давай побегаем. Вау, хорошо, доконфермил сейчас лоу коридор. В Париже, ну я ответил. Я еще там ответил, что в Париже. Париж, Франция, соответственно. Ой-ой-ой, подъезжает. И арморчик, вот он, залетает от Боки. Дроп комбо, да ты что? Боки, и так редко попадаешь. Да еще и дроп. Буревестник. Засейвим. Да. Найс, антиэр и конферм, но брейкер отдает все-таки Боки. А сейчас плюс. Так. Oh, what was that? I think that was meant to be a forward 3-4, but only a standing 4 came out. Maybe either way, anything into fatal blow will kill. Jump. So Boki has to be careful. Вот посмотрите, как обманывает. Аверхед. Вау, апкик. И 50 на 50. Лоу-лоу. Либо лоу-оверхед, либо лоу-лоу. Не угадывает сейчас лоу коридор, и раунд все-таки забирает Боки. Even more so that Kano just took a beating. This means that there's going to be one less storm cell to deal with, although about now it's going to come back. So that luxury is now gone. Speaking of which, here we go. Down one into the EX version. That's going to result in a full combo. I'm going to go into Kano for even more. Pick it up, keep it nice and consistent. Spend a bar on the launch. Bring us to about half the work done already. Пока спешл. Каждый раз это пока спешл. And from this point, it's scary times for Boki right now. Oh, Goro. Hello. Goodbye. Так. Засейвился при помощи каннонбола. По чуть-чуть хп откусывает. Лоу коридор. Аверхед поблочил. Лоу-лоу. Ой-ой-ой-ой. Армор перебивает Боки и забирает раунд. 2-1.
caught going for something as a reversal. Хорош. It wasn't electric. Сбил It арморчик looked оппонента. like he tried to EX down back 3. Yeah. Yeah, it looked like he might have just felt, because it's so fast on startup. Sometimes Raiden players really feel safe just letting it rip at that range, but that meaty from Boki was too real. Boki did keep it together. That was some airtight Oh, timing at the oi, very oi. end. And now, immediately a hit. This Nice. could be a swing of Ta-ta-ta-ta-ta. momentum. Maybe. Could be too early to tell, but right now, again, the low. И опять этот лоу Corridor has заходит. spent И most конферм of this есть от series Боки. blocking it overhead. Like, we're now starting to once again remind you it Safe. can go multiple ways, and Yeah. I'm now not afraid to let either go. All right, overhead, another one. We're going to see a lot more of that. The neutral jump, rearing its ugly Ой-ой-ой, head for держит, Boki держит в once углу again. своего It's been оппонента such лоу a коридор. problem for him. All series. Again, almost happened immediately back to back. Ой, хорошо, поку ставил, поку спешл, еще. All right. Засейвился при помощи канабола. Еще канабол, конечно. Еще просто посмотрите. Начиповал лоу коридор, жесть. Not once, and he is paying for it now. It is a difficult move to flawless block, but you must do it. At this level, you have to try. I know, it is so tricky, but if you don't, the chip damage just escapes. Not only that, but in the latest Как-то patch, выигрывает. denying meter Лоу build, how заходит. important that is against Raiden. Какой Right, мышек. Hero. Still though, I don't want to count А, Boki Кана out. Мэшинг. Boki has been able to Кана kind of go Мэшинг, down а чё, swinging. да, хорошее ядро. In some cases, Да и ножи really ничего. bring it back even beyond. Speaking of which, forcing that break around Так, the low все corridor. проджектайлы заходят сейчас But от лоу Boki коридора, doesn't go too убегает far он in, из because угла. you just know, all it takes is one jump, one electric fly, Raiden is back to safety. Especially Kane. Так, армор, да, врывается в эту дырку от Боки тут же армором. Не боится, что набейтит его лоу коридор. Up block. The grab now. Так. 950 health. That's going to do a pretty good chunk of damage there. However, you got to watch out. One teleport into knives, one electric fly into knives. Punish. Наказывай! Well, Да, could go, не I рассчитал guess, высоту. corridor that low. Все-таки суперменинг у Рейдена, он летит Now Boki чуть-чуть вниз, still here. под углом, так сказать. However, the match point for Law Corridor continues. Armor. Goro. In this one. Overhead confirmed! Boki Так, still paying attention, and again, opting not to end the combo in the special, wants to keep point blank лоу range. пропускает, Gets the reset, который раз, forces the кстати, этот breakout лоу of Law пропускает Corridor, that is лоу huge. коридор. Raiden with no bar, that's no EX for Хороший himself to конферм worry от about, Боки. and this is looking all Boki right now. Goro And hasn't finish it even. off. Goro has only just started to regenerate, by the way. That's how long the Tak. cooldown is. But Boki at this point may not even need Goro. All right, with punish. No Есть breaker on паниш. Boki's side. Ага. That is meant to be forward 3-4. A dropped input there from Law Corridor. Boki. Ну что ж, 2-2. Боки отыгрывается. Причем каждый раз при помощи этого микса своего. Here we are. Another game 5. Well, I will say it's either a drop combo or something deliberate that we've just not seen. I don't know what it could possibly be. I mean, it kind of has that kind of like funky knockback. So I'm thinking maybe it's like, is it cancelable? Or are we meant to see like that into teleport or something? Кана Like, все is еще there something остается about that очень normal, or сильным is it just камео-чариком, straight up input? Either way, который способен засейвить много чего при помощи ножей, при помощи ядра, ядро боли, конечно, так сказать, предпочтительно, но оно тратит больше метров. Его надо еще и заряжать. Что на этот раз турки забанил? Надеюсь, ничего. Вау, Гора достал! Вообще просто с другой стороны был и достал. Ага. Так. There's a guardian angel out there somewhere. Yeah, his name's Goro. Did you see him? He just caught Raiden by the legs and went, get out of here. Oh, there it is Так. again. Так, Full combo. Boki on the warpath. Again, letting it rock early, just to keep the close position. However, we're going to eat that down back 3, and the reverse of momentum now goes on the side of the Ой-ой-ой. corridor. Here comes Kano. хорошо, Another оверхеда overhead. заходит, сравнивает количество хп. Boki, Армор мимо. Boki just put into fatal blow threshold. Так, Block. так. In chip territory again, though. You have to be so careful. Good Потихоньку block on the overhead. чип Go снимает Goro. и... That would have been the round. Oh, what? No! Ай-яй-яй. The low again! И все-таки дожимает Боки, матчпоинт для него. Ковырял, доковырял все-таки. Наказывает. Хорошее наказание, на самом деле, при помощи апперкота, потому что там уже ножи летели, можно было на ресет напороться. These overheads are really starting to pay off. They're adding up. Every time an overhead hits its mark, it adds up here for Raiden. Full bar for Kano.
the cancel into just more of that free pressure. Here comes the chip once again. Оп. It's going to be Kano. Чуть-чуть It's КП gonna be another остается. button. It's going to be Да. another round, and that's going to be match point. Кто больше Both электричества накидает? players Матчпоинт. once again here at UFA to remind you all, Для обоих elimination игроков. territory. One round, someone's going home, someone's moving on. Boki opening things up with the Так. grab. Look at that beater. А, ну да, забанен Omni-Man и Тревор, естественно. Must have done. There he is again. Yeah, there he is. Cancelled him. The up block again, but this time Lord Так. Corridor eats it. Eats Это it back еще. to back. Boki Там видите, микс keeping it so weird. Кунлау. Ой-ой-ой, ассист помогает сейчас Боки. What does Lord Corridor do? Does he Интересно. hold on to this for a breaker? You're going to have to use just regular down back 3 now. The EX1's going to be a risk to Ой-ой-ой. take. You don't want to get caught without full bar here. The low, didn't believe all the way. Waits for the wake up down 1. The inevitable block, Так. the overhead and the safety. Here comes Kano. Армор! Просто жесть. Армор влезает Боки. И таким образом он забирает. Почему забанили? Да потому что, ну, еще они совсем недавно вышли из-за этого. То есть, чтобы играть ими, надо, чтобы прошло там 3 или что-то типа того недели. А как вы понимаете, что в ситуации с Omni-Man и уж тем более Тремором, ну, как бы еще не прошло столько времени. Ну что ж, таким образом, Боки выбивает лоу коридора и выходит против Асадимаса. Топ-12. It's not disappointing, is it? It is just consistently delivering. And of course, Lord Corridor Ребят, as меня well, huge слышно shouts to Lord нормально? Corridor. Звуки из игры Still нормально someone who, слышно? began as an online player, started to make that trip to offline. We saw it at Biennality. We saw here as well. I know Lord Corridor's not going to be happy with that result, but hey, you know what I mean? Like, it Уже на definitely следующий takes a турнир lot они of будут effort to разрешены find a Тремор, different и country, Тремор, beat an и offline tournament. нормально, да? Get Так, this и far Тремор, against as и many top Omni-Man, tier они уже players. I know будут he's not к gonna be happy следующему with that, but турниру that's not a bad разрешены, place to но be. даты следующего турнира I у mean, нас if you're at нет. Boki's То есть position, you're мы probably только и feeling знаем, pretty что good right now. он I mean, you состоится see в on the look on Бразилии his face, в he was начале like, he got up and he was следующего just like, года, но yeah, me, ни yeah, даты, let's go. ни точного Someone's местоположения like in нет. disbelief, but Boki has been an absolute Ну, animal просто with видите, Lau, по звуку but баланс нужен, чтобы at this как point, бы вы almost слышали 10 и years. меня almost нормально, 10 и years now, игру so, like, нормально. Ну, 2015 to, yeah, 8 именно years. задний фон So it's имеется в been a good виду. old time. So we Так, can ну look at что our ж, next а вот match. It's теперь gonna бой, be которого мы все так долго King ждали, Gambler друзья, versus это у нас Azerbaijan. Хамид. Yeah, not bad. Sounds like Хамид the kind of встретится match we're getting here. против Again, we're getting very near the end King now. Gambler. Winner's side top 8 has been decided for a while. We are just really Давайте trying to попробуем find out ставочки who is going to be сделать. joining them on the lower bracket, and we're getting close. And it's this level of play. MK Очень Azerbaijan. и These are the очень exact такое matches тяжелое we expected. противостояние у Yeah, I'm Хамида hoping so сейчас as well. Obviously, будет. Все-таки Azerbaijan here, that King Smoke Gambler striker, это which один apparently из he's only been действительно playing фаворитов like a week or two, данного he says. ивента. And it's a Поэтому, в striker, is that общем-то, kind of real secret sauce that приготовьтесь he's к тому, looking for. что, возможно, I know тут obviously Smoke Striker is будет quite common серьезная these заруба. days for Smoke players, but, Напоминаю, что generally Хамид, speaking, he has он been играет looking at- there's на like, I'm not going to say смоуке. it on commentary because he has been kind of Так. keeping it close to his chest, but there's Ну а one King Gambler это specific Джонни kind of Кейдж tech плеер. that he's been looking to do with Striker, which is a big part as to why he's playing the team to begin with. I'm curious if we're going to see it here, but I don't again, even know of if I've course, seen Не, ну я же не I'll могу point их out if we заставить see it, замолчать. because if we see it, it's not secret anymore, right? О, But King Gambler, one of our players who made the trip Нормально, in нормально, from хорошо. North America, Так вот, very так вот. dedicated and highly successful player. Именно к этому турниру Хамид готовился, ну, готовил другого персонажа, не Бараку, естественно, потому что Барака, ну, понятно, что уже не тащит, понятно, что с ним уже даже связываться не надо, и все, кто играли на, кто хоть как-то играл на Бараке, имеется в виду турнирные игроки, они все, ну, как бы отказались от этого персонажа, и это понятно. Вот, но тем не менее, теперь Смоук. Интересно то, что я когда разговаривал с Хамидом до начала этого турнира, вот когда он еще не поехал, а еще там на следующий день он там ехал на турнир, ну, просто пожелать удачи, писал ему. Он написал, что у него новый персонаж, ну, не Барак имеется в виду, а новый персонаж, и он боится, что он слишком мало его тренировал, то есть буквально мало времени было и на то, чтобы его освоить, на то, чтобы все это дело отточить и так далее, но как бы да. Но тем не менее он добрался все-таки до топ-24 по лузерам. Я напоминаю, что в лузера его сбросил Сноу. Вот так вот, Сноу. Так.
just the character being Сноу игрок an на милине. effective tournament character in general, right? 'Cause Я несколько we're этому seeing удивился, если a честно, lot of но тем не overheads менее just be Сноу straight его up выбил. blocked, right? Like the low overhead element isn't really Ну что ж, вот effective, она, but at the МК same time, Азербайджан, the слева от нас, invisibility, the справа movement, King it Gambler. confirms the Погнали, trickiness of друзья. the cancels, the Матч cameos важный that для cover нас. it. Now, obviously, Striker being, I would say, the main one we're beginning to see with Smoke now, but I think it's just a mix of all together, perhaps, making Smoke more and more Поехали. common. As we go straight За into 4 там начинает Here's the King thing, Gambler. mate. You look at Окей. this team, and yeah, offline you can block Smoke's overhead Засейвить. play pretty Здорово. reliably and easily. Найс. Ой, хорошо. В это окно, смотрите, залетает сейчас МК Азербайджан при помощи своего ассиста страйкера. Отлично. Так. Вэвдэш. Закидываем? Да, закидываем. Страйкер это очень хороший тоже. Это очень хороший ассист. Найс. И скамбил этого страйкера МК Азербайджан. Убьет. Оп. Найс. Отличный дэмэдж. 343. Так. У Смока есть свои миксапы, конечно, но именно на турнирах, ой-ой-ой, вы посмотрите, как страйкером закидывает сейчас Азербайджан. У него, видите, стратегия такая. Он покает и, соответственно, страйкером закидывает бомбами. Ой-ой-ой, вот это подъехал сейчас King Gambler и закомбил при помощи Гора. Бросочек в угол. Ага. Так. There was a flawless block early on, so Azerbaijan was protected from a little bit of that pressure. And there's the defensive Вы посмотрите, King Gambler явно не знает, что делать с этими бомбами, и сразу же комбит их МК Азербайджан. Вот это выбил из инвиза. Так. Арморчик, да, использует армор МК Азербайджан. Не самый быстрый, но тем не менее хороший антир. Блин, не докомбил, к сожалению. Оу, ничего себе. Хайп-метр заряжал King Gambler, и для того, чтобы засейвиться, он вызвал Гора. Хавьер, ну да, был. Хавьера мы уже завтра увидим. Так, все, брейкера нету. Дамочок. Окей. Так, прессит. Как набейтил, нашинил, смотрите, сейчас King Gambler. Хорошо, D1 сбивает. Оп. Найс, только спешл. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то непонятное King Gambler сделал, но тем не менее брейка отдает. Покает. D1 Rising Star плюс Гора равно профит. 1-0 в пользу Гэмблера. У Копа и так есть анимация мигалок. Много наших. Ну, там получается Дизартед, таки надо и Азербайджан. Дизартед, таки надо уже вылетели. Оп. Ой-ой-ой, оверхед заходит от Азербайджана. Сколько получит победитель? Давай после боя скажу. Лоу-лоу. Вы посмотрите, как обманывает МК Азербайджан, но готов к этому King Gambler. Вызывает Гора. Гора. Аверхед пропускает Азербайджан. Ага. Но он запорол комбу, тихо. Ой, Пиксель, но тут уже сложно будет выжить и... Эх, начиповал.
Так и надо, это брат, это родной брат Дезартида. Они оба как бы из Крыма. Крым живут. Так, ой-ой-ой. Обратите внимание, что как раз таки Кингэмблер понял вот эту тему с страйкером, и поэтому, видите, он как покает аккуратно для того, чтобы этого страйкера перебивать. Угу. Засейвился. Господи, бесконечный прессинг, пацаны, бесконечный прессинг с этим Гора. Ой-ой-ой, вот это использовал Перри сейчас Кингэмблер жестко. Брейкер вынужден был МК Азербайджан отдать. А, Гора не вовремя сделан был. Так. Есть наказание. Так. These pokes, the respect, Gambler constantly keeping one eye on that cooldown. Is Striker gonna happen? If so, I have to be careful. Now, invisibility. Block pressure. В инвизе стоит. Попробуй угадать, что он пихнет. Messes up the cancel, but who cares? We hit it by accident. We'll take those. Overhead. The low now. Chip. Grenades! Гранатка подстраховала сейчас Азербайджан. Граната страйкера — это вообще штука крайне опасная. Это та штука, которая обеспечивает ему, ну, и сейф, и если оппонент тыкает тебя, то обеспечивает еще и комбу в ответ. Сейвился при помощи Гора. Граната, и есть конферм с этой гранатой. Вот как сейчас, видели? Стоило увлечься Кингэмблеру атакой, как тут же гранатой влезает МК Азербайджан. Так, бросочек. At this point, I don't even think it's hitting because it's a low. I think Gambler's been so good at reacting. It's just, it's still an advancing button. Is that smoke 4-3? It's more like it's being used as a mid right now. Гиф паниш при помощи Rising Star, камон. Просто камон. Да, пока что не очень удачно для МК Азербайджана все складывается. Тяжко против этого Джонни Кейджа. 2-0. Ну чё, думает МК Азербайджан, что делать? Это лузера, проигрывать уже нельзя. Да, тяжко дается ему бой. Причем сначала этот Кингэмблер прям, ну, очень много пропускал, очень много лез, но потом, видите, на пока-гейм перешел и все. But this could be our final match for Azerbaijan. Has a lot of work to bring this one in the reverse sweep. And King Gambler, who is just laying that pressure on thick. So much of it has just purely been Rising Star Goro. That's all we've seen. Так. Засейвился? Да, при помощи Гора. Такое разводилово вообще с этим Гора. Ужас просто. Так. Аверхед заходит. Ой, контрхит. И убьет. Да. К сожалению, да, ребята, матчпоинт для Кингэмблера. Что-то тяжко. А для Азербайджана просто подъезжает своим шадоу-киком. Так. But that does mean, should Gambler land an opening, Ой-ой-ой. The knee meets the striker grenade, not a trade you want to take here if you're in Gambler's shoes. Invisibility. Так. Инвиз свой использует Азербайджан, но выбивает его Кингэмблер. Так. Ох, как отошел. И фаталблоу всаживает Кингэмблер. Интересно, это еще не смерть, но он, тем не менее, отдает его. Но очень плохая позиция сейчас у МК Азербайджана. Последний шанс. Вау, как тащил апперкотом. Д1 паниш. Да, ребят, жаль.
Ну что ж, на этом путь МК Азербайджана заканчивается на этом турнире. Он занимает 13-е место. К сожалению, Кингэмблера он не прошел, увы. Жаль. Очень жаль. Изначально он прям прекрасно работал у него в первом раунде. Вот эта тема с гранатами. Лез регулярно Кингэмблер, но потом понял и сделал выводы. Has definitely been looking for this result. Especially have to remember, the only reason King Gambler is in losers bracket is a very close, hard-fought 3-2 in the winner's side that went to Kanimani. And that was off-stream, unfortunately, but it was so close, that match. So Gambler is definitely not. Причем было очень, ну так, много достаточно моментов, буквально, ну не знаю, по пиксельных, ну так, очень близких. Но, к сожалению, Хамид не удалось. Хамид дрался, вот, только что его бой прошел. Армана здесь нет. И он не присутствует на этом турнире. У Хамида как бы такой никнейм уже очень-очень-очень давно, поэтому он не стал его менять. Но периодически, кстати, он выступает под ником Хамид. Хамид. Вот. Ну а так. Под каким хочет человек выступать, под каким пусть и выступает. Да, кстати. Сколько получает победитель этого турнира по Mortal Kombat, ну конкретно по Mortal Kombat, если мы берем, то 4700 долларов получает победитель именно. Still all to play for, but before we get to that point, we have to get through Foxy Grandpa. А у нас следующий бой это Foxy Grandpa против Snow. Между прочим, как раз таки этот самый Snow выбил в лузера Хамида. Even if you're just browsing it on Twitch. You know, you could probably quote the soundboards. I bet there's a million commands going on right now. But it's the sisters, Kitana Melina. Let's go. You know, Foxy's the main person that goes into Twitch chats and tournaments and when нет, подождите, я наврал. Я наврал вам. Не столько получает победитель. Там это по смешу столько получает. Здесь гораздо меньше призовой. Так что нет, сорян. Я, к сожалению, не знаю, сколько получает победитель турнира. Я не чекал эту информацию. Но то, что я сказал, там 4700, это и по смешу. Ну что, Китана против Мелины? Ну и, соответственно... Ой, Паниш, да, машет как неаккуратно. Сноу, за что и получает... Сноу, кстати, местный, из Франции. But Foxy's going to just look to lock you down, make you feel like you can't move. And that's why this Kitana works so well. Короче говоря, общий призовой 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов за Mortal Kombat. Короче, победитель получает 4 тысячи. Оп, брейкер. Да, брейкер использует. Оп, закидывает. Веселая камбулинка от Foxy Grandpa. Господи. Пацаны, миксап на фуллскрине. Паниш. Отлично. Ну, Foxy Grandpa, понятное дело, он как бы играет, ну, что значит играет? Он играет на победу. Вылетел. Хамид вылетел, все. Хамид, получается, занял 13-е место в турнире. Но, кстати говоря, это тоже призовое место. Да, может быть, не очень большое призовое. 100 долларов, короче, его приз, если... Кто еще остался? Ну, из наших, если никто не остался. Таню берет Сноу.
Танюшка для того, чтобы подбираться к своему оппоненту. Так, ауру себе заряжает. Ну вы посмотрите, отзонивается Фокси Грампа. Так. Обратите внимание, что Фокси, он, ко всему прочему... Ой-ой-ой. Ко всему прочему, использует Кунлао еще и для того, чтобы тот за него удар получил. Ну, за Титана. И, соответственно, не прервал ее анимацию броска веером. Прям все вылетели. Из наших все, да. Таки надо и Дизарти 25 место заняли, Хамид 13 место. Вот результаты. Так. Ой, как достал палкой своей Сноу. Угол. Па-па-па-па-па-пау. Фокси, что-то жрет прям все подряд. Гора, плюс. Арморчик, Гора, убивай. Нет, брейкер есть у Фокси Грампа, он тратит. О, боже мой! Еще и хит пропустил. О, да что ж такое-то, Сноу? Не может никак подобраться, проблема с зонингом есть у него. На билет назад, ну, вряд ли билет 100 долларов стоит. Мне кажется, дороже там. Так. Ага. Хорошо, убегает. Убегает из угла Фокси Грампа. Чисто на зоне. Убежал. Чисто на зоне напирает, смотрите, Фокси Грампа, и, надо сказать, хорошо получается. Так, паниш. Да, это ансейф, но, блин, нету нормального паниша от Сноу, конферма нет. Ну, соответственно, если ты дропаешь конферм, будь уверен, твой противник не дропнет. СНГ игроки добивались, ну, по Mortal Kombat 1 именно, или что? Ну, как бы по МК1 нет еще пока что. Ну, тут, да, просто отстрелялся Фокс. Господи, супер зонинг, ёпермать. Ну вот, как бы, Хамид 13 место, видишь, здесь взял. До этого он на Виеналити выигрывал, но на Виеналити как бы не является частью про-компетишена, но тем не менее он Виеналити выигрывал. Ну, во-первых, не в Британии, а в Австрии. Виеналити проходил в Вене, в Австрии. Ну, во-вторых, да, понятно, что это европейский турнир, но там очень многих, ну, большинства топов, точнее, вообще топов не было, по сути говоря, поэтому там, ну, не такая конкуренция жесткая была, уж тем более американцев там не было. Та-та-та-та-таун. Угол. Ну и чё, Сноу? Давай, покажи что-нибудь. Понятно, показал. Так. Ну и зонинг, куда? Ну и зонинг. Фокси Грампа использует все преимущества этого Кунлао. Ну, не Кунлао, точнее, все преимущества персонаж плюс камео. Просто усиление зонинга, да? Наконец-таки врывается Сноу. Ой-ой-ой-ой-ой, вифает. Ну и, соответственно, Фокси Грампа забирает раунд матчпоинт. Пиздец. Фокси. Так. А, дропнул. Сноу очень много дропов, к сожалению. Ну, оно и понятно, с учетом того, что как бы Таня его не основной его персонаж, а все-таки Мелина, но все равно как-то непозволительно много дропает Сноу. Так, ставит эту ауру, не подойти никак. Приземлился все-таки на нее, бросок. Мало хп остается у Сноу. Оп. Так. Все, смерть, это смерть. Тут не выжить. Здесь в данном случае выжить было невозможно. Ну что ж, 3-0 просто отзонил целиком и полностью своего оппонента Фокси Грампа. Ничего не смог сделать его противник. Когда Сноу подбирался к Фокси, то были шансы, но как бы, это редкое явление все равно. И таким образом Фокси Грампа, между прочим, выходит против Макарана. Топ-8 будет завтра.
UFA, which is pretty sick. If anyone in the world Можешь is gonna pull сделать that off, it's стрим happening. потише? But I'll Стрим say before, потише? I don't wanna, you know, Ну, I я don't wanna вроде discredit сделал other потише. Scorpion Что players, but I еще? genuinely think Еще MK1 тише is the сделать. best Scorpion right now. Ну вот But, я стрим you know, потише еще against сделал. Foxy went Ashra at the beginning, lost 2 games. Сколько призовых? with 4000 Katana, долларов за первое won a место. game, and Общий then- призовой фонд So, на топ-16 as 10 it тысяч currently долларов. stands, you know, Foxy's and losers, but Это it's not призовой because фонд of the talent. с If anything, учетом, it's because he не wasn't с учетом, taking точнее, talent. а из-за But then того, opted to go for это it. But большой that's always призовой been the фонд Foxy считается style, right? Foxy из-за has always того, played что the very specific characters that этот he турнир wants, является and he частью will be про confident компетишена. in То есть those это, games, ну, как бы НРС забашляли столько. regardless of Так what что other people 10К. think. I think, you know, for some players, their own opinion on who Так. they should play is always going to be, you know, the final word. Like, no, I think this is the right idea, and if it works out У нас great, впереди if not, следующий so be бой. it. Это Obviously, ГР Foxy против historically, Юфоринга. it has worked Надо for him сказать, more than что it has not. их But предыдущие of бои, course, we'll be Гыра seeing и him Юфоринга, later on in this это match просто to какие-то see if he дикие, can- I believe he has to fight дичайшие Makaran близкие for the матчи. title. He does, И yeah. прям, знаете, But видно, we are moving насколько on to, Гыр once вообще again, старается, another насколько он North просто America потеет в versus каждом matchup бою, with потому что, Euphoria ну, facing за off Гераса against не так-то просто Gert. тащить. Now, I don't know how to call Но, this. тем не менее, он H-допа I know I'm убрал not из supposed to be турнира biased там on commentary, 3-2, и but там I до am a little последнего bit, раунда, because чуть ли I не до want последнего Gert хп, to win это in жесть top была 8 полнейшая. so И Юфоринг bad. убрал How Gert's been Too playing in Easy. this tournament, in the Тоже exhibition очень близкий yesterday. бой был. And to be honest, just because Gert is a really nice guy, Вот. I want to see him do it. I want to see him pull this Юфоринг, off. I'm hoping напоминаю, это игрок на Рейко. I Он heard едва-едва someone say не to him проиграл on Too the Easy, Friday, который играл за Джонни "You're Кейджа. way too Ну и, nice for the соответственно, way как you я уже win this говорил, game." Гэр Yeah, играет I can на see that. That's where Герасе. his malice exists. It's all in И он Geras. убрал со своего пути Maybe the nicety is a facade. H-допа. Maybe he's like setting you up to be like, He hey, hates you, I'm and not- he wants to crush your dreams. indeed. But again, I don't believe it. I don't think that's. it goes back to the way Так. that he plays the Geras, right? Because it will be Geras. Видео Геймсьё участвует. Да, участвует, конечно. Dare I say the entirety of this game. Причем мы его сегодня еще but, увидим. know, he more Он than там anyone else I've встречается seen против Lives Кингэмблера. and dies by that one bar break. You know, if he can go for that, stocking the Что с clocks, чипом в этой игре? Ну, getting it ready. чип Obviously, we есть, know he's что могу he only сказать. really goes for the snap. Чип if дэмэдж it's есть. in the moment the right thing, or if he's going for a combo that's going Ну что ж, вот они, Most of the Гыр, time when he's got it ready, Юфоринг. he's going to save it for the break, which, you know, he has the Редкие knowledge, he's персонажи learned the game, he относительно, knows when he то can есть get away with Герас it и and Рейка. when he can be punished for it. Мы к But таким не because he builds привыкли. around it so much, he knows he has that breaker ready most of the time. He will spend a lot of the time taking Итак, massive risks, going for command grabs, that he's поехали. punished for, throwing out unsafe overheads. Because if you punish him, he's Победитель, just к gonna undo it слову, anyway. выходит против And Джоша then, as soon TQ. as he's undone it and sent you full screen, he's going to throw low hat, he's going to hold it, and he's going to spend a bar to get another one. And he does that non-stop. The only time we didn't see it that much in the last set was because he was against H-Dope, who was playing a character Еще раз very напомню, good что at в stopping. топ-8 сейчас уже вышли Хавьер, Канимани, Текен Мастер и Акстар, как ни странно, по винерам. И вот сейчас определяется, кто выйдет по лузерам. За кого болеешь? Ну, за Хамида, конечно, болел, но он вылетел, к сожалению. Ашра была на турнире? Была, да. За Ашру Макаран играет. Мы еще его увидим. Он против Фокси Грэмпа играет. Будет играть. Так что Ашру мы еще увидим. Darius's cooldown being as long as it is, I think Darius in general has a hard time against Geras like this, game plan wise. Because if Geras is constantly building up a one-bar breaker, Так, if you spend all of those resources just to hit him one time, Акстара, just да, hit one за hit, Акстара. he's got Акстар, his кстати, stuff за back, Рейка, and по-моему, you've now играет. got no cameo for however long it takes for them to come back. And with Reiko, it's not like you can spend Darius, Акстар, and then when the half bar comes back, oh, I can use с that России нет skill. никого. Ну, He relies как бы, on the так- full thing. Ну Yeah, как, there's никого. no other move Есть Reiko Такинада chooses, и, always just точнее, были здесь Такинада и Его его брат Дезартит. Ну как, они It is в Крыму the Darius. живут, я не Okay, знаю, now I'm gonna можете be считать really, это really Россией, watching можете how many Украиной, times кому we see как the Darius. I нравится. don't know if it's going to work. I genuinely don't know if On it works. paper, the way Gert Поехали. plays Сразу should с count. проджектайлов начинает Obviously, Юфоринг. Шляпка! Ай, but не now it's доконфермил gonna Гэр. work in actual gameplay. Так, Here we go. коннекшн кабель And USB. sadly, before the combo was dropped, that was before Ой-ой-ой, Gert built есть up the конферм. hourglasses, so Ага, that would have ага, been one of your ага. best times to let Так, it go. часы. Sadly, Заряжает себе ooh, Гэр. combo Вау. drops, in Если fact. фанишь, Yeah. но часики Both тикают. Тик. Не торопится Гэр.
Оба вылетели, да. Дезартед и Такинада, они 25 место оба заняли. D4 достает. Длинные очень мувы поки там у этого Рейка. Еще часы. Так. Так. Найс конферм. Через командник. Паниш. Подъехал. Доехал. Юфоринг и умрет. Ну, я повторяю, ребята, Дезартед живет в России. Ну, как в России? Он живет в Крыму. Просто Крым это, ну, те, кто для нас, ну, для тех, кто живет в России, Крым это российская типа территория. А для всех остальных в мире Крым это украинская территория. Ну, считайте как хотите. Так, отличный конферм, пам-пам, хорошо. Ах, не прочитал этот слайд, Гэр. Хотя он был достаточно очевиден. Ап, оверхед, ансейфовый. Делает, рискует, паниш! Отличный паниш, но есть часы, которые спасают Гыра. Вау. Блин, не убил, но пиксель. Вау. Отлично бэкдэшнулся сейчас и зашибил. 1-0 в пользу Гыра. Посмотрите, какая уверенная, красивая игра от Гыра. Ёлы-па. Конечно, Гыр молодец. Он единственный, кто ну, действительно на мировом уровне раскрывает Героса. Прям очень здорово. Нужно, конечно же, учитывать то, что за Героса надо контролировать все эти щелчки, все эти зарядки часов и каждый раз держать эту тему. Будет контрпикать? Ё-моё, смоука берет. Смоук плюс Сарина. Это, знаете, как говорится, если не знаешь, какого камео брать, просто бери Сарину и все. И не пасть. Погнали. Господи. Лоу заходит от Юфоринга. Ага. Ага. Так. Так. Хорошо, инвиз включает Юфоринг. Миксап через инвиз. Оу, ничего себе. Лоу. Здесь уже не будет много времени, чтобы заряжать свои часы. Так. Лоу заходит. Ага, ага. Ты. Вау, вот это сандерил. Очень вовремя Гыр. Хорошо. Оп, есть зарядка часов. Оверхед мимо пролетел и наказывает за это его Юфоринг. Однако часы работают. Возвращает себе хп Гыр. Оу, отлично. И отличный конферм. Так. Аверхед. Все, это смерть, это смерть. Все четко. Раунд забирает Юфоринг. Так. Покает. Вы посмотрите, как грамотно действует, когда инвиз включается у Юфоринга. Гыр очень грамотен и очень осторожен. Так, так. Конферм есть через Сарину, но все, возвращается при помощи часов Гыр. Так. Найс. Хорошо, на отпрыжке ловит своего оппонента Гыр. А? С другой стороны, блин. Хитбоксы, где вы там? И печально, печально. Это очень печально. Посмотрите. Ох, какой дамачок. И он дропнул. 406 дамага, и Юфоринг еще и дропнул. Отмена смока? Не, если просто так делаешь, то, конечно, оказывается. Ой-ой-ой, но брейкер, да, отдает брейкер. Гыр спасается тем самым. И ФБ. Нет, ФБ не надо делать.
Просто забирать раунд. Да, совершенно спокойно забирать раунд Гэр, все четко. Еуфоринг? Нет, он в онлайновых турнирах тоже участвует, американских. Да, бред вообще полный. Блин, с другой стороны этот торнадо ударило. Паниш? Ой, нету? Нет, ладно. Запорол паниш Гэр. Командник делает и выпрыгивает еуфоринг и наказывает тут же. Брейкера нету. Полностью всю солину тратит еуфоринг на одну комбу, чтобы 400 втащить. Пам-пам-пам. Е. И инвиз получить. Посмотрите, что делает, а? Гэрс. Так, но лайфлит все еще очень большой. Блин, сколько же терпения, сколько терпения нужно. Инвиз. Выбил! Вау, просто лал, он выбил инвиз. Оверхед поблочил. Вау, и это смерть. Красава, Гэр. Какой камбэк от Гэра. Какой камбэчище, друзья. Гэр. Боже мой, что он вытворяет? Что вытворяет этот парень? Ё-моё. Такого восторга, знаете, не было, когда он играл за Герса в Mortal Kombat 11. Но здесь, ну, прямо он показывает отличную игру. Жесть. Смог с Ариной душный. Ну, он просто душный, потому что ты привык, что в онлайне он постоянно попадается, скорее всего. Ага, возвращается Юфоринг к паре Дариус плюс Рейка. Точнее, наоборот, Рейка плюс Дариус. Ой, какой кошмар. Так. Все, здесь уже против Рейка можно держать вот эту дистанцию, контролировать, видите, при помощи шляпы Кунлао и, соответственно, заряжать часы. Так. Найс антиэр. Оп, куда? Ебау. Найс. Но мне кажется, что Гэр даже больше себя комфортнее себя чувствует против Рейка. Вынужден рисковать при помощи слайдов Юфоринг, посмотрите. Паниш. Так, аверхед. И тут же Мити залетает, и фаталблоу, но забирает прямо из этого отмены часов этих у Гэра, блин, жесть. Отлично. Так, так. Все, заряжает часы. Оп, ой, отлично. Отлично наконфермил. Меняет сторону Гэр. Хорошо. Вот это антиер. Через оверхед. Есть. Конферм. Так, так. Найс. Паниш. Он ждал, он бейтил на этот вейкап и, соответственно, наказал. Матчпоинт для Гэра. Ну вы посмотрите, Гэр. Перелетел все проджектайлы и налетел джампкиком. А вот это ошибка, но тем не менее были часы заряжены у Гэра, поэтому ошибку можно исправить. Это затереть временем. Оп. Так. Pull out something short of a miracle at this point because so much momentum. This low hat as well doesn't have a breaker. Doesn't even have 2 bars at the moment. Down 1. Оверхед. Мити заходит от Юфоринга и угол. Пам-пам. Мити залетает, но брейкер отдает, конечно же, Гэр. Здесь уже нет смысла терпеть. Так. Отзонивается пока что Юфоринг. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой, бросок. Не рвет бросок Юфоринг. Так.
Так. Рискнул. Рискнул. Юфоринг сейчас этим слайдом. Игорь был к этому готов. 3-0. 3-0. Ну что, Г. Красава. Красава. Хороший бой мы увидели от Гыра. Отличная игра. Блин, он очень клево играет, конечно, за Гераса, ничего не скажешь. Таким образом, Гыр выходит против Джоша TQ. Напоминаю, что Джош TQ — это Джонни Кейдж плеер. As we look through these instant replays, once again powered by Mountain Dew. Huge thanks to Mountain Dew for their massive support in sponsoring the pro competition this year. So huge thanks to them. But as we look through these highlights, we can say that our last 4 matches of the stream are going to be. Причем несколько раз Юфоринг очень был близок к тому, чтобы забирать раунд. Не знаю, может быть вторая, после второго боя, после смоука, может быть он зря на рейд сел. И у нас впереди остались следующие матчи. Это Асадимасы против Боки, Видео Геймс Йо против Тим Гемблера, Макаран против Фокси Грампа, Джош TQ против Гыра. Все 4 матча за выход в топ-8 по лузерам. Так что, где увидеть сетку? Ну, я в группе своей скидывал, сейчас я скину. No, Astromatter was more Injustice 2 onwards, right? Yeah, more of an MK11 thing, I would think. Yeah, I think so. But either way, they're guaranteed to be fantastic matches. While we wait for our next match to get rolling. Let's remind everyone at home, Mortal Kombat 1 has official merch that you can purchase. It's a good time to do it right now, especially with this holiday season upon us. You can check out wbshop.com to pick up all of your official Mortal Kombat 1 merchandise. And it's not just that right now. Mortal Kombat 1 is завтра топ-8, сейчас скажу, завтра топ-8 в 15 часов по московскому времени. 15 часов по Москве. Так что, ну, приходите, я это дело буду рестримить тоже. I have just been told that it's time for us to go for a 10-minute break. We've just talked about the matches. We've talked. Welcome back to Ultimate. Возвращаемся, друзья. Так, у нас впереди последние 4 матча первого дня. Первого дня Mortal Kombat 1 Pro Competition Ultimate Fighting Arena, соответственно, который проходит во Франции, в Париже. Напоминаю, 129 участников здесь он собрал по Mortal Kombat 1. Вот, более чем в 2 раза меньше, уж извините за такую трактовку, чем в предыдущий турнир. Напоминаю, на East Coast Throwdown было около 300 участников, здесь 130 только. Вот, кто фаворит? Ну, фавориты здесь очевидные, то есть это, пожалуй, что Видео Геймс Йо, возможно, Tekken Master, Хавьер, пожалуй, что Фокси Грампа, Джош TQ, Гыр, Тим Гемблер, в принципе, тоже, ну, такие сильные. Все те же самые. Так. У нас впереди матч Асадимасы против Боки. Асадимасы. Так. Я напоминаю вам, что Боки — это игрок за Кунлао, ну а Асадимасы — это игрок за Таньку. You know, I'm partially rooting for Asa because he's using my controller, and that means I kind of pseudo make it into top 16. Это уже матч за выход в топ-8 по лузерам. Is someone who has surprised quite a lot of people with the destruction. He's just like torn right through the competition. Yo, that's crazy. He's still there. He still got it. He still got it. I mean, Asadimatse, like he said himself, he doesn't play the game that much. It was the same for MK11. But he still can't get that far in tournaments every time, top 16 or top 8 at least. Boki made it all the way from Austria. He's also one of the best players in Europe out there. He's an OG as well. So it's cool to see the battle of the OG for that top 8 loser side place.
Как вы видите, Боки, игрок из Австрии, Асадимасы, это, конечно же, итальянский плеер. Так. Все, тут же очень сейфовая эта танька, да и на самом деле у Кунлао тоже несколько опций есть, точнее одна опция крайне сильная, крайне сейфовая. Вот. При помощи Гора. Кстати, сейвится. Оба Гора используют, потому что это хороший камео-персонаж именно для этих двух чариков. Ой-ой-ой, Spiral Arrow прилетает сейчас от Боки, конферм через Гора. Контролирует пока что дистанцию Ассо. Пытается, точнее, это делать. Так. Оп, РТР. Потому что близко так подходить. Ага. Нет, поздно, точнее, наоборот, рано слишком вызвал Гора. Но брейкер. Просто подошел и бросил. Окей, ладно. Боки забирает первый раунд. Такой продолжительный раунд, надо сказать. Долго они тут пути сыграли. И арморчик куда? А я очень много хитов наношу. Так. Но там, где одна крутилка от Тани, там вторая крутилка от Тани. Посмотрите, стагерит сейчас Асадимаса. И конферм, есть конферм через Гора. Хорошо, протаскивает в угол. Чипуем! Дочиповал. Победу. Ага. Так, поглощает, да, другие проджектайлы. Оп. Ауру заряжает себе Боки. Сейф, куда полез? Так. Ай-яй-яй, а не наказал. Асадимаса. Господи, тыкает, пичет Боки. И в какую пичку он запихнет этого Гора? Вот в чем вопрос. Бросочки, ага. Оп. Empty jump. Так, найс. Хорошо. Угол. Лоу на мите. И равное примерно количество хп остается у обоих. Фаталблоу включается у Асадимаса. Армор перебивает двойным ударом. Так. Все, засейвился. Опасно. Хорошо достает сейчас Боки при помощи лоу. Опасно так махал сейчас Асадимас. 1-0 в пользу Боки. Ешь пиццу, ну, пицца убийца. Может быть, ты ешь не итальянскую пиццу? Ведь есть не только итальянская пицца, но и американская пицца, например. Задумался Асадимаса крепко, смотрите-ка. А, так к нему там подошел тренер его. И такой, ща объясним, что как. Пока он держал дистанцию, все было нормально. С Spiral Arrow начинает Асадимаса. Аверхед быстро заходит от Боки. Ага, угол. Много таких быстрых ударных нормалов у Кунлао, поэтому, видите, он перебивает армор. Так. Ага, армором поднимается Асо. Хорошо, меняет он сторону. И армором поднимается своим. Ух, он не поднял при помощи Гора. Как так? Дистанции не хватило. Ну ладно, все равно убивает. Что дает аура Тани? Дополнительный мувмент. Пау. У нее Перри появляется с этой аурой. И она в воздухе еще может стрельнуть. Так. О, хорошо. Заантиэрил на предикт сейчас Асадимасы. Протаскивает в угол. Ага. Так, оверхед поблочил. И кто вперед ударит джебом? Ага. Армор на армор! Господи ты, боже ж мой, что творится, а? Так, подсекан. Окей. Чипует очень много аса. Ой, полез. Сейчас Асадимасы. Оверхед! О, боже мой, и брейкер отдает. Так, все, убивай.
Достает. Нет, сегодня не весь турнир, до топ-8. То есть еще 4 матча осталось, включая этот, и все. А завтра уже топ-8. Так, оверхед, поблочил. Вы посмотрите, как стагер использует этот F2. Аса. Найс, антиэр. Так. Горо. О, оверхед. Смотрите, что делает, а, Боки. Так, Горо засейвил. И армора поднимается. Горо, есть моя госпожа. Ты. Хорош. Арморчик. А вот Гора-то не было у Боки, видите, чтобы скомбить. Убивай. Да. Фаталблоу, и это 1-1. Найс. Как раз таки брейкер не накопился у Боки. Не хватило, блин, все заскелилось! Все заскелилось, камон! Боже ж ты мой, так мало этот фаталблоу снял, просто все заскелилось. Пипец, вообще. Асадимаса сам поверить не можно. Такой, твою мать, что это за херня такая? Почему она сняла вообще ни хрена? Какой вообще ужас просто был. 2-0 в пользу Боки. Кошмар, кошмар. Армором врывается на реверсале Боки. Пугал. Прилетает. Сейф. Плюс. Аверхед. Ага. Ага. Посмотрите, что делает Боки. Господи. Ну это наглость просто. Стреляем. Еще. Так. О, да, мид оверхед. Армором врывается. Боки. Не убьет, но пиксель оставит. Ой. Одно попадание. Один хит. Вот он. Ну чё, матчпоинт для Боки. Что-то как-то неожиданно. Неожиданный счет такой. Так. Пам-пам-пам-пам. Гора за сейф. Есть. Все, вот она, аура сработала сейчас на телепорт. Так, бросочек. Окей. Все, заряжает в наглую просто ауру Асадимаса. Ну правильно, что, ничего же не угрожает. Как встречает. Крутилочка, чипуем. Армор, боже ты мой, блин, опять набетил. Этот армор просто сумасшедший у этого, у Кунлао. Повторяю, армор. Плюс на блоке при помощи Гора. На хите выход на комбу при помощи Гора. Не то чтобы это в Mortal Kombat 1 это что-то необычное. Ой-ой-ой, это смерть? Нет. Так еще и Гора у него был. Ну, 3-0. Что-то как-то это самое неожиданное, если честно, неожиданно. Но тем не менее, Асадимасы слетает с турнира с 9-м местом. Ну, а Боки выходит в топ-8 по лузерам. Да, только ради этого армора Кунлао играет, все. То есть, ну, по сути говоря, ну, и ради еще некоторых других мувов. Но основной мув вот этот. Если отнять вот этот мув у Кунлао, то за него вообще никто не будет играть. Но мув сумасшедший совершенно. Я повторяю, как бы, при помощи Гора это просто, мать его, плюс на блоке. Просто капец вообще. То есть мало того, что он может влезть в любую дыру с этим армором и поднять тебя на комбу, так еще он еще и плюс получит, если ты заблочишь. Вау. Ну, конечно, на это потратить придется Гора. Ну, половина камеометра. Ну что ж, минус Таня. И у нас впереди следующий матч. Это Video Games Yo против King Gambler. Напоминаю, что Video Games Yo здесь играл за генерала Шао и за Шансунга. А King Gambler это Джонни Кейдж плеер. Соответственно, Великобритания против США. Очень хочет тратить метр на брейкер. Ну, да, в общем-то. Метр ему и самому нужен. Не на брейкер, а на
а на And армор. that much, nah. That hard. Это-то I понятно. really wasn't expecting that, but Но talking когда about the next fight, судьба we've got прижмет хвост, то и one of the на best fight брекер happening потратишь, tonight, что probably называется. UK versus Так, USA. ладно. It's going to be Боки BGY versus получается, King в Gambler. топ-8. Завтра будет Yes, выступать. now these two go Нет, quite ниндзя far Киллы back нет, with не butting участвует. each Здесь other's нет heads all ни the way ниндзя within Киллы, MK11. ни But of course, new game, Соника new Фокса. era. A lot of changes can be applied, but The new era. I'm very interested to Нет, see Боки это Боки, а BGY's Аркратос в kind США. of approach to this, 'cause I believe Вот мы видим historically, видеогеймза, when these two have clashed, и I think садится Gambler здесь actually might Кинг have Гамблер. more wins over BGY. Волею I don't have судеб the оба counts, оказались so I в can't лузерах. But like you said, it's a new game. So we have Видеогеймза, we have to take the напоминаю, MK1 выбил counts. лузера Yeah, the Акстар. MK1 count. and The that's what's MK1 Вот так вот. counts. And I believe it's А the first Кинг time for Гамблера King Gambler in выбил Europe, в because лузера back in the days и when we had еще Injustice to на walk through, стадии he didn't пулов make it. Канимани. For MK11, he didn't make it to Vinalici, I believe. This is his first time overseas at an international tournament himself. So I'm intrigued to see what, how, well, first things first, I'm very impressed of how far Gambler has come. but Не в, I wanna не в see if he can комбах make that счастье, top eight. He's ребята. gotta beat out BGY. BGY, of Запомните, course, he что himself комбы is top eight это for еще ECG. полдела. He made top eight- То есть, top eight for если ECG, he made top eight твой last- персонаж in умеет там 2019 снимать for 80% MK11 комбо, это не at значит, Playstation что Arena. он имба So if he и can что double это it tonight, супер tonight чартом и так might be далее. really Нет. good for him if he don't make it. It's gonna be a bad day. Because you know that Здесь these guys, соревнование, they come over здесь in не order to get top соревнование, eight. They кто won't be больше satisfied with снимет the top за 16. одной комбой. Хотя, They между need a big прочим, stage такие tomorrow, соревнования so тоже есть. good Вот. luck to both of Здесь the players. соревнования на то, Can you кто blame выиграет them турнир. how massive this hall is and how amazing that stage Почему is? I Ниндзя know Килла не участвует? Ну, наверное, all надо these players спросить are у hungry самого to Ниндзя play Килла, почему он не tomorrow, участвует. so very excited to see. It's gonna be a great day. 4 top 8 tomorrow. MK1 is one of them. Топ-32. It's Это и gonna be есть so- топ-32. Oh, interesting. Ну что ж, Why Шао should начинает go with the видеогеймс. Darius Поехали. Shao team? По крайней мере, Шао This has начинает. been a team I have seen him be lapping Ой-ой-ой, есть through. вивпания. Tries to shout the Yeah. X-Meter in Посмел front of him. заряжать свой Yeah, don't do хайп-метр. that, Да bro. вообще, что это такое? 50-50 time. It's low. Так, так. It's gonna bop him on the head with back 3-2. Нет антиэра от видеогеймза. Засейвил при помощи Горо. Somewhere where Gambler has, Так. honest to God, just thrived this entire game with this character. Ой-ой-ой. He has Дэш. to, but he's in the corner Т1. now, and that's the position you want Оверхед. to be, against, И Дариуса King Gambler использует для and того, Johnny чтобы Cage. засейвиться, но он тратит этот мув, тратит у Дариуса полный камеометр. И угол. Поехали. Бросок рвет. Protect. Ой-ой-ой, под прессинг попадает сейчас видеогеймс, что Now, очень something и I've очень noticed плохо. with Gambler, he loves Так, Т1. in the corner. Сейф. Плюс. Ага. Gonna keep staggering VGY, not letting him take his turn back, but finally does. Throws him in the Найс. corner. What's it А gonna теперь be? угол для видеогеймса. Dash forward. Второй бросок. Another Не back рвет. throw. Бам. Hey. Армором поднимается Кинг Гэмблер. Мало хп остается. Гора мимо пролетел, но тем не менее трейд. He messed it up. Трейд Пока и видеогеймс первый раунд забирает. So there is no way to make it safe at that distance. But anyway, Вот ссылку на BGY сетку takes кинули, the да. first round. Let's see what King Gambler Очень can bring пукает много Кинг Гэмблер. Yeah, it's still very interesting choice to go with that of the Darius. Mhm. We haven't actually seen Сеточка. Darius yet Так. very much at all. Oh, speak of the devil. Прессинг. Big axe. Окей, Пока спешл от Кинг Гэмблера. Дроп комбо! Да, да. Непонятный дроп сейчас был, и вынужден он отдать брейкер целый. Catch him. Что-то как-то Cool с to work with. бросками, смотрите, у Кинг Yeah, Гэмблера not a lot какая-то of проблема. big damage or big combos currently going on right now for BGY, but this is just Так, small так. little hits are all adding up. Мгм. Big axe loss. Бросок Oh, вифнул. whiff on the Аверхед barrel. заходит от Hey, Кинг Гэмблера, ой, то есть Big от видеогеймса. И жмет. Один пиксель остается, да, перепокивание. He has got the first game. D1 против D1 и, соответственно, Comfortable in there. 1-0 в Playing well in пользу neutral game, видео. the spacing is good. Very, very comfortable in this matchup, he seems. And I mean, as we brought up earlier Так, on, спокойненько, there have так been so знаете. many Johnny Cages online Спокойненько. like the Для last видеогеймса прошел первый бой. one. Again, comes down to not just character, М. just hope Отлично Aura он outsky. убирает Гора. Замораживается, кулдаун постоял у Гора сейчас. Оп, засейвил, да. Get the back throw again. Чё, на броски что ли перешел? Gambler Вдруг definitely Кинг Гэмблер. looking to just go Бросок. that А, corner, нет, smother порвал the opponent. видеогеймс. Oh, That forward throw. that cross down Аверхед. Все, just came поблочил. out of the corner just Сони like Фокс that. нет, не We участвует. got him with the river throw, Оп. back throw. Push things to the middle of the screen Так, right now. Currently так. just waiting to see what Full Gambler screen. is thinking. Gambler is waiting for an opening maybe.
Whiff finish. Yeah, VGY is patiently waiting for Gambler. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В конце впихает сейчас Кингэмблер, причем без гора. И есть конферм от видеогеймса. Найс, вот это дамачок через Дариуса. 430 дамага. Как вы думаете, этого достаточно? Ага. Армором врывается. И забирает раунд видеогеймс. Вы посмотрите, столько уже... Фокси Грэмпа? Да, участвует. Вы посмотрите, сколько вообще... Как спокойно играет видеогеймс. Видимо, он против Джинни Кейджев этих наиграл. Аверхед заходит. Конферм через Дариуса. Yes. Так. Так. D4. Ой, стомпы пихает видеогеймс. Перри использует Кингэмблер. Окей. Пэдинь. С D1 поднимается видеогеймс. Ага. Перепокивается пока что. Очень много пок делает Кингэмблер. Так. Подождал и бросил. Ой-ой-ой, ох, как достает. Тихо, тихо. Все, смерть. Найс. Вот он, футсис от видеогеймса, и это 2-0 в его пользу. Ну чё, Кингэмблер? Что-то как-то все печально смотрится. Неужели он не очень хорошо готов к шоу? Так, думает, задумался Кинг. Прям крепко задумался такой. Так, что делать? Что делать? Персонажа можно поменять. Ну вот он и думает сейчас. Нет, решил оставить команду. Решил, что будем играть на том, на чем есть. Погнали! Let's go. Оп! Вот это шадоу-киком влетел. Хорошо. Броски очень так стабильно рвет видеогеймс. Горо. Да. Так. D1 перепокивает пока что, а вот у Кингэмблера не так хорошо все с бросками. Ох, какой випаниш! Вейкается при помощи джебов Кингэмблер. Бросочек. Лоу заходит, конферм, да, есть конферм через Дариуса, но не затаймил немножко видеогеймс, в итоге комба просрана. Ага, угол. Оп, оп, оп. Пикси. Ну что, одно попадание нужно. Одно попадание. Оп, и шадоу-кик, да. Рано или поздно он бы это сделал, и для подстраховки вызвал еще гор. Хорошо, рвет бросок. Паниш! Ой-ой-ой, как махнул неаккуратно сейчас Кингэмблер, но брейкер отдает. Отличный антиэр! Бам! Господи, вы посмотрите! Вот это комбы выпиливает видеогеймс в углу. Ага. И еще бросок. Чуть-чуть хп остается у Кингэмблера. Убивай, да. Rising Star по блоку. И это матчпоинт. D4. Еще D4. Аверхед поблочил. Ой-ой-ой, арморчиком. Да. Врывается. Вы посмотрите, Вив панишит регулярно видеогеймс. Аверхед, конферм, есть конферм через Дариуса, ага. Пока спешл.
И наказывает ответный бросок. И это 3-0. That's it. 3-0. Просто жесть. 3-0 в пользу видеогеймза. Oh, Ну и, it's соответственно, defending a King Gambler But едет well played домой. and great sportsmanship being shown by both of them. Едет домой Two players played a lot с together 9-м in местом. MK11, so it's really nice to see that. Even when they're on opposing sides, that brotherhood is still there. Где уж. That's Где уж. crazy. But yes, that means that VGY will be ascending to a top 8 placement tomorrow. Unfortunately, means that Bro. Gambler Прям супер lost уверенная игра от Loki and VGY. видеогеймс. So we've got 2 more spots left for the top 8. Yep, 2 more spots left, and this is gonna be a very interesting match. Very Because interesting match. this Who is you got? someone who we haven't commentated all day, and I believe it's going to be Foxy. MK1 versus Foxy. Makaran versus Foxy. Yeah. And it's going to be a very interesting situation, mostly because Очень уверенная игра, прямо скажем, от видеогеймса. Причем еще и с бросками плохо было у King Gambler. Вообще прям не рвал. Итак, у нас впереди еще 2 матча осталось. Это Макаран против Фокси Грампа и Джош TQ против Гыра. Ну и я так понимаю, что сейчас мы видим матч Макарана против Фокси Грампа. Макаран, напомню, это игрок на Ашре. Вот, собственно, Фокси Грампа, как мы видели, игрок на Китане. Будет ли он пытаться отзонить? До этого мы видели, как Фокси Грампа просто безбожно зазонил Сноу, который ничего совершенно с ним не смог поделать. Ну, посмотрим, как с Ашей получится у него. We cannot forget his roots of how good he is to make all of this like content he provides just so good. It's his experience, his uncanny like philosophy that allows him to maintain a cool head. So, like in the most clutch situation, he's like, yeah, sure, Ну что ж, whatever. это тоже матч за выход в топ-8 по лузерам. But it's quite interesting as well because Foxy was sent to loser's side by. Фокси от кого в лузера упал? Фокси упал от Хавьера. От Хавьера, который играет на Скорпионе. Ну, понимаете, зазонить Скорпиона — это задача непосильная, естественно, поэтому... Not a do or die situation currently, but I'm very excited to see these two go up against each other. I can imagine Makaran's probably a little bit nervous right now. He might be a little bit nervous, yeah. Definitely wants a top 8 placement, something he was snubbed Ну что ж, from back at Biennality earlier this поехали. year. So I know he's really yearning for that spot. He really wants it, yeah. Организация как организация, There is 2 нормальная. worst placements in any single В tournament. целом. It's 9 and second. 9 because you don't get that top 8 day or that top 8 middle or whatever. And second is just that you were 1 game away from being the champion. Yeah, it's Так, always погнали. so bittersweet. But Ашра looks like we are seeing the и Katana Китана. Lao. Here. This has Ик. been a team Сразу же начинается. Foxy has been Макаран. a real big believer. In fact, in his words, he believes that Нам Макаран известен как игрок в Mortal Kombat 11 за Скар. Очень хороший игрок. Оп, хорошо He did встречает. play Kitana Сейчас since the Фокси. beta, and yeah, Так. he always said some good stuff about Ashra. But I need to see his Ashra in tournament actually, Так. beside of the streams. Оп, все убегает. My guy. Хорошо. Хорошо влезает сейчас Фокси Грампа. Знает этот матчап, естественно. И 35% хп снимает. Оп. Так. Все. Крис свой заряжает. Темный Крис заряжает. Ой-ой-ой-ой-ой, випнул бросочком сейчас Макаран. Эх. Но надо признаться, что пока что Фокси Грампа не испытывает проблем с тем, чтобы удержать своего оппонента. Так. Все, ставит эту ауру. Оп, оверхед. Поблочил. Так, так. Чел на Китане. Паниш, да, да. Но брейкер отдает, тем не менее, Макаран, однако дело плохо. Бросок, не рвет Фокси Грампа.
Ну чё, Макаран, будет ли шанс? Вы посмотрите, эти дешевые трюки не будут работать. Фокси Грампа к ним готов, их хорошо наказывает. И снова 35% снимает. Боже ты мой, отзонивается, ставит ауру, ставит ловушку эту. Пипец. Ага. Еще бросок. Так. Так. Бросочек. Забирает? Да, забирает. 1-0 в пользу Фокси Грампа. Наши вылетели, да? Не ожидал такого геймплея от Фокси. Ну, а какого геймплея ты ожидал? Ну что ж, 1-0. Конечно, стримит. Так. Меняет камео Кунлау на камео Сарину. Чтобы легче было противостоять зонингу. Поехали. Так. But there's no denying it, even as beginner-friendly character, she's super good. Has meter drain, has the ability to extend combos, standard projectile. Ой-ой-ой, вот это подсекан зашел, заодно и Сарину убрал. Ой-ой-ой, заигрался сейчас Фокси Грампа. Так, так. Убегает из угла, достаточно безопасно. Все, поехали сейчас. Зонинг, зонинг. Оп. Вив Паниш, ну и машет сейчас Фокси Грампа. Просто вообще никак. Да. Ага. Оп. Вейкап ЖБ прожимает сейчас Фокси Грампа. О, еще и Сарину убирает, да, это неприятно. Фокси максимально, как бы, на эффективность нажимает. Зонинг значит зонинг. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так. Ну что, 10 секунд остается, лайфлит большой у Фокси Грампа. Оп, оп, оп. Просто, посмотрите, таймер, 8 секунд на таймере осталось. Весь раунд бегал. Ну, конечно, такой себе геймплей, но видишь, он же выигрывает. Так, все. Инстантовый. Пока темный Крис, он прожектайлами бьет по земле, есть паниш. Видите, Фокси может инстантовые веера стрелять. Как ошибается Фокси с дистанции и за это поплатился. Но брейкер. Он рискует, как правило, тогда, когда у него брейкер накоплен. Чтобы в случае чего брейкнуть. Ага, ага. Ждал этого телепорта, и брейкер отдает. Макаран вынужден. Так. Хорошая D4. Найс, микродакнул сейчас Макаран. Окей. Так, конферм. Блин, не поверил, не поверил, Макаран. Так, так. Опасная ситуация. Ой-ой-ой, поймал. Да, да. Нет, не поймал! Не поймал, ничего себе. Ух, на какое-то мгновение показалось, что поймал. Так. Увлекается немножко Фокси Грампа. Бросочек. Окей. Так. Так. Ой, хороший конферм, но брейкер отдает Фокси. А, нет, дропнул, к сожалению. Но, тем не менее, чуть-чуть хп остается у Фокси Грампа. И да, 1-1. Макаран забирает все-таки бой. Тяжело, но забирает.
recompose. Ну что, Фокси, надо зонить, как в последний раз в жизни. I want to see how Necron will be Tick. receptive to any changes Tick. that Foxy has now. Now he just straight up hard zoning. Угу. Low. Ухо. Reversal. Хорошо, использует реверсал этот Маккоран. Nice take from Foxy that time. Так, камбулинка, погнали. Weird optimal at 34 damage. Going for bomb setup. Так, Darks. темный Крис. Shown by Foxy right now. It seems like Sarina was a great choice against Kitana. Definitely seems much more favorable. Kind of contest with the Katana projectile game. She has to be careful. Вот это геймплей, пацаны, да? Ooh. Угу. Near the corner. Yeah, a lot of just moving in and out. Так, бросочек. Another throw from Macro. Не рвет, не These рвет are adding Фокси. up pretty quickly, I must say, but oh, Nice. Слишком, Brand, слишком откровенно. doing that once more. Фокси ждет Another этого game мува. on board for Foxy. Да, Injustice 3. There's a low out outside Так, for the так. style, for the zoning. And still full screen. А я ничьи стримы не This is смотрю, great. Nice throw. поэтому... Зачем? Have the throw once again. These throws are all definitely stacking up in time, but very content with just Закидывает hard прожекта... zoning. Очень Once много they out, прожектайлов. might say that. Ой, ой, а где конферми, Макаран? Might have the timing for it. Твою мать. Get full combo conversion himself. Macron has to hold this. Only having 2 bars of meter. Так, Oh, nice damage. все, Very поехали. nice. It's 35 apiece, mind you. Nice. Gets the Так. trade. Has a way to work itself in now due to the nature. Наконец-таки подобрался Макаран. Есть микродак, однако Брейкер отдает Макаран. The offense was perfect. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, налетел Макаран, боже ж ты мой. Ну просто трындец. Ну вот и чё в этой ситуации делать, друзья? Как подбираться? Как? Ответ никак. 2-1. Где? Вот так и играется оно все. Grandpa is doing the job, man. Боже ж He ты wants that мой. top 8 Какой tomorrow. He wants that ужас. top 8 money. Yeah, so That I top 8 energy, man. now we're back at the character select. Will we see a character switch? I don't think so. Like, he's playing super Ну good чё, with будет Ashra, менять? I so think he is. there is no reason. I think the switch to Serena has been super beneficial. But oh. Ага, возвращается к старому камео Кунлао. I don't know. I really think that he's really in there right now. He's really in the zone in the fight, so changing character right now, I don't know if it's a good idea. Ну Because he's что, playing Макаран? good, We're playing just that really Fox well. is playing better right now. Yes. But he's playing really good. Да, Скарлетт с ТП не хватает, это точно. Так. The war's on war. Let's go. Мгм. Ой, закидывает просто Фокси. Fan. Here is the Так. light. Whoops. Оп! Nice and tight, Но man. подстраховала шляп. Так, Так. Oh, it's Оу. yeah. Nice spacing. Ёлы-палы. Hold on. Ну что, к углу подвел, но это же Китана. Она умеет That's it. убегать. Get him in the corner now, but из he's угла. already out. He's already Не в ту outside. сторону He's separated. рвет He can just бросок get out Макаран. of the corner for И free. он опять на фуллскрине. И вынужден как-то подходить. Ну, попробуй подойти. Да, ребята, тяжко. Оп! It's crazy good. It's so obnoxious to deal with, but understandably so. She's like, you work so hard to push the zona into the corners, then work it, but then to just have a way to get out of it. Угу. Foxy. Ой-ой-ой, Walking лоу. back all the way to the end of the screen, but Бросочек. now he's walking forward. Найс. Nice back throw. Oh, Look at the fatal blow on both sides. I literally lost track of which one belonged Так. to which. Boy, Вау, шляпа прилетела. Оу, Beautiful spacing. хо-хо-хо. Да, Foxy, встретил. Фокси Foxy Грампа. Grandpa. И это матчпоинт для него. they both got the meter. Oh, Oh dear. that wasn't Так. good. He got himself in the corner now. That's a Камбулинка. bad situation. Угу. Yeah, but Foxy is kind of backing things up. I don't think he minds really opening up Так. the screen. He's not even trying to pressure his opponent, man. Just walk back Паниш. and make him miss. Да. Yeah, this is Рано gonna или be поздно so Макарану big приходится damage рисковать, work и run. Фокси Грампа всегда к этому 37. готов. One Мало game's хп all it's gonna остается. take Foxy right now to remove Не знаю, Macron тяжко, from this конечно, corner. сейчас будет для Beautiful Фокси. hold И out. да. Again. Он это стабильно наказывает. И, соответственно, 3-1 в пользу Фокси Грампа.
Зазонил своего оппонента он и, соответственно, вышел в топ-8 по лузерам. Ну а Макаран занимает 9-е место в этом турнире. Использовать телепорт лава... Ну нет, это не поможет. Здесь, конкретно здесь это не поможет. Ты просто сам подставишься на комбу чужую. Так что это не выход. In the top 24, we had already games that look like top 8. So there is no shame in losing before top 8 in this tournament, and it's a pro competition. Но, а что поделаешь, как бы... У Кита, это Китана, что такой геймплей? Видите? Вот это, конечно, по табло не зашел. Забавно. Сакура в SF6? Да, я думаю, еще не скоро. Очень не скоро. We're getting a lot of those tonight. A lot of those tonight. But yes, this is a very big and very important match for the pair of these players, as of course it does bring them in the final top 8 spots. Лю брать, так он за нее не играет, если... Что значит Лю брать? Если человек не играет за Лю. Итак, друзья, у нас последний бой сегодняшнего дня. Это Джош TQ против Гыра. Джош TQ, напоминаю, это игрок за Джонни Кейджа, опять-таки. Ну а Гыр игрок за Гераса. Поломать контрдействие. Очень не скоро это год. Ну, не знаю, года 2-3, наверное. Ну, мне кажется так. Да-да, что-то Аша какая-то имба. Фокси Грампа преодолел. И сделал чудо, выиграв Китаной. Напоминаю, Джош это игрок из Великобритании, соответственно, Гэр из Соединенных Штатов Америки. Ну так, контрпик. Парочку контрпиков было. Ну, Фит, ну нет, сегодня я не отдыхал. Ну, закончится сегодня этот первый день, я отдохну. А потом надо еще и на второй день. Сосредоточен очень прям. It's all love for Girl and the guys that came all over the way from United States to France, obviously. But yeah, Josh has to face the best Geras in the world right now. I can say that, I believe. I can safely say it. Yeah, it's hard to disagree. Girl has really kind of brought Джоша, кстати, Канима не сбросил лузера. Армана почему нет? Ну, наверное, у Армана надо спросить. Не, ребят, ну, как бы... из США в Европу лететь дорого. Ну, мне кажется, по этой причине здесь нет Армана. Как бы у него не так много денег, чтобы летать еще на другой континент, в другую часть света. Это как бы, во-первых. Во-вторых, ну, вы же помните, что он не поехал на East Coast Throwdown, который в Америке проходил. Почему? Потому что дорого. А представляете, во сколько раз дороже лететь через океан в Европу? Ну, это раз в 10 дороже, а то и в 20. Этот турнир, да, этот турнир в Париже, да. Вот этот вот. Так. Ой-ой-ой, почти доконфермил шляпу. Гыр. Т1. Да. Так, часы. А, кстати, Джош TQ, смотрите, он не с Джонни Кейджа начал, а с Люкана. Так. Вы посмотрите, как он бэкдэшится сейчас Джош TQ. На Фуцисе играет, а? Так. Ай, мимо. Так, так, аверкэт пропускает Джош TQ. Ну, рискует. Уху, красава.
Вот это хороший оверхед был сейчас от Гыра через шляпу. And yeah, they were always pretty good against low hearts, you know. Так, Just waiting for секандера it, and нет. you just go through that. That's pretty good. Again, Yeah, another again in the neutral game. Найс, Oh, хорошо. dear me, gonna lock in an hourglass as well. Отлично Send it to сунтерил, screen. и отлично скомбил Гыр. Yeah, catch with the hat. Шляпой стреляет. Sweep. Forward one, Ага. quite catch it. Very stubby, but 6-rank button, mind you. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, заряжает часы. That's pretty good. Ой-ой, And okay, не again, часы, а активирует, точнее, телепорт. Low goes for the Так, sweep. свип. Далеко достает. Got that Герас. back steps, unfortunately. Командник, господи, совсем замиксил своего оппонента. А где же спаниш-то, нет? Ну ладно. Так. Оп. Oh, G1, последнее дыхание осталось у Джоша. Ох, oh, and и again, просто Josh при utilizes помощи the sweep B4 so сантерил. yeah. 1-0. Ну Ну так, контролирует, надо сказать, Гыр It is, and очень considering прям the стабильно. range of some of them, Ничего like не дает Katana делать. sweep, for example, criminally good. Ну чё, Джонни Oh, Кейджа yeah. пора Like брать? even, Чё-то what как-то was it? Лю Havocs, for example. мало что Literally может. detaches his lower leg in order to do it, and it's super good. Нет, остается. Так. Часы ставит. Ага. Так. Wait and see. Oh, Командник tries to перебивает, shine. но Long grab can't не quite был get готов full к конферму margin of Джош. damage out of it. Lot of heavy stagger. Так, отлично рвет бросок, и оверхед заходит от Гыра. Projectile. Мгм. Surprised Постреливает. that Gura has Найс. chosen Ах, not to чуть-чуть не opt доконфермил for- Джош. Oh, damn, there's a stop. Блин, капец. Еще Еще часы успел зарядить. There it is. Бросок Right now, рвет. keep in mind that Gura does not have the Напоминаю, ball. бросок у Люкана комбится Ball breaker. So, через really, кунглау. Josh, this when he's capitalized, but there's the one bar. Так, Now, could территория theoretically Fatal Blow. zone him out, but be careful. Yep, there it is. Got, but it's Ah, back right again. опасно заряжает часы. The opportunity Опасно. that Josh needs to really close things down. He does not Так. want Так, to build up that single bar of meter. м, Oh, he's gonna make it не plus as скомбил. well, the back step. Ой-ой-ой, и О, пиксель остается, Джош. да, дожимает пиксель этот Playing a little bit better, Josh spacing TQ. things out. при помощи экзо проджектайла. It's gonna be hard full screen for Geras. If Luke can Так. start to zone with Kung Lao, he might win this zoning war. So, catches Gura out of the sky. Вив паниш, да, но Again, sends есть himself же full screen. заряженные There's часы. three hourglasses, beautiful Nice one. call out by Так. Josh, knew it was coming. Держит эту дистанцию. Гыр. Оп, Эй. оп, оп. Найс, с армором врывается Джош TQ. Projectile again taps on the low. Staggers Gura, finishes the string this time. Так. Big leg. Все, лоу оверхед поблочил. Get the pressure now. Та-та-та-там. Got a hit. Lao. Конферм? Не тут-то было. Куда? Какой конферм? Ничего не знаю. Я Герас, хранитель времени. You're not doing this today. Yeah, staggering once Ой-ой-ой, again. стагер использует Джош TQ. Хорошо, и должен забирать раунд? Yep, there Конечно. it is. 1-1. And Josh putting a point for himself on the Всё. board right now. And we see, The coaching paid off. yeah, The coaching paid off, mate. It was down 1-0. VJY came in here. It's 1-1 now. It came in here again. Так. Is it gonna be 2-1? it's. I don't know. I could see this game I going know. so unbelievably back and Осторожно forth. Just стал. taking an extra few seconds for himself to compose, readjust, and think what he wants to redo in this matchup. Let's go. Oh, Nice Окей. overhead, girl. big leg. Ага, пока Such a big заряжал call себе out. часы, Josh is going for the прилетело к full нему. flying kick. He's not letting him put that level 3 stuff Так, in here. так. Our glass is cancelled today. He's got to watch out. Бросочек. for that. He's going for the forward throw this time around. This is going to stack up. Закидывает проджектайлами Джош и конферм. Хорошо, есть конферм этой шляпы от Гыра. Time stop. Ага, ага. Forward two command grab. Yep. Найс. Oh my goodness. 390 сносит. Back one two, beautiful flawless block. Hey, Так. block. Yeah. Соник Фокс Plus нет. frames of that. No flawless block for the final hit though. Ой, как пропускает Джош. Lock in a hit on the hourglass right now. Найс. Bringing things back in Ну, a really попробуй big тут way, but выжить, да. blocks the overhead, gets clipped by the low. Nice chip damage. Хард mate. блокабл. Оверхед лоу. Chip damage was really on point. 2 hits. The Люкан, overhead and low ну, heart. не супер сильный. Такой, Yeah, caught by средний the больше sweep персонаж. once again, gets caught by the forward, Оп, forward looking брейкер for the отдает. damage. Squeezes the breaker out of Josh. Продолжает контролировать дистанцию.
Джош ТК. Лоу на мити заходит от Гэра. Окей. Так. Найс. Хорош. 450 сносит Гэр. Ой-ой-ой-ой. Пиксель остается. Одно попадание. Да. Просто своими Б4 заспамил. Гэр, и это 2-1. And right now, you know, it's getting very, very scary. And VGR again, once again, coaching his brother. Так. Maybe just wanting to change up things as they jump into their next and possible final game. Yeah, possible final game. It's game 4 already. It can go up to game 5. О, еще и в хит пропустил. Джош ТК в шляпу. How Josh is going to adapt against Gür. Так, держит дистанцию Гэр. Она ему выгодна. Бросок. Вперед. Естественно, он торвет назад, потому что бросок назад комбится у Лю. Ой, командник зашел. Аверхед зашел. Так. Yeah, he's pushing him to the corner now. He wants him in the corner, but nice one from Josh. Who got Nope. The hourglass was ready for that. Убегает. И снова часы заправляет, так сказать, Гэр. Так. Так. Снова Аверхед пропускает. Но что-то не может с этими миксами совладать Джош ТК. Еще один Аверхед. Ах, не наказал. Далеко, далеко, слишком далеко. Конферм. Есть конферм. Но у меня есть часы. У тебя есть конферм? А у меня есть часы. Пау. Пау. Просто жесть. Матчпоинт для Гыра. Да. Что-то как-то все печально для Джоша. Сколько подсечек. И командник. А вот сейчас таймингом ошибается Гэр, и за это получает. Так. Ай-яй-яй, успел зарядить. Да что ж такое, не может наказать никак Джош ТК. Армором врывается. Найс! Есть реакшн, черт возьми. Ой, конферм, и это смерть. Ну что ж, 3-1. Джош ТК выбывает из турнира с 9-м местом. Ну а Гэр выходит в топ-8 по лузерам. Josh TQ played extremely Да. well, especially for his third offline tournament. I know tournament nerves are still a thing for him, but he's still young. He still made those mistakes, but he still played very, very well from start to finish. Ничего не смог с Герасом поделать сейчас. Джош TQ совершенно не знал, как подобраться без потерь. But yeah, let's talk about the top 8 bracket. We need to put it on screen, I believe. Ну, сейчас мы увидим с вами сетку топ-8. Топ-8, напоминаю, будет играться уже завтра. No, it's not now. Yeah, it is now. Sorry, my bad. So, вот оно. По венерам вышли Актар, Акстар, точнее, Хавьер. Написано Джош TQ, но не верьте, не Джош TQ, а Канимани. Канимани. И Tekken Master. По лузерам вышли Боки, Video Games Yo, Фокси Грампа и Гыр. Короче, они тут написали Джош TQ вместо Канимани, но вышел Канимани. Б4 Герса очень хороший, конечно. Очень хороший. Then we've got nope, we don't have Josh. Josh just got eliminated. Yeah, Josh, he just got eliminated, guys. We don't have Josh right now. There is a little mistake. На ком играет Tekken Master? На бараке. Tekken Master is going to play against me tomorrow. Ну, по крайней мере, играл за барак. На сегодня все, да. Boki is going to fight Video Games Yo. Foxy Grandpa is going to fight Gür. Единственный американский игрок, прорвавшийся в топ-8, оказался Гыр, причем он прорвался в топ-8 по лузерам. Но тем не менее, видите, ни Кинг Гэмбер, ни Туизи там, они все, никто не дошел в итоге.
watching all of these Ну что, games. ребят, а я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Так, это был топ-24 по Mortal Kombat 1. Мы с вами встретимся завтра. Напоминаю, завтра в 15 часов по московскому времени стартует топ-8 МК1. Ну и дальше уже остальные топ-8 тоже пойдут. Мы тоже частично их постримим, порестримим. На этом все. Ultimate Fighting Arena 2023. Первый день подходит к концу.